Цумуш дюйцерхцер, лодух шархса, короче, массовый. Вот везде вот это, ой, гомды, ой, рылпох, ты, вот и бахам дождь, келар больно, букуш, бег, чисто взаимная вот эта отзывчивость и вот взаимопомощь, и вот за счет этого выжить, да, хотя бахам даст свою абсолютно там, и там, жарится дней там или что-то. Чисто взаимная поддержка, несмотря ни на что. Ишь, Ne лучше, la ну Deutsch как. примерно, интеграла все их на Deutsch русском примерно серии روشة مو старые моменты. روشة حجر ده سواء فوق إنسا تعم ديش هذا سونش نوع عبول شينا велих было там зуч не мы так вот беш тан мел бер лук цегос нисен хвой ах кажет гергер так уох так хвой цоена цигаса са трактор ти хвой цана боло или стажимо или стат беб к умуш вохтун бола ижи хайело я умяц ровно пополам шачу вайли керт хала ocean от движелан ях дахлой вож ах ведь ши чувет барты иген синз даже и ты бум да чернах бацум цафега жизнь от итер даска И он тягарник далуш, представь. И ютер почему? хияне это болбич хию и цясигала и все там ахало зуда trial зуда смиренный хлоц уман постоянно дешево свой шабол амел лучше садал в начальное время Tavans Maria Zuchua Quebec or Alex Shoulder Yoage was ugly date bunch of Habo Basso. Звучок помер совет. Сам что Да, so decent, so well, that целый поэзиш, я сделал кино, я хотел доп меандол, шум духа примерно, мел доп дюно, мел чо, хонко, я, мел духом диз, и те пом хайнт, я, адюш тали, линцани, адюш, тан шадик долша, делат, я, 500 евро бедаса, кистабош, иш толку, хал, а тебя вообще дочь. И видео гичтать, примерно настолько я это прекрасно понял, их на вот, сой уволич, сон до того догдяр, инси тях подогадался. Не столько там и болха хуайлары, там то, что там болхам корур борцигашвар, а именно вот это вот отношение, вот создаться блядское, да, теперь, блядь, и теперь натур ешь, да, теперь натур яйц, вот, как- соответственно, они вот, то есть настолько это похоже на них, да, эти румшли. Чудо. Вот это очень просто корежит, да, блядь, и война цакитари. Вообще ж близко их не подпускать. И вообще ж аж по районе даже, чтобы они сдохли там от зависти, да, все, блядь. И целая, ну, Адам, модерный чел, сейчас это банально звучать будет, но все-таки они же те как бы африканцы, мои шейк, сброд мои, короче. Вай Адам кайду европееш, мабуй вы все равно. И умацала лоцан, даже бусул бохша. Прикинь, мелдог аж бэш, у него же вот этот комплекс есть, это расовый комплекс, все мои, хотя вечер, ну, они сами тебя наводят на эту мысль, он изначально он ждамадас. Но когда ты эта атмосфера, а у волчина ты очень хочешь, ты это понимаешь, ощущаешь. И чисто и расовый комплекс, вот чисто на этой почве, короче, дух шади, и ненависть, и зависть шади. Чаша дубу соп, хоша бубу, короче, но все равно их это как бы не устраивает, видите, казалось. А вы дурачки, ишь, ахи, бастян, Акаря, вон, да. да. Аканца, там пошли они нахрен к черту, эти макаки, блядь. Чайметик дают из это. Вот
Шашсан был европеец, шешсан был нормальный европеец, был хитом был. Царь отношения поддерживать, чтобы они сдохли там просто от зависти, чтобы они смирились со своей участью, да, и дадишь, да, сам, модель диза. Кицан долг, шума, да. صحد وقت وقت يعربو يتعربو هقير вообще да сохно цхана осват сохза Бозан бойсон шварт но на остале юхица изин уж я чу забигна уж sen хоц хаве энждин дин да уж бойзе это лаги И, я то и марокканцы, а дальше алжирч буй, те зуд беш просто-напросто поголовно от буа аж по европеец буй, немцы была голландж. Sen o шазаца келбитан почти шайбеш бухонуш. Они все полностью лояльны Хабилан Бухушсан. Прикинь, настолько, короче, уж. Хокарят, абусал бежит тарел. Уж бу. бу Уж стыдим бом полностью цен, да, коин шадила наш. Как же приобщиться к ним бог, да, так, кайболуш, да, хотя бы так мысленно, короче говоря. Это все, вот это банально звучит, да и лаза, хазхич, дючва. Но это просто я вот в этом вижу вот всех кроющихся причин. Чисто вот это человеческое вот нутро есть, Ugar ихнее вот чод это. يتسون دوغ موديت ان ugar чод انت نوختي يعري خلي اربو يعري اعتس ايش بيلشش ده سديت دوغ ده صحابتك ده ميجوداري سماجة الميجا اوش معين Вот этот, Холтона, вопрос да часть прошла, босс, а уж смотри. Приветствую всех традиционным куряшитским приветствием. Ассаламу алейкум, ala улусу. Вайбалай, балбалай. Да, хаттер модусайнс, это видео, что шунагин халтамбуиз, отношения между сыном и отцом, царь здороваться, дяш салам шлуш, холши марабия тлуш, значит, движение шлук, царь, исламское братство, братья мусульмане бухш. Ishton Bertsens, salam del den nochче, salam del den Маравер Тлушценти Забарш Яшхалич. Примерно до скольки считать до Куйруари? Лерг Архет Яшин. Штхартер Деркса. Аль-Бурак, Муба, Дейц, Марвет, Луши. Ну да, Цюльшице, Арбойте, Рупица, Салам Шлуш, Ден Марабия Тлуш. Будешь, Сахала нормально. Швишта. Обнял, приподнял, отпустил Бог, что движение. Иштамец, примерно Дег Салам Делич. Явно Аху штат, толпа Юкаду, штат Эван Салам Делич. Для первого раза точно в это дарил под вопросом до предупреждения. Я там борцу, но шел вас и он день чулдя. Примерно до 2 считать, такой лергюх, это арки там борцу. Дух уже волш, и он даца дезих и нахтом, прикинь. Да, Даже да. вообще. И все лишь саниште исламские, мусульманские братства, noch ich дети или ваши, примерно до скольки считать такую архитектуру, лишь там интересуешь, шумление вот ушла كده книгс. ролики я يتسون вообще счетчик халях ролики Да, Аль-Бурак. Не знаю даже. Там от ситуации зависит. ну вы им долг дам да цари هم вообще وقشم سون سون ده هر Мария زوج Карлов, Мария دي Карлов. Сон ما вообще في салам. ما بيقولوا إيش صدرها даже тези та и салам дал неудобно должен я лохсу всегда человек бехкана А децам вообще, не, ой, Масера, это вообще дистанция, критио, пушечный выстрел. Там, короче, инцидент вообще yok разницы. Инцам нет, еще и бер, короче, керавити там. Та сон жил, да?
شين بشي بير ديزي خايت ملا كم قاسي يعني. دوغ عم سوا. Ja, все равно лучше, действительно. Чего лучше, да, ой, чего Горгия Мяндос. Tas var Отцол. gotur Отцол гона обочас. Ларем, представь, ну, мелбок ларем будет. Ни в коем случае не проявлять никакого внимания своим детям в присутствии там, неважно кого бы то ни было. Из худу, из нас ларем, он даже не ходу, берешь, до киду. Киетамбук и Коргер Киетамбука, что понятно, не обязательно это среди людей, там, ребенка своего, потому что все любят своих детей. Ларам буквось, прикинь, мел Коргером. Аргас, кицак, аргас, животные, полуживотные, они воспринимают это жесткие законы, горбо, штата, за кору яйца. Это ничего подобного. Это хазнясан пик человеческой морали. Это то, что среди людей, а им шлело необходимость даже массана беш. Обычно как бывало в обществе юка. Нах ухана осва агерго цар хайстак бер хела посторонний что ишь принято дукой цариш да ло зошта асаш. Ну там в уединенном хойвол что это бер жимдала. Примеру, вообще Рим дала. Это уже твои личные дела. Никто тебя это не осуждает, Рим, да? А среди людей, хотя присутствие одного человека, никогда в жизни не проявлять никакого признаков, короче, да. Это просто ларам буха, секцию он улявит. Нельзя мешать. Мужчине сам коляску шли в школу. Войца абу. Момент, я говорю, бу. Куза бу. Куза момент, я говорю, Аль-Бурак. Интервал алса. Эл-Гортер. Югар-Вакирас. tas on su podrostkolšana, dzērvēl, ģimhainēlšana, cevenšana, gerga nahuš, bet gube labulš, zāniš kelkītūš, markiečulš, attiec varcig juqā. Juqā ir atsakāstos, ja degācāns un kibāš paņētišajā dzercinās markiečana. Icuek suek ažol, izgradi akcun, itu irksun, Хица zacun akcun. догается. И жизнь нахрен, Порезал, маркиечуль, конечно. Взгляд Почувствовал, да, кинется, холодок. да. Het zon al je praat, zoals een teruggeler uit het zou nachts afleggen. горелым запахло, бога. Zo'n ik erg geeft als zo'n ga je terug zo короче. Стоишь, ты само, да, схердо, хада, вышел, хада бош, и до сокер, даш, вож, даш, ухо, и до хамусу, керту, да, оч. يعني إذا نترنا سخلت هدوه كلين هدين هردو إذا دي الهزغي شحا يسكرتو عالغي عزل دار وديش ورب إيش تحصر عمال جو عبال بيشو عمال جو هم ديشو سأدا سعو عمال ديس وهور وهور وعلي أوش تأثير خون إنس قيت خدمال ديك دو يتوش خلر إبير كاتش سدر أصور دينك أنتم Das hast du nochmal dazu. No, HR ist erst was Barış oder ist ja mal so dass auch an geç das tabu bina ist sagen schon geç am HR so eine Schäger sei ich nochmal dazu so ein Gelado. Обычно принято как инца.
Хочу даже типа хэш, положительно гум ошочи. Отец наоборот в обратку, да, там, ну, как бы опровергать даже, что можно. Крепко что бошты, короче. И что обычно. Сунам не стелает. Если кто-то положительно что-то говорит, э, отец как бы наоборот, короче. А не, там туда-сюда, или, короче, как бы. Говоришь, но меньше. Обратная реакция для гордости боя, чтобы не возгордиться. Да, да. А что пух не накидал. Hanochtisch Oors allemaal das. Dik entisch debuutser bu, wog entisch debuutser bu, is saham. Duchwes a Oorschach, das kant historik, antwoord da historik is die hom. Zachelijk witser, is roли. Да, имел Ирчум, да и, короче. Он Гена Ишнеш тоже, который там Ja, dat is die. еще Кант, Сакант, может, да, Сам даже заметит, если это так выглядит, это как-то некрасиво, даже если соответствует, даже видится, как бы, да, стоит, что уж это вообще Esam некрасиво будет. характер поведения ума яhtitsen saama zameti dinas tiduinas sanuman. Semja piek antwoord kwaad vari boš sagan pioč. Agi semja masit antwoord agi pioč kwaad is поведение ума Christen roodsa das masala höst mali oez пиоч boš и у него поведение характер ума хречки отличаться от Ну, не всегда, Альбурак, не обязательно. Это, ну, как бы, большей Постоянно частью, да, но не всегда, не факт. Ну, это как бы, да, что келца ойсчиш поведение ума аж семя пиоч мацуновать кушталар, то есть там ажинсон поведение аж. Ja, это видео, чуа дютскре. Berlin is die moerborst samo iets hebben. De reisgisch kunt halen houder borst. Nooit door wie niet als je het is. Zou je toch je borst homstuks, schwer borst. Gezicht in het video daar. Je nee, je zou schwer werkelijk aan maakt of narkomaan hoor je. Je weet anti-oorlog. Denk eerlijk, oorlog. Is het nee, je weet zo. Dat is toch dan. Je wordt تعبي وسريع تعب жизни, تعب غوري. Došie disant ēdīšais bēršana mums šļūkš sēram išlījuš. Išķi mēhtūš. Joit vam ondūgēļ čuan. Tu čuan masītu ievīni irviš dēsas ubēr kērtā. Masītu уже gērdā dēļ šelt tiešo čurot snāvastu. Sēdēc halvēļ čo dīn lēci. Ja ļoti lēci vēl vīni iecēri. Jo ievīns un dok hādien. Sēdēn hādī lurcēr šēš. Арсенал мяли определенное количество. Арсен был сталкивающий баларий. Типа это подробно же к своему но еще кстати обещал худобалый нехуй гантарел. Еще в жизни та тихонч бат, еще та экстренный умшлевать дальше чё. Обещал кстати одуй отчаянно гоюч хушеш. Это да хил бьючо. Та тихонч бат, серийный подвиг шец хил хазахсу. Svitrēns ir ļoti čonāk būs čonāk būs маселины темш просто же мог ты бабич больше без выходности до конца лет было вот это
جري شبريولة نقطة نار عليه وين صغوش مدوق دايز ديش مدوق خيو ما يحكي بودريكش جري تاني نخوك شوش دايغنا خيرنية نقومونه تو بيلا رويس توري خيك شامير يازي شوش تخاني اور خيوك لأموقع Ладуш, оршик, сухуэл арчур. وعليكم السلام. Het nagits, tja eerlijk, het nagits brood dat die zie, us, tjo berg boei, us ta berg bats, us hoogdingen daar, schijweg sabrat, us is 100 закрываться. Us цан группе чу, шай целыми семьями чу боули, при телефон, ялых телефон, с одного, и IP-адрес хамагой и та местностью. Еще видимость я шбу. Мелч ох чучу дюзел цаваличи, мила цаваличи, мелч ларвичи. Галвала цахильчи, это интернет чумовала, это YouTube чуа, шост, листать, особенно TikTok, кег. Цигах и именно есть такой 33-й кадр олш, на сознание влияет я шумаду. Икегу ашхильчи по-любому. Мультик чуахулил, и реклам чуахулил, и кигуман чуахулил. И атеистически хумшдуй царя все равно и пропаганду ючмою, не инцуца ночью мата, и царь люди фильмы смотрят, сериалы смотрят, каждый дует. Единственный, самый действенный способ – это минимальные знания. Минимальные знания, шуи. Иш язык, шей бейран ез, кечун ез, группе ез. Не так, что хуль цахулакинс, например, ночи, там разные взгляды, что разные политические взгляды, что. И, например, просто масал дагош борон за политический момент. Инсак сын Кавказ залагуй, хохуху адичи никогда в жизни чендуйсак вообще даже ладухар доушуацу. Ищ личность обсуждать с собой. Для примера бахас. Если, например, мы хотим ком юка из раз даялит, то дин та группе есть, я не знаю, или текстами дин дюч, противоречишь, говоришь, ищем да есть. Туда заходят, например, две группы разные политические, у них разногласия, и они не будут друг друга слушать. Шейт вообще буал бамобой, шейт буал дяшкуцо, любой гумант, аллаца лоци, и даже с атеизмом, духалцах или то гоуша разногласия шилю. Отсюда и лаца нейтральный, если гумант мелч овца разные нахталаха, муха нахталаха, рум сацудиш. Но и дальше дубога ги, и чё дадёшь дубоги из бадац. Просто любого из них возьмите, любого, яхсибочи, гамагина, шугини, обязательно дефекты уж хулакуш. Фрик, шхолопуш, любого возьмите из них. Яхсибочи, ашаде, гушхуль. Плюс инзари тупой нахбуш. Некоторые там хайпанули в свое время на теме Ичкерии, и ичкерийские халабойлашбуй, царя, харсан наха, хоксон цаха, хулил духа элицан цаха, и хумш. В общем, как бы это мягко сказать, нахан войшел сагуй, цуа харсан хумш ецан, это на сурта дуакати, хоку флага, вицензи и бряшки, и дрыщ. Чем он занимался? Он ничем не занимался, по сути, тупой умюрист. Он не может даже грамотно свои мысли выразить. Но он флаг хапвици, это на фоне некоторых людей, это на этом он хайп поймал, и угор, и йох, и бьюхуми, и исханов бухшел. Отцу и партии, и исханову хокт эдали, дикшо халха, пришо халха, гуш вадари ихум, например, Европе, сосо Европе, а в данный момент.
Но и хум сатуашдается, и хум куза даже, харичи инак was ишт копалки его шушун альчи, у меня один хунцаха и вох кубох, лично например, да, социальный кшу сбах печаль. А то она уж бали ее, уж уже цанах яхьячац, и никто ничего не делает. Царь Боренс, хайпло аж цан Бог типа, модиц из Бог. Появляется один-два человека появляются, которые говорят, цан хайп яшу, сола цан хайп яш, цан хайп иштаю, динца дольш, динца хуш, цана дящоч, придурчуй, царь шей, ифи царь оцель, площадь штебелш, царь цан дискутировать дяш, Лукашайн выгодно должен микрофон сдаешь, это хайплять будешь. Дело солнца, если действительно отсуманты обвалбешь, это нормально, это хумхильч, например, раз на апостол лидер, любой умец. Но я чакул, еще раз повторю, уж берш бубога из бадаршон. Уж цанами это берш бац, вообще наоборот, даже уже у них вот этот хумхулях в начале максимально хайп платит новым. Сейчас у них уже все, никто к ним не заходит. Раньше кто-то к ним заходил. Уже цель двуличий. Горчу вот один сейчас Бельгии руз эфир чувак и он из-за много чувак сборс сюли убора. Ну не суть много чему отбьют чухас. Он догола разделся, позировал на камеру, дикки жалко, туаласа один уиз, и поймар сетях и чуиз, жестко поймар сетях и чуиз, der салон был юг. Через 3 дня, ну его уже он записывает эфир, и вот представьте лицемерие, я призываю вас к общечеловеческой морали Богцу. Из окара дюйц. Но у них у самих-то нету морали. Дин сеть акич, бюрму атбюч, цаца бюрхум шмаюш. Сундейла, валахи, вежли бачун, уж бярша бачун, наоборот, цей жал даялашун, наоборот, им нужно это. Поэтому Аллах дал, ну как даю хилиш, ищем даю, как такое разовое явление, нюка. Но нагасан цент яцабал, вобеза шейчурнаш, телефон хаца йош, шейчурчана, и минимальный, айлумдуй аж издоузичана, царь юйцаг никогда в жизни, жим гусол, айлумдол сагуй никогда в жизни от денчур эру руакшун. Просто харсан цаца аминьот. Это аналяло умшуй, цафрикш ущукуш, алла рейсхул дуашталар бяхт мобилов. That's Abel. تجمع الله سينخي تقدر بس تعالجون. أنا اللي تقول هندات إذا هو دينا ح مسو كنالش مسو دونا إفيرش ملو بلوجر ملو تيك توك نكسان عوش ما ينتوريتي حيش ولا ح أنا اللي تيجي إنزل أدخل سوي أنا اللي تيجي يشوا أصعيش واتس بلوج ده صنع بس سي مروزلاني أول صنع يوم أصعيش شو حجلا نكمل حلوة سوي بورز برزاي ولا تاع نيكا يرساو أصلا سونا إذا еще с 2017 примерно года вышли. Hochzeit wie ich schon so gegen hier so eine Rolle gezeigt hat. Internet شح ووزر ستة شتات إيه قتش تعبيست خرج ذكر دو الحلة إيوان يرسلون. رجل سهنا زكون ديك أنطول شيمات بيتزا خش تعال قولوا طور ساخولة تأخذ قنال ده خش ديك أنطول قز. نو تهنا مثلا حسن حشة so das din do kamera schreibt der zerschorsch jo a paar mot büch des na skive der du tani a der ze jo zum seine tantosche paar mot do ist büro da steht macht auch er sie macht also zu a hogo trainer to что это на влияние есть адманти влияние из хисилар гоцуис кило влияние и на гоцуис. Это адамо посещать еще площадки информационные, бирать голосовой эфир, TikTok бирать.
это сон есть влияние халаргуется. То есть и больше за طبعا أصلا هو ذات الرئيس المدرب يحرق اللقاء كل يوم واحد بس وبيش والله دي حاجة ما يأتي يستوى على سنيشات ما شا ساعات noch شو ده أنا بس noch شو دي دوش توق أنا لقط صور البريمير لينز سون خزق إبقى على البريمير تأخرت سوي بسن بولا تيك توك trouble إبلوجر حلوت سوي مثلا تعالي بوي شو عتاقي أنتي بوي شو عتاقي تليفون بو سعره ديت إرشوخشة بيلش بارموتو تاخت يوعد أنا هذا يوخواني تاني على ذلك تدوسون فرنسا عدرتي إيطاليا عدرتي تدور دليل عشان تكون تقول اشتراك جرمانيا يرين تتكشتو عشان ما دكتور شو بدك دادين زي فيديو جيني احتساره دين حيا واشا تشتري الله حيا واش دين حيا واش ودين حيا واشا يبحثوا بيترف عشان свободно грам яцрич вошик. То есть в Венгрии отсутствие веры, отсутствие культуры, традиций, адатов и всего остального. То есть и до этого, то есть до появления этого видео, война гимнар бацелюш, точнее гимн шизуда яцелем, война еще яцелюши. Я TikTok чатся генерсон ищи, я YouTube чатся генерсон ищи. Именно первое видео сонгинала именно шизуд и видео ярцашима, Аллах яваш эзуа парвата бючехана. То есть что говорит? И войн ханна и случаи яхти, войн цаби гина яхти. А таких случаев, скорее всего, на целом интернет согласно шорт хилтерушу. Например, тогда знаем, иден дюч, يعبر مات بيش يقام على ذات يعتقد تنبول تيك توك شواجه شيء بتوش بولش جرام يعتقد شيء هو برضو هايشن سانقون حال بولا إيش أكرجك ليش بول نوع شيء بول سلا يعتقد تدوس إيش سانقون حال بول نوع شيء بول سان يقام على إن يدرج استخلاح مثلا دش تو قام على إيش نوتر على خلر دويز وين بوش دوش تكتيجا هون ألشة سدحر يقام على إتشادين شو أحد تلون بس لو نوع بوي سعر وجه حوال نقطة حائل دام حيال نقطة هو يقوم على عيرك نوع شيء صوبوسو بيعت على تلا بس يشتغل سنة لا قد سلسلة تسوقه تقوله يبغى تسانقون عبيش نتري عن لبو يبغى تصير ترى دروغو إليوش بو إيه تسوق تأخذ إذا إسنا عند إيه دي حاول أبشي سلوي حشة то есть царь Гордина почти еще эфир царь Гордина дин сид خيدر حشة حمش تقوله إنها самое сложное шпац во-первых во-вторых, чему гречмуш, во-третьих, горам яцехеца, знаем, да умадать. Цогортага растущий интерес к атеизму, дуцусю хачгортаг. Это я говорю, исходя из статистики этих блогеров. Иш хала мобар, иш таган мобу, иш кин хор ден эльсен маген болуш буш. Видишь, что хор ден эльсен. Так. Сенс волонсо, дуцан вахвеле хансуба. Не, бяхту гавела, так тундели. Да, суть того, что наоборот, наплыву. Если примерно год назад, именно по моей аналитике, год назад, если у них в ТикТоке было около 100 человек, то сегодня можно сказать прямо, что их смотрят около 1000 человек. И считать, али что самого отвратительного, почему? То есть и именно и темы сейчас, и бьют темы начинают. Они в ТикТоке не обязательно говорят о религии. Царь вообще догадает, что ой, меткшует царь, до зубеш дюет царь, до ой, меткшует царь, хедек дюет царь. И аудитория сделали, что царь массу говорит, а мы алштеш. То есть, ночью хазмахит я хагу чтуте, фрик шпат царь наблюдает теш. Это что он есть, албаша дара и фрикер. Вот и фрикшн да доха наблюдает тот, что и фрикша и аудитория хайповать теш хагу линчут, они резко начинают толкать эту атеистическую пропаганду. Уж наоборот тихичку, уж лаглуш бац адрес, голос встреча и голос. Это чисто мое мнение, совершенно. Сега ходу район, например, и вот это все, оно с чего-то начинается. Динчур, эрвалер, это уже конечность стадии цирк. Это когда человеку уже ничего не западло, когда уже все противно должен, он дегас должен, что дир дочь уже дюнянде, хумса дюси, так динчур эрвал шуис. Но из-за отчуми начала его, например, возьмем
зудбеешь, инсуэйца нохче адатях, например, блогер зудбеешь бержен коин, блогер зудбеешь бержен, блогер сабол берш бубох санах бержен, ах любой хо даже царь хихам, даже вот элементарно хихам бершегуй, утюжок китай, и можно нищем, им зарит я. Каждый пытается себя показать. Уже общество юкаха нормально отвечует. Когда ты пытаешься им замечание сделать, тебя максимум там 2 человека поддержит, но за 200 он дохалуиру. И от 200 юках дохалуил швек 90% стихом хольшу. Это есть тагана пока ограничения шью. Примерно даже бешнах баца таболчера от ком юка было ограничение юкте танхумах курш букуш. Но таган девушка, которая оделась, которая ее тело выделяет махай, что когда на нее смотрят, как будут смотреть, она знает. И вот так еще эти блогер шила каждый хумшей комментировать, дяш, хум дяш. Это общество юкар дайоли из уже dia общества хи гениолис. Хокан хилаг из дуэнс, хаюцвай из и Германия айол, и твари и Аминбог, и цехара мерцун. Из-за шишо халха ичкерийский канал, что гениусон лично. Чуть-чуть хум айл рэш царь, даса цваш даяля, хозудю камил шмадила бошь. Ее нигде не приняли. Вот когда тебя никакое общество не принимает, от законченных хумшу идет, да, от законченных хумша принятиешь. Хокар дяштек изду. Хобершнаха нюкахо хуис хата вариантиат лил. حيقل دولناخا يقع ليل وراندات حكلون شقع ليل وراندات наркоман шука уже юшвацо. В итоге самый конченый стадий это ищен юхбал шбухош. А и касаемо Элвол и Борис Борзаев и Султан Булгур, я помню, Иса Патриот Эл, Танапосту, Танапосту, тоже он, по-моему, мэр Грозного хуя только за свой Галцавеля. Иса Патриот Эл, Инстаграм человечный. Сундак дох чунсан роушау я плюс рилкс дюч, но тагана дзурчуг, галюя кануис. Я уж сахильче, я не знаю, что я уж законно галюя луис из амлартауац. Насколько я знаю, таулше ната нормально 90 лялу бахи. Европе волша цаца пейдбоч гайтан вац бой. Ну вот это последнее, шашка, ну галюя лапез. А инс уже инс ина кваст вот он и путят этот денчур эруах шел, хинца из эру цавеля, но осознанно денчур эруах шел, путей уже отстяуюсь, потому что цу хуа лил да цу хинц хуа дица хице нехан секрет дагуров швацис, потому что интернет, все помните, его ролики будут крутиться. И та инс сунцара как вот инс как ты думаешь, инс уже и законченный нахбуй уже та массу эру. Был, как их вообще вернуть, например? Потому что если общество их не примет, это еще не добавишь, из-за уже конечной стадии, дальше им идти некуда. Их можно вернуть, если их привезти домой. الموضوع تغير وشوحة طبعا حسين ساديزريز генетический код болтает вариант юкас сюкатич. Вариант инохчел датс из тацо ичкерийский канал шахкеч хакеч инохчел хагеч ама هنا короче شاپول میاتیش سندون تکفیش تیش حدین شو ara وقع برات شو شادك بدعيش بزر اما انохчел بوشتول باشه اذا هما كيزكم داتس نوكشل أدم يحصلش إذا قوم يوضح يتنج أفريقيا ولا كتا ولا شنوكشل وشلاتس وولز شغل قول ديت سدتوا شبكة عبيس بيش بالمات بس إماتة بيت سبتوا
حبوش سلطة ساجر دين يخ نقشة شادق دون أبشي هم دهت نقشة شون خوش هم نشتات إيش ده لا ساجر то есть бюджбегенс любойник халаза жрел фрикш буш таган шаж ночи дум оцер цер бюч пол мот ночи мот холон ама цер лилария цер билария цер что амел ши уже ночи قوم ثاني вообще على связи он سيقونец ادميقيت يا اذا هذا لنا هو صح دو يرشات جنع يرشك بينا سبعة من готович بدن شو عندك بابوش لا تروش تدات وديش باتو بيش وينا تجمع من كوتي سرعة دوي تجمع دونا التليفون بالي يلا تاني انترنت بالي يلا تاني حبوشتو قيت حمدو هذا صحيح سووس ايش مومنت اون اجرون دير ويا قدروا قلنا سنه قندوي شا قدروا قلنا شو ديك دا تاعنا خوج دا تسوي وينو أحد دقنيش بول وينو أحوونيش بول وينو أحد صعبول ناخ بول إذا شادق يكونش تو وين خاشدو إزجنا دوز مثلا وينو أحد صع نخشن يو أول شنا شا وات خايتات سواش دو تا سكريتي تا إزوشون جلانيشلش تا بيوخم يعتكيرا وقت لغوي إذا بريمانو تحتا إنيسويلشا إيشا هو خايتات سواحي شاول شعتب ولي عطا يقيت يوضونا شاول مغا عاربوش أما برضو يوروبيا داقا تشوت إحا إيشا ملو إبيو جلانيشي شي كيرا وقت بالخلالية إيشا دقي قوش داقن قوش داقن رسونا خا تسون عدزن ديش إقدا شي كيرا إدهك ديش واخا مد كولتون أزي من أزي يوروبيا داقا بيو نعصد عمل يقولها شاسم ديش بيو إيشا حكر بوتون داقا تكيم جو مكارم تكيم أبرزم إذا شيلا عدوانة تعباري وإكوبي وإقاري ميوتسو كروتشي شيلا وغليادوتسو مصو أوردوانا إيمن كيرستا بواحد سيقام لبومنتي عشوة كيرستا سيقام دعلي بقي بس لقيت هو شيخين ثاني تسنجر إنوخ تشلا ديننا شادق تسنجر أولني دونا تسنجر أدم ديشتو هم نشتات وش بعد وصلنا إيه أهنز بخاطر شيء مو بالو سوكاتش نسأش تساعد بالوي نسأش تساعد لكن واحد تفوشي تساعد بهم بات الخيطهم هذا الشيء تذكرت حسب دستور تذكرت يوروبيو سيدزول نشتو تذكرت على ما بين تيك توك راس سالتك بتاع على الاتنشن ويجعلين يشغلوا غير نقش الأم واحد صار يقول صاشن ودين يشغل يحشن من ساعة ما جديد سميه نقش الأم وعصبه دستور وخلبوش سخلشن اللي يقول هو نقش الأم واحد سبب دستور وخل يحشن إذا سبمرة يالوشن يتخلر دوي وفاكتا يالوشن أرجومنتا يالوشن ونقش الأخرى انتحى ودوخر سالي ليلو شرطو كينجال دوك دو نقش شتى أرنا منتوش ما دوش وديش ليلي ندوش كينجال هندخل وديشكح ليلوش постоянно ليلوش دير هلا أرعتم تأخذ شلول إز يتقع شلول إز قيتش شلول إز شيغبوش بولا موت بعت إلارم إت موت سنة تخلها موت سن حباق نفسنا شيء زغلقة ووضحها يا دنيا ولاها رب الدونا دوري الشاطوغة وتقولتنا صورة ليه دوز هون حيلوغ جناها تسيتنا قيتوا هون حيلوغ تعطيتنا لا تسموش سيتنا نيخسي ما شاء لا تسيتنا دانا ويدايش غيرهم نشتوش قيتوا تسون على تسا يستليرس وبيك مبدش واخا مليسون Jag добавлю и кидуюся редакцию с дукана летиста. Хош хардайел хош гучоли хун дагдорца расун. Та школьник шдагдором тоже та динсит экич та групша им. Та хун дарахту та йогуча бойла. Кутики сам шуйся. Хуйвелера. Та лескутик бошник ин заорцено. Сутеник шдагдцайону شو كركوش حقيقة شو كان تبغى كروتشي شديدو قد عبغان شو تردوكش إهما إنت إجوج ديلر راس ألا إستثرق
Ну, дек дукас, ахсаци накас. Цахдолчон хорез, вала хваца, резу эгу, резу уцагу. Но этумана управ корёвцега, сацинакас. Иш сацинак. Куза свобода слова яцон. Европа свобода слова яцон. Украина Туамбельч хена. Я в том числе, что из России, с Украины вторгнуться дина, гара элла, иштвайло шорахсу, но ишт хинца хиетес ишт. Но гар Европе, отсон газдан трияхти улельч хенах, ок Европу, ше истинное лицо хагейтан, und за демократия, права человека и вообще хабарюн, валлахи, биллахи, таллахи, яц, права шмаяца, ахума мадаца. Из-за уже дюнян гучталдуис. И дюнян гучталчи уже все, нету тут свободы слова, ахума дацон куза. Кузаха попробуй РВЛ. Свобода слова дита, попробуй РВЛ, палестинский флаг эрц. Попробуем соболезнование или солидарность с позицией Палестины выразить, сразу ходавиган чула руку. Сразу. А если украинский флаг отсюда, наоборот, респектируем. Да, и лицемерие. Хош бусол бу, хокан мекшдат, года вишкерс бу, цан митинге мекшду. Рамштайн, пауза. Рамштайн. И что, интересный момент, Ершо. Вот этот Вокстек, он свободный человек, аллегория, хочу ухож. Дискредитация армии Бог, шейзирцвой, откровенно дискредитация армии яш в моменте. Россия, Украина, это Бог. إذا تجا دقديتي تاري إقيشلات نوكشنوقع دش مارشو خلياتي بوشلات دقدي قيسي تارا دا أوجسا نوكشي شو حواليش هو إيمان سو دولتون هو هلتون بقى الخلتون ديل اختيشر نوكشي شو هو بقى الخل يعني تقل الخلتون ديل اختيشر يتخون كيف تنقوش ياسهم شو إيت просто دات بلطونا يقي أتار قدوش يلناخ ياتش بوبشي حيقل إيش الناخ بوخ أتار دوتك دوشخيش ليلد هقا تاع دوت ماش يقصدك تاع ما خوشيات يتحني علما قيتم بولشيات هر روني نغتردي أنا تاع أوقيو بوشوي أنا بلطات ديش عاش بوبشي بلطات تقر So يتسك هو يوروبا تياشت ناخ داخل وهذا يوروبي عشان عشوة يشنوقي خيا داتا يغيت داتا وتاحية За Палестину Эрвел Давиган Тадам Сун Войшок Массу Металл Шокой Фу Палестайн Бош Массу Металл Ержан Танад Мег Элхум Дат Окей Европа наоборот тен мялюшо поддержки митинг шеш. So يتسك هو يوروبا تياش интересно. Да, تعديش تعودوا قميلي لدوا وبشي نرتق شو عطسو وجه ده تو عودوا خبر دوخ تعديشك Zawala mot haɓekan waco yizba. таллахи, яц, кузаца права Слухай, шури. У Европас за геноцид Гази на Натаньяху дело завести. Представь, Европа. А хорш архариок сакос аспол мет тиги ца Путину на Натаньяху цедина за геноцид вообще геноцид я не знаешь умацадец. То есть он говорит, что Европа оказывается за эту за палестинцев не пригласит, хотя совсем совершенно наоборот. Хорошо, метки за палестинцев, прячься один, короче. Это уголовное дело завести, не уматься один, короче. То есть ровно наоборот, ты слухай.
يحتخيش بس Да, я это полный наоборот, таёвый чукиш полностью. Mayatsa, ta ahuma madatsa. Из-за уже дюнян гучтел дуис. И дюнян гучтел, и уже все, та нету тут свободы слова. Та ахума датсон коза. Коза, попробуй РВЛ. Свобода слова, да, попробуй РВЛ, палестинский флаг эрц. Попробуй им соболезнование или солидарность с позицией Палестины вырази, сразу ходавиган чуло руко. Сразу. А если украинский флаг отсюда, наоборот, респектируем. Да, и лицемерие. Хош бусол бу, хокан мекш да, цен митинг. Ведь только что сейчас Россия вторглась в Украину, больше, не понимаю претензий, типа, с Украины, флага этого, я он респектирую больше, его претензию. Им просто бусол бнахан, ты хочешь, самогит, керс нахан, ты хочешь, могит алгат, что резан. Побориться сунши. Бяхмобила, Рамштайн, да, я это. Проблема atceresam. Nostājums arī uzāja milzu mītīņu šajā ciņā rādi Palestīna za Palestīnu būs. Iš sulč manā circā hainā maso mēnā virkliš. Мекшду. Кузах сунцаха хил мек кузаца, свобода слова. Кузач, дехас движение он. И в завершение я скажу, касаемо тех заявлений, которые они дают. И Фрикуй одноглазый и Брянь. Из-за сон лично турецкий тюканчу гину война. И тут тюканчу война, наса ногчичу, тарахята. И Игош, тыша, это что чуть айхан, айдюис. Из-за бёрша яц, as локацию айталёны мечадаль, as сухена, сохранителис. Касаемо заявлений, царь чуалитан, царь зедайтан, хайнц астагкарой хажа, зедает гильтануш, потому что этот одноглазый, и у него есть еще 5-6 напарников, и Исханов был, и Камел, и Бьюхуми, царь водо, любой царь шейн, сажима шейн резу царь, и помимо этого даже ахцарь кума царь, они просто твои данные узнают и пишут на тебя заявление. Вот и всегда вот эти 5-6 человек, один пишет, другие расписываются, другой пишет, те расписываются. Ищ цанах дергать бой царь, допросе койш. Царь реально чуалитан, я ахцан отлет улит айртох чулар волш, ца адаватсон. Куза ахсаган туахир алхо чуцаулун. Ахсаг вьетавай, он куза абсолютно дохундатсон. Тем более тут тюрьмы переполнены, куз нах чубах метка яц. Сундейла Европа болчарик. Вежрил шейкер волы. Катуахтуах вахка год абсолютно проблеме отчунцунах. Та урса хума дочь, децен хука эльчи проблеме отчун. Отцом противоречи, гоем гушляча, хинт сама цадобе хизо рамшта. Хинт сама цадо, хинт дош эльчи чул ца свобода слова ятбеецо. Хинт автоматом сразу же, короче, ичица ули харца дойбош, и фаборит. Просто для да, вот. Что хуйца цахуш, до того аудус так бухис. До ужаса просто, да. Шайл нервный, конечно, хар худиц ряд, нах юк и яқан, истхолит хума маят. Такиетам боль, бездари. Вяхт мобил, да я рита, рамшта. Хил зима, да. Тесто, хаюкарвиш, сахезон. تربية ديز بعرس بتاع إخوة شوي هاتون شاهويت
جابريت ديوتي خات انه تربيه اليوخشون وشاخ ونت يحنا تي وغن تعام شاخ ونت يحنا دعوة غير حالبو مو ايلر خزريان سنوخشخ ترى بوخ دان شا يوسف وش قيتك يا شنايق وش اوشل هم سنوخشخ ترى الله مو ايردو نوخشخ ترى العبد ده Nachtschied sasaučīšu trēdu upcoja. Viņš terpēda šļošs ima deicēcigā. Vai все эфиры двышей люшку. Ати лавил бах на шайни тихца до, шенгина бах, локации скину тирю. Шайца до, но вы как бы шейн тетачи эшли был. Савелий Яхмович. Адольф, по поводу вышло заявление. Ну, Камел, да, тогда гумабов. Ну, حويت صون طلع حويت قمال ده سوق مدينة سقيتشون قديم. السوقح وصوب شو منطقي صحويت أحديث دولشون دي أو شورس أحديثنا خوانت أحديثنا بدوي قزح هنت إنا لقر فيش لقر يا شوات سوهي شوتان صبادين شوتان واحد سوبرداش سوتان تحقيق لسون شنو أحرق دونا يتعمدون يهرسوه بلجنا حقيقة شوات إشي ترك شراح شو تعمد الله دواتي لتو توقع رأينا تامروي بجم سندل عشان ملوتها سنشوف بحر بوديوتها شاملو خايت نقمل صوليش كوالي صهو شو حويت الصدو وكنت ورصدو تبوخ اشتريت سو إذا دي شون ليش هما دات постоянно пармот бьют флаг ягина флаг ягина он хиш тақылған бол флаг ягина سوبرداش تسمينة سوبردو إفلاق ما أدل إفلاق ما يجني على الذكاء السعر ولا دوشتر دو أبو بدي برا قيش حقيقة عربية تيجي تسيوش كده تسعر يجني لا تيجي تسيوش. Ну и тиги ешьятер я согласен, но очень сум просто целя баку мою сексуальность сказал сюда сунсит какие чувачу не хочу разговаривать. نان شو قسن مثلا باز دینی و چون هنان شو قسن هر نقطع صدق هر بخشه فإدمت يقاتش حقيقة لا تريش عتاق حاسوه جيد زنق الأميرش تجانيس ما دي باق أسخاف تكيف سام عليش يبحرمت واس يويش بتشاكوز يتعينا دوشنا سونا ميوز Литва, оба, слушай, но теперь уже есть. Sen история мою хан воксак отчувала цанап востор диахта канал чо, политический канал чо. Цу Литва из ашфе на лату эйлер Литва эйлер судаксадо. Цу инак вост цангер наркотикс яц юх шорбо. Реальная история шо нинца. Цунах наркоман варар чуас шо. Инак вост вистрелита вариантунс в связи вел. Вот известный криминальный наркотик юх шалацу. Потом он какую-то партию то ли продал, то ли в своих целях он использовал из желтых шубахар. Вот снап осту, короче, виру элабарец, литовский авторитет. А из-за конкретно, а это лиц массовыми связывал шубахи. Цу нохчи буй бусол нохчи царь годяха хоку и хила года 3-4 дубах, по-моему, года 3-4 элэр. Хоку бусол нохчиш годяха харцуга нахали алия царь газ. Сан брат туоцик эвахан и милуец авторитет цанс азая и нагарахат эвалин
هقون خان لو هقو كروتشي حاول دون إشت عليا إشت عدوي تنو باخر يوغ كروتشي تيجا ساتكوت كيناختو تيجا إذا اتخينا عن أتودا ساسكتشيل تيجا واتسون ناتي могу личку написать и мечау. Я знаю просто всегда наш сверите раз просто инауастон саау и ухау что он тепей пана там шхаку söge. Просто that's إتالا يقيق. well там Германия лесу games إتلعبوا короче هربطهم 100% tenga är cholo här sån har zet shgoyon har zdöne väl då na har väl med kitsa är staston zaprotsetski участок då адрес до этого цадон памятник очень då адрес до этого share so да это естественно شين نخشى تنخشوا بصل دودوش والأدم شين دو حلقية نقيرش قيلة ليليش كوة نشوفش دلايو لبوي بوقستانا شا تعمل ديش ولرز سون даже أسبوخشوي висхуш та общественный канал для шуказ политик латфлез и не жизнь обсуждать швелерез и любой дион не сурчуку швелерез просто что так боржа тарит ши адрес лечваш еше дион هم назлап целшол так вот хада да левый аккаунт так борж таритсу любой чем бокасы. Да, левый аккаунт, когда ще шамил целую зич лечк, что он бомбу шварт подивич. Подивич, что у вас хом إذا عشرة قوي محمد لسه وشي تبلا دوغش أخي تخطر خلصنا كراتنا خطر لين دعوة نو تحلخي يقش كمل دش والتا قوي وتيبوشن تعلمي منيني تقولي تخلق عندي إيش تون إيش تدوشن بوختنا صحيح الدليل شيء تقولي تجيتن بغيرش شات حيط ليش كمل دش استقبل عتلي وأكاونتين يقيش الليس ده ضعف صحيح فن إثير الله شغلي لدرهم في الصون محمد صلاح السامر دول هو أكاونت تليجرام شو ريجستراتسينا مثلا يخشوا هالمات صن شو تليجرام شو أجدين دعسين دقملدو يسأل أول تارك خيط وخيان شو تحساز وأول تارك خيط أين أول تارك يسأل صورت قواتين أنا عبد شو صوت وشوا ش أدم لبوا يستخدمون شديش دا ولا ها تاع من والخيط تاع دولي لونيق بات دون دعوة ديش تلات بيز الأخير صندون لبوا نقشوي أو شافات بشكل كده حاسيد يقيدي شوية تخرج دك بيوتي دونا تبيه خلص بيوتي يوحوا متكايتان تقول ورسون ألشر أوه هون خانياتي سماستياتي هل دون أدرس وين دون أدرس بدأت تجهزهم شوقي وجرا هم المحكمة مويتان أسبوع قدو ومحكمة العرب ولا ليش فوشتاق المحكمة وطيقم لها جا вообще проблема в том, что докажите, что вы не лицемеры. Так, сейчас не интернет-герои, ардукса адрес, шоухар, арды, это даул лохду хавле. محمد صلاح قهوده خيال محمد صلاح. Например, Европа больше, شيء إثيوبيا تأتيش. تسانجو بابش والسجون وتليجرام شرح صندوق ده تسرين مثلا شرح جينيتيكسكي كود البراك يعني براك اللي يرى كانال انت كانال اللي شبات من وخيان شو تعو قرنات سنة تعطيش مزايا لان شيء زودو خاصة вот я не хочу чтобы этот человек модердич зашел сюда и спалил свой личный аккаунт модердич. Он дальше указать, он конкретно айдла вот эти бирбу хасом. Вот этим, таким людям я могу дать какую-то там отмазку, да, сумма дать, агаться кричал. Ну, обычно, не знаю.
تغنى دا إشت إزو نجحسنا أنت حزن تعجب جوب ديو سوق أدمودي أنا يحسون هذا جوب ديز حتى ولا أول قويك مثلا يشرع يقول يقين شيء مثلا يقول مثلا إشت هنا إخش مواتي وده من بوعي من مثلا من تعبيش فناه بوينت ويتغنى كمشنا إنت وينت أسبوع ويعمل أجنيق عبوس بلو هرش قي عبيش فش سوق تير مهتن شابور هو التحولش يسو دقيقش سون شو ناخ بورش تخيط هو بيش كيري جاي كيري ساتانيزم يعني شو اكستريميزم بو أس يجي أوي استيفتن نجح سن مسقال زرت الله شو أعمل عجينيق عن شاش دو حال دوبا شابور هو جو صداق شابور الأول بسو نخشو يشو سستجملات بس أو سين يقع بوش أنا صوتي يوح يق بس دوت لوك سقيت مع مثلا عنيس سقيت عنيس بونهاد إقاش تتساعد دي يشتغل مع مثلا شمال كذا عشت وقت يشتوي وتسان صدقال تأخذ بيش تأخذ مير تأخذ يتسها صون نعرف سان بنا وعيلنا داس يهودنا تعدد يشتو سان عند إقاش لي قتابة وندالش هذا إيش مبين مرق الله يعني إذا ترى ديتر تيك توك يتر بس إن أختنا ويوشوا أنا داش عشنا واعيجنا ويدين سيد يقولش داجا ويقوم سيد يقولش عشبوش هذا поэтому حون دقاش لسيدين زي شوار طولوك شدون أكسن إيش ساعة ديدوش بلاح قيل يا شديش داش بلاح تسار بيش تك تسار شاش لستوش البيرق سان دوش خيط عدوين أكسن تسار إيش سان يبوبا بيش وإيمن أسأتا يشان هذا لا استنى أشوى طبعا ديو تشتينا سترس زي اللي ندلا سونسار هاقا أريستوات لنجنس دا كوغا براسلت وشتر ما شو آل ويقن خليلس قويت توز دقيق مصر هنسك أحري ديونا برنامج سكيوس كيتسيو تسار دقيق مصر أسدين عصونا نسامم ديله أريستوات لنا ديوز الله شكول يلقي لحابنا ديبورتية شربا إيدية نو им заинтересовало то, что аз гейтен дошло, гейтен ачи аз гейтен дошло, so hin юх декетре, вот юошу. Акцунделла, цацне ходон, буклинс, окчуах, бейт кагени издини вот, са он ри самех дохбелбу. И бейрак сон цер чулач о дона, цангена аслилен бейркис. So 13 лет, so та дон, пичвут чуат, so сой войшан войс. همش وليت تعمل سيستم يوقع حوالي نقصة السنة سلات أريتانا خلا وصة دو تشي بياتي قد صوتها دا صدقنا عمد ليني راح الله صح زاتشيس شور شان مثلا بوس صوتيلور تيدا قردوس كانتو أسران دلاحة يقص الشين عتبة على السوا الشين عت نرجلزوا أما دو فتوخل الصان حال دوي أستان دير وزنورة أستديت نناخي همش از každý detailný diel, so هم تعديت ولش إخوة بورش ديال لويس هذا تندلا ناخذ بيتا سون سلينا الطوخ شوي شو مشان خاملو نندلا ح تعولي تاع ديال يجي زودري قي يقوى شو مش شدت ولا ديال داستم خدو قربو شو معنا استديتنا تندلا ديال حاجة أنا حقبو ديال خير وقي خيرو تصنع بو تندير بقى بيزنح بوخر بس السيماخ كاوهن سيد بوخر بيدو سيشتلاني سويني سامع دوس نشرت بيرق العت بيرق هو سنكم كذا شو بيرق يا جاي اللي إز بيرق هو شيء تيم إز بيرق حقا اللي هو دنا عند ميلو أرجو بته شت شيء يجي مسؤول قولنا أو شو ده زاي بيرق شقيقا قرم يحتاجش يبارك إيش شو إيش شو مثلا مع على است إيش إز بيرق سيدة نشأ زكاة وتصون تأخذ تنامل وشنطر بايو تي برشة يوشوا هو يبارك يجي اللي أصلا كان تأخ كيتش شيء كان أشتاق دويتش دريس دون يبارك وعائلة شيء صح يبارك بدون متي ليه هارش دون إيش كي بحر شيء وش بورت بورت ده سنسجم وسأل أتدوس إتوام بولش خناها إتوام مسيرة شو حق لنا بيت إتوام دون هورن صنت إما خلا هورن تعليل مودات سوق لنا إتوام بدي ما دريش إتوام كميات
хама ху ди чидикум яства. Так, цухайна ха из Leon, например, знаем, это тогда выцелили اللي عارة, например, суекатич. Возможно, тогда хинз динху магар. Да, геш лоцам асарнаду, и тогда динху магар. Вот тогда, вот цухайна ха, цума кретто аскова бандоши, цума халияно ицемгаш бандоши, има сома бандоши, сажим аллах со вокалчи со қичи сум дацихли. Это так, тогда суекатич дон делах. Избавила кое, избачалку, хом дик ходина элсу, например, хэчтат, именно эчи юзючи, дон. Суна цудин цадик дацк. Сабо хума и том болчан белчана хума сабо са беха дацс. Но дик ходина, избачалку, избавила кое суекатиш сам азбо нитит цадиан. Нитит. Наоборот, избавила кое, избачалку, суа террористалитна, суа логабисталитна. 2000 годочка, 90 годочка, да она ночно, и пелк ще жож лохабисти и терористи болше, и пелк ще жож ходим пачалчо, лело пойдом. Это. Если жима кич, адам дуй, и киета до кич, дайси, и киета дайс, но цунах ца символина, цунах да она ца эли, дайс, иза ливера сунисту элцарит, например, суетан хэч. Инсуетан обчур эра, валинс, масла вос, har själv grejer dagen primärna vår sånt är det så gala så väldigt så tänker så väldigt ju optik цена som det är сават и sånt där цац и точка яйц. Я сам увяз хочу что социально забавлял tänker ju så det. Nog чуть-чуть тем более كده. Вот и момент شيطان قال ديك ده سون حاجة خاصون سن ديك حمد الله سون وديك حدنا كده. Вот клиент дириси его считать. Вот что любовник халатыш, эстен даже холсин Кавказа, эстен алчалгу Степани, анонимный любовник халатыш, цагерга нахбуй бу, пенсии уч бу, бордаш бу, душ дуйду, молш дуйду, шадек дона, законно дуйду, мосома дуйду, цину дек шкел цину жди душу ду, хити дек дона, водене хилч, цину ждати мадойти дуга дона, и цину шеблу югди душу ду, компенсации шлурду ду, меру социальной поддержки ю, бердич дон, луч хаздаться, дозу ходуненте велч, материнский капитал, отцовский капитал бог, шмел хундуем халуш ду, сама дона, цебушвит не цевитна. Когда дать шейт мучдали шейт демери дугут, цаа шейку я цунт анда яча, эт шейт наштац дуган шейхена ха, бохшуах илоха бизн дуган, итера бизн мелом яджа яджина шейдолук дадина, бирузовский ош раздать цугулят, будет бар тац дашока хорасира, хорнок чучура қедишу. Цербин дик бабутон дугана, охала ахта дугана далистнай. Сугара ичкери дугама иза цаа вахижен дуч хальштац, иза мадардисти шума дуиз, цаа моедра цадовым дочь ложим цадович листья шума дать модель листья что есть это что Хазан хай политические позиции юка похчуаха инсун например щина уж хайол противоположной политические позиции например хал государственный канал чуаха илер вы противоречишь, вы лично адалитана, именно вы не верили, куфур, атеизм. Я же шел наш буй, царь духал, вот вал выйдут, а да дурамтес. Да. И Бог шельча, и тогда, in Ost, in Кавказа, на улице, Канада. هنادن نجات تيات برشيات هنادن أخ إيش كمال ديش خليش صبادي الله سبحانه حوت دي أشواتسو حوت دي أشواتسو تيموجش عطت أشوفوك Не, Хазал, ты тоже можешь أسألك ты прокомментировать صبادي حون خلدات تقولون هنت أخ إيش أشوفونا نيستريد Що чим далі та кола, що далі та діє обсуждати. Я закончу. Если ты сам к этому призывал,
к объединению. Я не против вас. Удачи. Со Хайнца любой час и нас Китай попуашься объединиться и душу любое, тем более сайнохчешься с удовольствием. Но вы объединиться, и ум дяшча, вы лоша, вы личные политические позиции, еще один не залхет, и царвиш, например, хумун, например, цадовы, хай политические позиции, системы, сети ход, хотя قيدوا يزال يتون يسحب بوش تاعهم общий بوش что جبت هذا ولا نفسه ولا نفسه حاجة بس درستني كي جو قمع ديشنا ها شوفنا عادين دو قمع دوي هنزي ده أن ديش دون مثلا متحيري نادون باخا دون ساتجرام سويو سوالله يا أحد شيء بس درستني كنا جو خل شبعت وشو بقى كونسوميت أكتر شيء هنزي هو تقابل تخنا وين تقول إيش حاولوا يروح إنترنت شو حي مصر مع حاجات إنفورماسيون بتشارك شو حي يحاول يسلم بالميزنالي إننا وين تقدروا شتك وين خدوا حالي ويتخن ساعة политически разногласия и ويخري هذا البوستان هنزي بوس يحلها بخاسس если вы يحبشت بيشتوي سونا تحمل تكفيش ده تديز سو دينشر آوة حيزود تديز سواحد عن ويحكو اللحب وشتير برشد وشتو أمال ده تديز سو قدات الباء تديز سو قدات الباء تديز إيش سو تبوكشتن سقوم يقدوي يتساعدوا شو ديك если تجمع الوستوريو دخشة دحرة قدات الشيء ديزيرتيري بوش أمال ده دول دلش هو تعبش باتس خدها دمه ومسو نوتش دوي أما هو تعبش بات دح هذا يطلع على شو تيها بدأت إيش بوش برد بان بوش أنا ده دلش تخدات طبعا أوروبا حق زرتو يصير يش عش بشبوي إيش بوي أنا ده دول بلش تخدات ديزل تيش بوش نش تخدات يوقع بتام توش نش تخدات تيجار بشبر طبعا شو ثاني أمريكا إلا عش بشبر سوق خاتشة تخنا وين تبي أنا بقول بقى لبلو إنترنت شوياجن والأتيزمي يأتيزم إنترنت شوياجن ما تعايز نها نوعياش ما يوز نها بيوزرش نوعياش ما يوز إيه أصلا ده شيء يروح أو شو أول ما مدبوط وديسر بتاعهم إبالة يختوغا أسبوع وشي بلنتكا تسويش وشي سيد إتسقيت وشي تكفير تسديش وخبيزم تيريزم كورد باق بيزي قيق يزي وقع دون كتير نشوع سان قيتي ويقيتي دون يومش عدد تمام نوخ شيخل دحر بوسو بخل يوخ نوخ شيخل نوخ شلندحر خلاد ديز بوس ووش السيدي قيدر شير تقاتش هو أتصدم يبقى واحد تقاتش وتعشير ونزيد دول دوشتو قنادات إقامات بيشا تحل قيتي ويبوس قيتي إدو أسبوعه أسيهنزي بوخون ما تعمدوا هل إفيرجوا خلول يقينش إفيرجوا خلول когда говорят то что инспектор босс из Кавказа аллага модер дича сна восту просовшу но когда احنا например адерфин зазване ахацунга ибайрат хагайч хацун даже канал да висцехача я не могу на это закрыть глаза, понимаете, делать вид, как будто я этого не вижу. Но я имею право сказать, имеешь право, задавай вопрос мне. Все. Ты имеешь право, ты имеешь право, но сбой буду и сторонние совы, там нейтрального дохоркич, وصوات третий какой-то ашву. Я вижу то, что, ага, сын Кавказа, жена автоматом, цорг, ما دورش أحسنش يوجد يوسف حوش مدي так отсюда الحاجة не видит ем и чего да я не вижу неуважения в этом неуважение отсюда да отсюда محمد تعمل это صحتوا сын Кавказа نجح حقيقة شومات صون حوشتون نرمالنا دون adekvatni want azim nenavistjon asfrig حاجة ده لحظة خارج ولا و عنده حاجة جواب بدل يتودر خوي بس просто он تقول لي تعبولي دي تعمل ده تكورت كأبيس انت حاجة ورثة فلاج خدول شتونهم ريزويا сын Кавказа сон сюхобух инс сон ху أبيس تعملوا تنساتيا عجل ستارديتو الجون
دحر بوصل بو تاك نوخشي وبوخش يقمل شاش بوش دولوش دحر بوصل بو تاك نوخشي وبورغ نيس مدات ويقام مرش مقام دو شاش وبيراتي يشو ادمي شي لا بوصل بو شي لا وات شاش تيقش ناخن تاك يقملش دوتار كورت باخر تباخر دحر بوصل بو بورغ يهودو شي ويبر يولش وابات حبور دق تاخ شي بوصل دين ليلش شي ليلش وترش عدابتي и خارتوتيش и лицемерицаеш тая и арамстан تعال المجد دور خرجش يوهيش ان خليت والله أبصل بهاشي حويس بايزات وقتو خرمدو خرسين Унда богос и хуй дули чицаеш да нах марш адбит наган кач малер وي تقش دول دوزل خارتو مايت شاش ويبراتير دوцар شين لورг цари бала бац нехт шеш бусул бду шей бусул дин лелди на государственной основе и лело и штат цанне почал каят религии на государственной основе шен лело уж бу лелди шен бусул дин цанно умаца бо нахан темокол Zo'n goedhuidige groep, zo goedhuidige сладуя. Не, совладеш, да, летан ты же меня спросил. Сахасите Кичуац, здесь тема была именно Инахбар и Даухану Мухаммада Эцнаха и это измеящего кома Люкаэла, политический кэч, разногласия, лично дала и аддадитан, и сацурду лично резу на апостол, любой Но когда ты мне задал вопрос, я сказал, что целя камелда. Целя Богуду, я знаю, что камел дящаха, политически юкусарду. Например, слошу, саги, например, да, я допускаю это. Так, кучувал захат доцагейду. Так, я ю асюк хаэйду. Цунах гуртхер, буцунделя лэрасвэг. Мне не задавай вопрос, он они уже не бойче, личный цаху мадать, личный обещаться. Хашавелон. Eens обшваха сакия там сали дуйсадуа сажимо. Во-первых, я считаю, что вы не до конца понимаете, против чего мы противостоим, Малевич. Ты можешь вы, ты можешь проблемять. Zum масштаб я Адольф Хуна якичуна цеха эло. Шаки вежри буду, а шун цеха эло 1000% уверенно усу. С Богу дугаешен. Тон дол ночи андats. Если да, ты мадоитериз, но если Европе хайящая пропаганда, именно атеистические хайящие пропаганда, Al-Samiyal нахцар лебин цунахум халаха нас может так раздербанить Мадардич, так разъединить тонкий чудом, так самое таски содунендер. Мы будем как цыгане, флаг и дончу хватина. дай погадай Бог, Европа, Африка, Китай, дона, нагадр, мелочь, шалаверч, ميلدو دينا ميلدو عادة شادقية عادة ديتنا تسغاني عدونا ويقيق أستأتش وإشتا زاني أحتا إشتا دايزن كوش عشوصو نسام ديلي года там 6 назад, 7 назад, when мот мохтари тахан лера, харшейт и базар хруса мохтари. When they got мадацари, вообще духер зайна, رفت شوية تراشات يستوبوش طبعا ده شاسك حاجة جناحات سوى منو 5-6 ستوبر يعني دوان قوكات تراي بيلوري تغير شو شايجي إسخيم بي أدسكي ميكسيات أختان تسولخ بمخشو يتسقيت شو يعني مثلا يتا أبحث نستقيت شو مثلا
это чувак, дештег, это просто отличие. Или вы не знаете то, что за ними стоят прям конкретные спецслужбы, например. И sonra tağına sen предателю bağırırsın, sen tekfir deytarsın. Haydi şu. Nutsahamdu, sen mehkudeyna, sen paçhaltna, hum öyle az dayoşuri, o şaldağızah. Политически dayoşuri, az mahtatsa daytsi orlu ya drontsaysak halıştık daduysa duos. Haydi dayoşuri. Saşi koyas, no mas yatsı dayaş. Реально, массу кадров, насо координасо, видишь, реально, модердич. Ho internet şu ha? Oto maseri da'be şawe konzoliyo şu çoterdu kaviyet ya. O da'be şu maseri. Короче, цацболду она это говоря Epşin şu hırmırıcı borsa, ne zaman şirketler, Ukraynaç mühendis, Merve mühendis, Rençu ne vadeni geçti, Vahicin kızarmış mühendis, ne vadeni, Hırmışan hırdezde kılır naşkatan, Petsılır izbiri boğuş. Mevduk andu o internet, Vahiyan, Ren социализм арматмиц кучва, Ren büyüdü, çıkandı şu o internet, Vahicin, Vah kalt kolş. Вероятно, что Кавказа, меч мечаться ауэр, дастел, и так дыш хата дезуш, леша дой. Нохчи чуат олбах гэрчбу, хайна, хэй, вэй, чуат дэйит гэрчбу, чуат цианет гэрчбу. Просто сумсага, хох чуат цах аш цауэла, дейли пэймонду, садифер дэрса, хокайн عورن айрвэч. Хокайн عورن айрвэч, просто хай, даксан кеда, цагенеч, Сасевик еладец, севик едук что бери аже. Кыма, думаю, гаиш дацо. Бог кыры бучу бошны боз, так, ока срать дешня, ока уже дана дечня, ока уже сиди кынчня. Армяныч боюш, зюда кабу, пойт да индусу в переводчик цены, вон дал сообщение жазош. Люди дыхают варишь, да? هري حيش واحد اخر واحد اخر بوش انا اشتري بس ما استيات بو شو يخف خدمة لاس ولا ما استوي دير دولار والله سكش بيك ما بيك زولهم ما صح هلا أدلف هو ستيفان هو أنونيم هو جواركوس كولالك هو تروس مايك تايسون مايك كمفورت موش يوزر نيم شو بيش подуматься я ж не кияц وواحد مثلا إذا إنك تيست ياس لوشو يقطع جروبات حشو يقطع جروبات إيه it's test يقول شو دعوة روسي مصر شو تجيب جروبات ويتحدثين مدة كل شو عدق جينا ريتش شو بروشة جيرنا هل وزن على خات ولا روشة شو شو ما شو يخدوش أزيو بابو قابل أزيو تأكد بو سونا وينو أهلوش الهندوي الملوش مش بقى دير وعد وسن دير ونعمل له زكايو والله بالله تلاهي ومستفينو والله بالله تلاهي صار حير مش بيش بقوش وحير ونوت مش ميون دير وعد وسن دير وران صار وخشبوكيش كومنتار دش مبون يبغيت إني كومنتار يازوش يبغى أيضا بقول إيه بوست دونا فرونت إيه وسق دون يحاول يصير هو صار هو التدوينة هو دوت تدوينة هو بيسع تدوينة ولا دوت دق شادق ده إيه زوي شنو إتدمن إتس بوست إيه هو فورمات يفورم جان وش يقدم جان دش إيه جان دش شنو شو تيجي ناخذ بالي باش از ناخذ بالي خلينا نشوف يعني شنو شين إيه في البود وجت شنو بورتريت توي شيشة نفلاج إيه فلاج ليش بوش ده إسقون إيش يناوس تخوض دعوة وتسن يعني دعوة مو بوش تو تعمش دوتشي ويقول إيش بيزي مش مايو تصير قرش ما بيحتو تو ده تصدق شو ده تصدق بس تيجي بوش كل واحد أشخو مرتانير ورس مرتانير سودش بتصدق إيه دم بحاجة مشيت شا ما درد بقول واسمه دوتشوسن Hok dört içet eş geniyorça, bugün osmadı yürütüyorsun, osmadı yürütüyorsun. Sözün ne demiyor? وقتك خزون حاجة سؤال سمعنا هذا حاجة
Deel waagwijzers, deel worden zodat je politiek zijn, zou als een politiek uitzet. Dat zou doen, zo beter belangrijkste doen, beter zijn, meer народу, سعيد سمح كده أنا نسأل دوش أو شولا سوي اليوم شيء سوى ما دو سوى توان تروت عادي ميري يوم أنزل البويز سوت أنا ويشال عاوز موس باسبور ده لوبيش أو شال أو دندش كم بيش سنة يبقى يوسف أو شال دندش دوي سو شو أسبوع يوت أكاسو زي دش يعون أسبوع إلا دون سون سنة بو سون كل بوس نخشي ويشن ده على الإنترنت ماشان واحد سرحت سديش سؤال رون Who is think of Gazas, how wistful, how wistful, so how it's a little nice to Halani. Dana Mukhaki boss. Wallahi, so half the beauty of Kakmawatsa. So Lichki Tisseron, Berkta, Asal, Dana as a قبل بنتي استيمق بروستا قطعة بيرق سياجينير استعمال دندر اس بروستا ديولا ديستويتنا تبوخ برشون دقر القبل بنيقي اساس الصيغة داتون سنان هيجو شواترون سدين هيجو شواترون خطيا عالم اولسون نصبرو سير وقتوي تحتسومش ده نفس الارتفو دي لحا سولر وظير دندر ديوزو سيدي قيدي موسو اول قيدي اما سون تاقدو ليليشكي حتى يسرسون تحط قديتش قديتش سيخصو منين صوت ليشكي تيسر حط عينون صوت ليشكي ديون ده غير نسو نو ناخل صدق نعونس يتعدي يحكرونس تحريدي هنا صوني تحجو بيوخت محتز صوت ده دينا ايتسي ليشكي الصح ديون آلي شنجيني ديلاش ترحال دور ناخل دقش دور صولي شوردر صدقاء ويديون داق سوق ما تيديون دي ما دي تخليك تا انت بيرق تا بولشار تاونش دوليت تا بولشار دي اللي سديل ورا نور داسر تاع نعجل سهوسنان او بيوش ما اور صوت انديون صوت جيت ريت شواتر يلقوا غير تنوقف تصنع افيدا نستل يسرت نستل صدور قطعان بيري حق حضايج اتمت تاع تهوش يح جينا يسرت حق تحشوق السنه تنخ جو يوم يبصر يقول بس ديني وشلنا هم بيحكي الأعامد على واحد بالعبيرة واحد يقع شاشر دي لبوش أقل سو مو ورهان أدول سو موتر ديل وانا إتايبوناخ أتصل أسبستو باكيج تيرخ تسع خاتياسون تسع مؤنات إيبه أنا وسلفول بربع عن خيالي تيحان سوهم خالي أتصل سخالش بالي بالورسو داتا كويس تيبيني هناك طبعا أثناء خارميسة عبيتاسا ديوزو عبيتاسا نانا ديني وتشوسنان عديت هوسنان عديت قبير عديت خيديو أستاق إياغي سون وجيسو سيت بغورلا وارسو خيديو نو تعملو سوهينسا وبشي دار دوخ كو تغالا تغالا إش ناخيوتي دعايتن أسير خيتشاش ياغينك خيديو سون بروستا وريد يا سيت بغورلاس ديريكم غوتاتش والله ديل وانورا إنت وشانم سيدال مولا الله ديها شو سين قوم ديها دال مولا أسبحر مقبيت البات بتحتخين عغالة جديناس نير سويتش خلال سوني كانال سلك شحاتي سيسو أتشويجي برواتير وطوي أسيلوز ويتنا دال مولا حتى وشانا دال مولا بوقس إيش دون إبهار مت يقدر يسوخ دير دو شما دارس نو أسفت إيش شوخ تخبيهم أش صديتنا سون ألشتاق إذا نو أدو فيلو داق تحم نس تحمينه وتن سمت تحوي اللي حضرها داق شي ديوزونا إيش تمشت داق شلون موخل إيش تمشت سويري شحنانا دال جاشتويل هدوزل دال حبيرزبويل هنا مرسانا وقتك سوال ركتول مصطفى حضرها يوكو زكايو حضرها سو زكايو وكاحو يعتبرات سون أس آل دي زكايو شغال أصحاب سيرفيسك أصحاب شيء بو просто уточнить да что-то это я хочу خلي يوغا مصطفى ويتساوات سون سو تشنسا استعمال دي نون на повышенных тонах дي نون او канал чуть-чуть и камель запись шо сот я жамбула Сулейманова дяхуя тамуат сонсо со просто суна свободный ночи камдуй ночи адачи ваш за второстепенный за заграничный цадесу я кеч культурца есу сайца это манусо
И завершение я сказал бы, Эйлер, казахш, таджикш, такие ногчи бьют был. И халх трокеги душена, мудр, ногчи чуна. Любой колман разница от цели бусол буала, лаца, общая разница от цели. Уточнение, шияшца было, например, сюли, та ногчи чуна, та сюли чу, килуин хильч, я цахунка чи дабла хи бех бег боца кервока кишавол сюли вала кивы вала ваху чургаска вала особенно гаска казах вала разница это юга и цахун югдейлер ногчиш цахилда цари обычно ногчи кейч комец додальчи ногчи цо юга увы и кейч комарвек адвити يخون شوب شوين يقع خلة داتا خينش دوش وتسارة أي حزباخ بو إكازاخ شباخ إتاجيك شباخ هو الأما ماشنك شبو إتساعة ترينيروكش تسياش يقبول شايد إيس كيرغيزيك تاجيك كيكشين إتساعيات تيوات تيا تشيني تبوش معدياتش هو البوب أما ماشنك شبو هو يقام полный нахал бяхкан усал мелегич то чуя чеченец бо мохабяти юхшолшди нашен отолонкел нирбяти танахбу оцар ой хазбяхбу казах шбяха таджик шбяха распи бяха цундел сумцаха единственный сахудихарю если та объединенно та коман пайдахдухум выдалакчдуй валлахи ас самич порчана постолиду единственный примерно хун цадизак инсейн хун дизак сун цадиш хилчи вэши цауэ цакома пайдах цахун диш хилчи ас из хагуда царь, например. Также и политический момент. Ты обозначил свою позицию. Все, нет проблем с этим. Я обозначил свою позицию. Но и целью есть, и политический момент. Целью духовно просто юхбовар бухцик. А еще чули каждый раз, там никто не будет, они оттуда просто выйдут. Чули, да, уэколну, как мастер, да, богил, нагасан, объединенность, хун диашхули, со любое время зайна у нас сейдал, что на пластолдину, своего бяхтну билось. هم ده سمعت تجح عيال شو سبول نقيته هم سمعني إمنا السون حقيقة تجيه سيولدوك ولا خير خيط سون شابوجن بولشر نهيت وعي تيسي مسيت تزيد نايو اتمن تعسوين زيوشن أسا نقشي وشي سيت إقيش وشي تون تكفير ديش وشي دونا بيغيت إني يوش يقع برش أتإيش بولش يقع برش دون در شيت نشتوش وشي سيت إقيش عرى وشي ريس غلرى وشي دقبا مش بشر بربيت بوزن مشتات أسا تندعو بوق أسا نقشي قام تسلق قام خلعوات إذا بوق صحبو سنتين بوري منين يشتين وريما ودون أن أما سماع عباري يشتمش بولش طبعا كان دوان يدري أن البومبا تهر دوني دونا يتعود دا تاتسا وين وعيجنا وشي دونا ريز دوتشي وشي تعالى تشليشتو إذن بيتوي إذا رأيت شوي أنا غلغي أرستخو محمد بروغرنا ألو هنا وستو إذن بوستو وي نوخشي قام داتشتا ميل دوخ دي زكاتكش شنا قيتيت حاجة أيتو أنا وستو أجي محلط وشنا بروغرنا ويستخلا باي غولدستون عو ويستخلا خشو يا موندو Алло. Весь цахулар. Но гарна вас не за чичина фобушен. Мухаммед проверный ala гарна вас. Просто гарнохчи қам цадиш леш ушунар. Лично хезу ушун из джоды. Чо биоху душу. Хасан ше. هر والله هو نيكر والله واتشن أرستو اليازر هر أرستو واتشن هر صحيح هو يوتس وش تصمون دوار وترسن هرمون ده نشيدو أنا هر أتيش
نوخش دوق بيزنو Holokçi ya, Holokçi bir çonduk. Münafık bir çonduk. Değer muhastırı, kamun muhastırı bir çonduk. Admi muhastırı bir çonduk. Holokçi u, Holokçi u. Ona ya, أسكيش بيزن أسكيش Admi what batchen. ماكشتو حاجة Asaki ya, ya, sıkışay. Ya, sıkışay, altı kurmuş. Hatta iyi kız. Alltså det var rejschon, det man belar. Post дронтана его реально шат, он что за жимол, чем qeyti улица, жима чтобы держать вас в тонусе улицу, а говорится, что надо. Har tonus срца, что нога хазитеш и в эту ешь, коли тонус яца, то цапешь цапет он. Сами мы вообще что просто дают чушь. там может خدوا Mohammed Allah هندوق مليون الله صنص ويزي خالصون. ну та действительно может та ненависть أستينشن من ويز أستينشن من ويز غلغا وات نوخشي وات غلا وات واشتو وات أصلت محمد. والله يطلبوا وين؟ واش خوتيبن وين؟ غلغا كمان وات واشتو تيبون والله وات يطلبوا وين؟ خوش شو حاجو؟ غلغا وات Короче, ну, основном даже мало, тонус тоже поддержать, что его ندرس كانت يتحوصلش نتاعنا وقشوحة شورت وجرب وبلير تأخرشيت نش داكنير في دي دونا هو في دي حالة أنا ديك خليه هو خليه دالا وينو عبول سقيت مشى وينو عبول بوت برت بوي طبعا مدر ديتي وطبعا وينو عبول مباتي دو حمو هو ديتش يبوت برتي يبرت تخرج باش بوي يبرت وينو بال دال دون وجمقيت مش داك دوت ويسي لاوش الله دال وينو حات بيتني هو قومي وعبرت تخرج بول بيوخم نشاس دونا ناخذ نافي وش دايو وش الله دال دون طبعا ايس هو تشوح هالكنال السيكنال صدات جدين دا هسا دحر вообще så tänker vår as åt modulinjer عديد دوس коротко вообще такелش ماتسون دحر تليجرام صدات نا سو شويه شناها يوتيوب شو حقيقة نوع جوهم عبوت برت جنبوش دويش تهم نشر جنا سيدجع سيكرا تقع بينستل تيبا نو دو ماتش دويش نخ سوق أدمشة من لا دقيقة دو ماتش دات سيدجع صحيح قد دور دو ماتش وقت تليجرام شو والله خيلز هم بعدك هلا بوكي في ريح تق قيشر في ريح شو يخش وتصنع شدر تقدر ويموش يسيت قيدر دون عطايش وتصاويج ريخ دقيقتي ويبول شناحات تبيتش دوات ساعات ديوت ناس تجود تخينا حاس وإشت مسوا شايت شو ملو كمان تارش شو يخش إدويش لدسو يبوش لدسو برت يوت برت بوش سو إدويش شو ملو سنوق شيء أماس دقل صندوق دي زندر لدسو интернет машин чоха националистве бош юич усо нацистват шена националистам ал нацистам ал сонса қама дуқди зарбан дон яча парса қама ходуnen тах цани нацигинчке пара воник дикиниг массома гина хадиан қам дор цахл выжитин қам дор да модернизм что целый дон ходуnen тах метк теорию чуая колдона яза ин историш яза мигадоштат книг яза мигадоштам дор Сundera ase oman sagatto sanoch sagatto nochchuchuna wobol khlita tsale wo nochchuchunga shitsado uditi tsale do nochshka wo shido wo shin most khalida tsale tana sona madaldichton sukhatich tagan Статсбольшная хига шашбюч под имот бац шалио что и претендует свои качества. И социдовитер статсбольшная гергалули лордер если бы и гергалу когда дайлу شديش داخل إجابة الوندانة يامر سخلا إيش ناخذ عليه أساس جابر ولينا آخر ده نتصع عنده تغنى حونا دقدوق أدلف صوحة هي ريال
это государственные кичуа дон واقعنا ويورا دون نوختشلند يا خديا بالنوختشلند يعني نورمال ديستري واسالشنا سون 150 هذا ايش تكفير قيرون 150 200 300 تيش براز دونا ساسيد يقدرون سو هم يوت يعبو شكروتشي برش واتي هذا وش ده يبوش ساسيد يقدرون ايش مونسون شو ايش هو ديك دوبا سون تيختو مش ناتسون بس لا سو حاجه سو إنس أحبيش بوناخي صوب شتاء خوات صوت حنا دين حنا سترودنيكن صوت تكفيل دشوات يدي متكبات يأس تكفيل صدوبو شو سون تكفيش تناخ بوتشوا سونها أزرق زحمة تداوش فرنسا هذا ولا لا سون تغنى أسنس حيث يرجع سوقيقا مواتر واتري государственный кичу Я тебя знать не знаю сейчас, он модек дисла. Просто вот надо шусу, я за комментарий, что я тебя знать не знаю, но я знаю, что тайна такфир, что я сум дин чурается вот я сум вот это я знаю, да. Он сон рез, уивати, доволен, это уже другой вопрос, но сбор буду что цифр чуен чайнаха. سون مادم دو تكفير شيء نسوا معهم مشتري إيش تكيم جو مكارم مستفينا وجاه قوة وجاه إز تكفير قيقي نسوا مسامات تاع أس بوستا بكل تصدوش تاعتني رأي نخشو دغي دات نخشو كده إز نخشو بوشتو دوش إز أدمو تلاتشو تاع نخشو دوش تلاتشو تاعها سون يباليتك تاني تاع بليتك ويشا تاع تيخبات مش باش دون إذا ما بقيش سخولسون سيري كده إيش سخولسون قدر بحرمت بيتsa إيش سخولسون هم ما إيش سخولسون نخشوا سنة قمالة ويشخل إز أتمتع أس إدر أتفيريح قيل أفيشكح بيش وضعودو خيان هذا شو قودوا حوت يول نينويست سوت يول نينويست اتناخي إذا توت وبروس عقيدة سو أبو حسن الأشعري عقيدة عو نوخش دائما خلبو عقيدة عوصة هدوني تقل دارشي سعقيد خيط وبوشات نو أسنوي политический человек основа еще ваххабия عقيدة تعبو так, например, سأولير ناقوس سشيك ناقوس أولير еще ваххабия عقيدة تعبو نو تساي حار عقيدوي ساي عقيدوي бош تساي трону айхум хилдат. Но есть люди, которые постоянно пропаганду делают. Теперь акида сотрудник кафир, у царя волшах модой такфиш. Просто вопрос акиды, которого ахчичуах حيتعويل خلي شوقه любой بتعويل ما ينعها هر فاسبشني وي هر قدير بتسو هر مرتدو هر كافر هر هدو هر وجو но идущие в основном это бяхбу сагар такие деши у нас ищет хаки его я чат аялгом хулшиз бух его уличит аялгом хулшиз я закончили за наркот хулиз я царасун чунцер на холон это туркошка арбошка майя цадол цадол шлиу школоны просто из-за хилгумшдуш гингумшдуш сондел бонус. Поэтому тут вопрос, я думаю, что вопрос не в том, политической позиции, я Аллаху такфир да ищать. Если у тебя какая-то политическая позиция, он такфир должен ждать. Но кара именно и аш'ари акиду шейх Мансур волзаман чуах, имам Шамиль волзаман чуах, Алибек хаж волзаман чуах, первый Жохар قبش يقوم خبو زمان شوى مش خينا دائما ويتأخر وعقيدوس يعني دايق إبوال здесь знаешь как это преподносит если ты акиды ночи дائما хило акиды ауи значит все короче ваху здесь это пытаются так преподнести но обычно идящий уйш та кучку из та анонимно обчёрта болтает я та кучку из
ну, вона худу, хинс, цадела, цагулам шкаф, разные, дина сумпуза, просто, ирчках ты дом куза дега, бодек беза. Но, хинс, вей лично эстак фив садо, садеко, сум цахеза так фив деш, сумха, сотрудник щука, любой сумлично, со хавали сундукнах большего, законно бершунш, законно тасуш, нохчи си, лагдеш, дукка нахмук люба, инзери дукка нахмук, но дайер умщу, массу мехтадуис, любой направление адуис. Основной вейкама, основной веймасса, это даже кое кан аюран свободный доллар, цель кому доллар дол, что свободный фето, кузар черный плащ, овца уволваться. Ищем дом, да борт боевой дикчуман да. نعم سنرى هالتعرين ويا متصل بقدي زاكو تشش تمام متروبر نوات سنجا تجمع دعوة وتش دقوي اشتا عدير زوت ومعامد ويستخل دعوات ندير ويستخل معامد ويستخل واسد Ассирийский матама дела, если хочешь, на русском языке можешь. Консара галга цара кон сунха галга мот бить эн хокон вообще галга мот цара ниса цапючи. Мама стон датади ودي دون ما دات в любом случае сами идут эти дайер заезжай в любом случае да высушная нюаха ночь нюах масса нюах да برتعبوه ده لوين أرايو تقابوس بيتني قوم يوحى برت بوش أما يشتشل هم نشوين أردايو ويلا Son есть холхо, вайшку есть хотот, шонах я тестхали. دعدين Шонах да тестхали. Вайшку бат хартунпер. На своем языке дейца, на своем. Бат халабат, хоббоуй бат. вот خزيشن سؤال برت شنو عبرت خير بات الله شنو عبرت خير بات خير بولوش بات بردش كما خزيشن вот ишт туек ам сади шмас саме адона وين وقت بيتزا خاش وين بيتن توش سим توش лилш набушен so да вот на этой ноте доказывая и показывая дона от чеченофоба ярого открытого парнауствуя звучит дона что это гоич виста халитивой حق أفيريا ويدين دولا قميل شيخ وينو ديالوجيا خدالة وين تعبيد خليتيل نقستن إمنا نقستن وينو trouble إمنا ويقومن ويم دونا زيودا قابو طبعا كان ليس هادون وقرجم لش بقي شو حاجة لش تزامي وردونا يدل خصوصية دون يقيه ولي تيش بزمايات سنرى يودا قدالة برت تعب وينو ده هناخد قامة تحبرت بوش تحبوي سن يوقع تعدودو شيء إريو شيء تقية بوش خز مرش دونا تغش عادات دونا دقيق طويل ويدوي عبش شو عبش ما سمع عبش دونا وشي دونا بحرمت إدوك وبيو مطبات يبيو مطبوش وشي دونا وشي نقدو وردو أوشتل هم دات إدالة وينورد عدوق الإمنا ويقومي أحد درداتش مغلودي لزويج سيبا وجه الله دال هر أتا يشتعبول وتوينور هر بيتني مش دايول توينور تسألي قرد تغن زين هر بوشتل هر صوت قرد ماتش واتر سو يسيتغن هو قرد يعخرو ماتش واتر سو ندال تعهم نشتعدانيستن هم دوال خيل سو هورنس ديك Проблем с وقت سنة البروجرام سدون ده موضوعي ديري أشد ديوخ أشد دعدو العش وصدون أشد دعدو دون أشد ديري ديوخ من أشياء قشوح قمعش درخة ويتعلم مزمارها دو شو يتعدعناش تشليلش نعم دايوي وتليشي أتيتي غدونا
أنا شبعت وأتي شبعت وأتي от دون ويدين دو ويقام دو وموك بو تغنى سو دون تيب دو سن كوكازا حت تيب دو أدلف رجع درس دون حفمي لك حش حسن رودي عبد سترنيك شبوش ساعة تيب ساعة فمي لي ما شو سو رغاية короче иштемион сега да берца боклуд акасун кабаждица цара на оштон даже тезита цару ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Что-то это напоминало партийное отчетное заседание. фильм? Халатин. Сдохли уже там многие генералы, там, я не знаю. Этому нужно оценить, пусть Ельцин сдох, но на нем нужно огромную печать поставить, на Путине огромную печать поставить. То есть нам тут их где-то жечь в каких-то этих печках, плюс 32 осуждаю, или кого-то там, я не знаю, линчевать, потрошить. Абсолютно нету нам интереса. Главное, чтобы это пресечь, дать этому четкую оценку, вот как евреи, да, смогли добиться после Второй мировой, когда провели Холокост над всем народом, издевались полностью, его преследовали, они добились того, что их признали, что это все было признано, и зачем это сделано, зачем всех привлекали к ответственности, зачем даже он по сей день, да, если кто-то какой-то там долбанный нацист, даже если сегодня его найдут где-то в мире, пусть он там в коляске, в памперсе сам под себя ходит, все равно его правильно так и надо. Конечно, это чтобы никому не было повадно. Чтобы какая разница, в никто памперсе он или в коляске, он преступник. Да, это его нужно привлечь к ответственности не для того, чтобы ему там издеваться над них. Это вообще плевать на все. Уже убитых мы не вернем ничего, но это надо осудить, привлечь к ответственности и предотвратить это в будущем. Поэтому только надо вот это вот все дело к чему-то подвести. Я хочу только единственное... Только так можно мир какой-то строить, какое-то будущее. Согласен, а так, уважаемый. чтобы кого-то по башке там избить и ему рот заткнуть, чтобы там он не кричал, чтобы никто не услышал, на бутылку там его или еще куда-то в мечеть засунуть, и мамами его, короче, окружить, чтобы они там ему наговорили, все равно в рай попадешь, молчи там. Да. Так не делаются дела. То есть, Нет, конечно, согласен, Ибрагим. Вот это и есть подтверждение моих слов, которые мне раньше не верили. Я всегда говорил, что все народы, и в том числе чеченцы, какая разница, у чеченцев даже больше культура миролюбивая, чем многие об этом. Из вас просто сделали вот этих агрессоров. Но это неправда. Я знаю очень много семей, которые приехали к нам в Волгоградскую область, беженцев из Чечни, которые рассказывали только хорошее. Они говорили, настолько гостеприимный народ, настолько честный, справедливый и прочее. Но потом, когда я вот это увидел, агрессию по телевизору, я в шоке был. И вот эта сегодняшняя пропаганда, и тут я с тобой, Ибрагим, согласен. Вот я не понимаю, почему в России разрешили построить Ельцин-центр. Его нахер взорвать надо и спалить, как стыдное прошлое. И вот этого из Кремля выкинуть нахрен. Ну, он уже уничтожил сколько собственного народа. Не только засунули носы в другие республики, а вот действительно надо русским уже в конце концов подняться, взять в руки власть и наказать этих преступников. Правильно ты говоришь? Хоть они в колясках, хоть они там, не знаю, да нахрен гробы их не перекопать к чертям собачьим, чтобы ничего от них не осталось. Вот тут я с тобой абсолютно согласен. Почему стоит Ельцин-центр? Это же преступник галимый. Я ему построили центр целый. Как так? Что это? Высший и средний класс. Поэтому это невозможно. Так, у нас тут арабы, у нас тут, давайте... Надеюсь, что возможно будет. Арабы, нет, это такой национализм. Есть чеченцы, есть достойные, и которые уважают традиции, обычаи. Хорошо, есть арабоязычные. Араба, приветствую. А это арабоязычный, Ибрагим, ты.
один только ты. И который Представь, ты зашел здесь, один момент. Здесь вот находятся чеченцы, там белорус был, там немец, русскоязычный. Смотри, чеченцы и вот раз, два, три чеченца и два русскоязычных. Послушай, и ты третий, смотри. Раматуллах, вабаракату, балбалай, короче. Вот видишь, ну это... Нет, послушай, брат, я же зашел, вы же приняли, я зашел, я вам закинул, салам алейкум. А вы же балбала, там, ну да, это ваше мнение, Ибраим. Ибраим, это твои другие аккаунты, ну, и свои там, которые там по-другому носишь, по-другому пиздишь, это другой аккаунт. Да, я ничего не говорю. А это которые... Да я нахуй, черт, дебил, блин. Другие аккаунты. В чем Ибрагим не прав? Есть, брат, есть. Антитеррор, ты же меня знаешь. Подожди, балабол. Что за другие у меня аккаунты? Алло, что за аккаунты? Блядь, вы же... Шел вон отсюда. Иди научись там себя Мог бы вести. высказать свое видение, если бы спокойно говорил, ведь ему дали слово. Вот мне интересно задать этому Хусейну, или Хусейн, не знаю, как правильно, в чем Ибрагим не прав? Или в чем антитеррор не прав? Вот в чем они не правы? Вот я сколько слушаю формата, да? ведь человек спокойно объясняет. Он изучил этот ислам вдоль и поперек. И он людям конкретно говорит, вот здесь не подходит моей нации. Освободите меня от этого. Заходят вот эти идиоты, просто кричат его, что он дебил. Но обосновать пообщаться не хотят. Так вот объясните мне, кто цивилизованный? Вот для меня цивилизованный Ибрагим и формат, потому что они спокойно доносят свое видение, и они любят свою нацию, свой народ, культуру, которой мама мия сколько лет. Зачем им? Они не хотят навязанное вот это арабское. Почему вы на них орете? Они что, не имеют права быть чеченцами, в конце концов? Почему они должны быть арабскими чеченцами? А может, они хотят просто быть чеченцами? Чего вы к ним лезете все? Вместо того, чтобы поблагодарить их за то, что они собственный народ хотят показать всему миру, что у них своя культура есть, свои традиции есть. Вы на них какого-то хрена заходите и наезжаете. Да это, блин, пипец какой-то. И никаких аргументов нету, кроме как орете, обзываете, и вообще никакого диалога не можете вести. Вот это и показывают другим, что нахрен ваша вот эта арабская фигня не нужна, потому что вы только можете быть злыми, агрессивными и не умеющими вести диалог. Вот тоже хотел сказать кое-что. Можно сказать? Да, говорите. Вот мы здесь до этого, Минск заходил, другие люди. Вот человек с Германии, я с Казахстана. У меня такой вопрос. Вот можно ли представить такой диалог в мусульманском обществе на исламском стриме, чтобы 3-4 человека разных мнений вместе вели диалог какой-то, обсуждали какую-то тему? Нет, конечно, нет. Вот я тебе говорю, когда формат выходит в эфир, я всегда слушаю его. Мне приятно это слышать. Это и есть вот это здравомыслие. Я могу в чем-то быть не согласен. Это не важно. Ну вот единственное, что человек любит свою нацию, любит свою историю, любит свой народ. И это видно. Нет, заходят вот эти вот непонятные. Он говорит, объясни, поясни, давай поговорим спокойно. Нет, они начинают орать. Ты там, блин, против ислама, да ты такой сякой, да и так далее и тому подобное. Невозможно. Вот сейчас я вот тут немец, сижу среди чеченцев, и они мне дают слово поговорить на любую тему. На любую тему. Это и говорит о развитии, это говорит о разуме. Разуме нам Создатель дал разум. Почему мы им не пользуемся? Это у меня вопросы. Мы не пользуемся ни хрена этим. Мы можем только орать, обвинять,
почему-то следовать непонятно чему, не задавая вопросы. Вот оно так есть и все. А вот, Ибрагим, спасибо огромное за то, что дал высказаться. Спасибо. Не проблема, пожалуйста. Так, может, еще одну попытку дадим вот этому Хусейн. Все-таки, может, он свою мысль сможет нормально донести, что зачем он вообще заходил. Хусейн, Я могу попробуй. сказать еще. Вот, например, по факту, я был про одну тему, Минск другого был мнения, мы никак не поругались с ним, он выслушал меня, я выслушал его, я его полностью понял, его мнение я уважаю. Спасибо. Просто для примера, для тех мусульман, кто подумает, что, может быть, я где-то вру, я что-то преувеличиваю. Вот. Если есть вранье, можно это обсудить, это нормально. Это диалог называется. Так, я хотел бы чуть-чуть вернуться к политике, все-таки к юридической теме, да, там, как протекали процессы, и с юридической, с правовой точки, как поступал там чеченский народ, правильно ли, последовательно были какие-то вот эти политические процессы, действия, противоречили ли они бывшим законам Совка Советского Союза и международному праву, и уже внутри сформировавшемуся законам, да, там, которые, в принципе, даже не полностью вступили в силу, да, потому что оставалось много чего еще совкового, то есть советского. Потому что вот такой переходный период, он во время переходного периода, ну, как бы это все протекают, там, политические какие-то становления государства, процессы становления государства, они протекают поэтапно. То есть сразу вот такого не получается. И даже у нас язык государственный, их было два, да, там, русский и чеченский. Даже русский он как бы преобладал, потому что все дело производства, все там образовательная система, она еще была далека, чтобы переходить на родной, потому что наш родной язык, его буквально воссоздавать нужно было, и сейчас нужно его. Потом, вот момент, да, 93-й год, если Минск здесь, как бы я понимаю, что он уже, ему не интересна юридическая сторона, но тем не менее, как для информации. В 1993 году Российская Федерация формируется, принимает Конституцию. Если кто не знает, Чеченская Республика приняла Конституцию в 1992 году. Президентские выборы прошли в 1991 году. Еще по вот этим совковым, короче, законам. То есть у нас во время выборов явка была. Ну, давайте еще чуть раньше вернемся. У нас прошло 4 общенациональных конгресса чеченского народа. Это запечатлено и на видео, там в интернете можно посмотреть. Это все было как бы подковывалось все юридически, все присутствующие организации, все присутствующие диаспоры со всего мира, которые еще собирались, да, это все отправлялось в международные институты, организации, и эти процессы, они абсолютно прозрачно протекали, то есть там делегировались общественные организации, туда же входил и вот этот бывший совковая там номенклатура, да, по сегодняшним меркам, но на тот период это вот по Чеченской Республике, то, что наследие вот этого Советского Союза, тот же Докку Гапурович Завгаев, там секретарь, и весь вот этот вот советский режим, он все еще функционировал, потому что государство, ну, республика, она работала. То есть все там необходимо важные органы, государственные институты,
нас как бы там резко в Афганистан мы никуда не превращались. То есть все жизнь продолжала течь своим ходом. И вот проведя 4 общенациональных конгресса, когда уже Россия, там, Советский Союз развалили, вот чеченцы на 4-м конгрессе, где впервые, который посетил Джохар Дудаев, да, потому что вообще это, скажем так, такое мнение, общенациональное мнение, оно формировалось и до Дудаева. То есть Дудаев только на последнем конгрессе присутствовал, его тоже пригласили, он приехал там из балтийских стран и присутствовал там, и его вот это выступление, оно как бы зажгло, то есть пламенное такое речь, выступление, оно всем, скажем так, в душу как бы вошло, да. И на этом 4-м конгрессе, общенациональном конгрессе, была принята декларация государственного суверенитета. То есть все, там чеченский народ самоопределился. И на основе этой декларации потом в будущем, через год, где-то плюс-минус там, была уже сформирована государственная конституция. Ну, автономная республика не могла выйти из состава. Но я же вам сейчас читал закон. Нет, автономная республика не могла выйти из состава России. Нет, я вам сейчас читал закон. Нет. Любая автономная республика, Татарстан, Адыгея и так далее. Вам снова зачитать закон? Не надо читать. Я юрист. Ибрагим, теперь ты понимаешь, почему вот эта вся вакханалия поддерживалась народом? Они упорно даже слышать не хотят. Закон позволяет, то есть позволяет и международная конвенция позволяет, и если уж на то пошло, Советского Союза уже, я извиняюсь, ни хрена нету, и все прописанное в нем уже нету, но тем не менее... Российская Советская Социалистическая Республика. Да, все понятно. Федеративная. Все понятно. Федерация. Федерация не предусматривает РСФСР. РСФСР. Не предусматривает выход. Еще раз зачитываю вам закон. Вам интересен закон? Ну, давайте слушать. Мы вышли по закону Советского Союза из автономии Союзной Республики, чтобы вы знали. Ну, по факту это была 16-я союзная, но тем не менее нам даже туда уходить не надо, да? Мы можем вот здесь четко закон вот так, Союз Советских Социалистических Республик и вот порядок решения вопроса связано с выходом Союзной Республики из СССР. Тут Союзной Республики. Вы не путайте. Вы слушать можете? Ну, слушаю. Вот статья 3. В Союзной Республике, имеющей в своем составе автономные республики, автономные области и автономные округа, референдум проводится отдельно по каждой автономии. Далее, вот ключевой момент в статье 3, который нам нужен. За народами автономных республик и автономных образований сохраняется право на самостоятельное решение вопроса о пребывании в Союзе СССР или выходящей союзной республике, а также на постановку вопроса о своем государственно-правовом статусе. Вам это достаточно? Давайте так, я пока не в курсе, изучу, потом скажу. Не буду. Ну вот изучайте. Не надо вот это ОРТ слушать. Вам нужно изучать, потому что чеченцы не мазохисты, чеченцы вообще-то не мазохисты, чтобы сами себя там пытаться забомбить, сами себя там
поставить такую ситуацию. И во всяком случае, на тот момент у нас были очень грамотные люди, там, элита какая-то, да, которые следовали вот именно такому правовому, ну, в правовом русле следовали, да. И... Согласно букве закона. Да. На тот момент. Следовали букве закона, да. Андрей, а как ты думаешь, откуда Ибрагим сейчас взял вот то, что он сказал? Как ты думаешь? Ну, я вот изучал. Я никогда не спорил, если не знаю. Ну, человек я сейчас цитировал, вопроса это и же... потом скажу. Ну, он же цитировал, он же не придумывает это все. Ну, это же слышно, что это не от себятина, это грамотно. Я юрист по образованию, ну, в определенной сфере. Ну, вообще-то мы на определенном этапе вообще отказались, да, там, от каких-то юридических вот этих моментов, и мы приняли такой закон закон сильного, да, там, право сильного. Тем не менее, опять, если мы возвратимся к праву, у нас вот такая ситуация. И вот что у нас происходит? Чеченцы самоопределились, пока русские там танками бомбили свой Верховный Совет, там, я не знаю, друг друга там, как бы вот эти всякие путчи, там, военные какие-то действия, у нас нормально протекали там митинги, какие-то вот эти процессы, и мы сформировались в 91 году, провели выборы в президента с явкой 72%, то есть на выборах присутствовало из всех там людей, которые возраста, имеющие право голосовать там, и так далее, они с явкой 72% проголосовали, и 90 там с копейками, 90 и что-то еще проголосовали за Джохара Дудаева. И потом, спустя 1 год, уже, ну, даже не год, там, около того, в 92 году мы принимаем, наше государство принимает Конституцию. Отличная Конституция, каждый может с ней ознакомиться, если можно. Так, у меня микрофончик подсел. Сейчас я вернусь буквально. Добавь, что флаг, гимн, все как по закону все сделали. Не, у нас как бы наш народ уже самоопределяется. А тут что происходит? В 93 году Россия тоже наконец-таки там передрались, побомбили друг друга с танков там и так далее. Потом надумали все-таки там какими-то цивилизованными методами, пришли к какому-то согласию и сформировали тоже там уже государственную систему, приняли Конституцию. И в одностороннем порядке, ничего у нас не спрашивая, просто тупо вписывают нас в свою Конституцию. Но при всем при этом все остальные республики, которые в составе России, да, уже с этого момента, все эти остальные бывшие автономные, там не автономные, они подписывали федеративный договор. То есть о добровольном вхождении в состав Российской Федерации. Чеченцы никаких договоров с Россией такого плана не подписывали. Единственное, что было подписано, это разрешение военное, это вот составляющие там всяких вот этих там ресурсов, то, что оставалось от советского наследия. Но в федеративном договоре, в вхождении добровольном в состав Российской Федерации мы не участвовали, потому что мы уже живем своей государственной жизнью. У нас полностью открыты все границы со всем миром. У нас, и товары, и что-то мы забили наконец-таки. Да? Наконец-таки мы уравнялись с государствообразующими институтами. Мы начали иметь возможность там, иметь и машину, и квартиру, и в городе Грозном прописывать. До этого не могли. Спокойно могли говорить на своем языке родном. Кстати, Растаможка у вас была машин,
$2. Это сейчас... Что, кстати, нам не разрешалось при совке, да, говорить на своем родном языке в общественных местах. Вот я это зацепил этот момент. Я вот в городе... Я еще, можно, добавлю 2 слова для Минска. Мы в состав России никогда не входили, чтобы он знал. Добровольно, не добровольно, ни одного документа нету, что мы вошли в состав России. Как ее, в царской России не входили, ни в Советский Союз не входили мы. Ну, вообще-то, да, этот момент тоже есть. И даже там формулировка была в Советском Союзе, да, когда те или иные республики автономии там полудобровольно или как бы добровольно входили, да, то есть когда, да, на тебя наставят дуло автомата и говорят войти в состав, то это ты как бы полудобровольно, скажем так, подписываешься под это. А чеченцы даже в таком формате не подписались. То есть мы были именно, формулировка была, что Чеченская республика включена, Чечня включена в состав российского. То есть если остальные входили как-то, вошла в таком-то году, вошла в этом году, то в нашем случае Чечня в таком-то году включена в состав Советского Союза. То есть мы Все как бы включено, насилком. дальше за Волга все включено. Правильно, там же нефть. Как они могли упустить? Не знаю, что долго, не знаю, но вот наш собеседник здесь сказал, что мы вообще-то туда никогда добровольно не входили. Множество народов добровольно не ходило. Это я тоже понимаю. Я поэтому эту тему не люблю затрагивать, потому что после вот этой Второй мировой войны, после этого меморандума, подписанного о границах, мир не любит возвращаться далее этого периода, туда, назад куда-то. Поэтому тут как бы такой вопрос не ставится. Вопрос ставится после того, как русские взяли и развалили совместно там, я не знаю, русский Ельцин, белорус и украинец там взяли, развалили Советский Союз и всех как Хорошо. бы все Подожди, расформировали. если был бы сейчас Советский Союз, вас бы устраивало? Сейчас нас вообще никогда в жизни не устроит. Не, ну вообще. вот был бы Советский Союз. Чтобы нас устроило, да, чтобы чеченцев устроило с русскими сосуществовать, там вообще нету проблем. Просто нужно полностью за все преступления понести ответственность, быть мужественными это сделать и стать нормальными людьми. И на каких-то равных правах договариваться, сколько нашей душе угодно. Вот ты Ваня какой-то, да, я там Ибрагим. Привет, Ваня. Что ты мне предлагаешь? Что ты хочешь мне предложить? Какой мне интерес с тобой входить в какую-то общую там союз, квартиру, в общий дом какой-то? Ты что мне можешь дать, Ваня? Я тебе что могу дать? Ибрагим, а женщины матеря простят смерти невинных детей, мужей, родителей? Кому простят? Российской армии. Российской армии. Это тоже хороший вопрос. Я вообще-то сейчас просто докончу мысль, да, вот что я товарищу Минску нашему хочу сказать. Просто если о чем-то куда-то входить или выходить, или совместно что-то создавать, с кем ты это совместно создаешь? Он же тоже в этом создании чего-то совместного присутствует? Или это просто какой-то там чурка, я плюс 32 осуждаю, да? Можно ему другой пример? Андрей, смотри, у тебя же есть сосед на твоей улице, есть? Ну, есть. Однозначно, есть сосед. Вот как ты с ним договариваешься? Как вы находите общий язык? У меня немец переселился в Беларусь. Без разницы, по какому, ну человеку там живет, ну не важно, цвет кожи, глаза, вообще не важно. Сосед живет, как ты с ним общаешься? Вот как ты с ним общаешься? Ну, как я с ним общаюсь, как по-соседски, ну, как я с ним общаюсь. А почему страны так не могут общаться?
Потому что политика. Вот это об этом тебе Ибрагим и говорит. Политика, это, конечно, дело благородное, да, если... Это как и вот я сегодня об этом тоже говорил, это... А мнение личное, не надо обобщать Минск. У тебя должно быть, у тебя нету личного мнения, не съезжай на политику. Ну... Какое личное мнение? О чем? Вообще, в соседей. Согласен. Да. Ну, ходить ситуация куда-то. такая. Я же, по-моему, сказал, здесь в чем как я проблема? рассуждаю, Здесь как в юрист. чем проблема? Вот в России... Где твое там, юристство получается? Где твой юристство получается? Если ты даже юрист, законы знаешь. Чтобы входить, должны быть какие-то законы. Были участия какие-то законы, подписанные с Российской, царской Россией, Советским Союзом, что мы входим туда, не были. Да что, ну о чем? Ну, вообще, Ладно, если не надо бежать. Уважаемый Ибрагим, я побегу. Хотел поблагодарить за теплый прием, за хорошее общение, за то, что дали слово высказать. Спасибо тоже за вот эту культуру хорошую. Спасибо за с то, что вашей есть, стороны. за то, что есть каналы, на которых действительно присутствует разум. Это очень приятно. Куда не зайдешь, везде агрессия, ругаются, друг друга нахер посылают. А вот нормального человеческого диалога, к сожалению, очень мало. Спасибо тебе большое. Всем вам удачи. Всего Приветствую всех здравомыслящих людей. Я что хотел от себя сказать? Что я видел, как вещали по телевизору, по российским каналам. Именно по российским каналам. Когда убивали чеченских детей, прямо в центральных каналах, как они говорили. Когда убивали чеченских детей, они это одобряли, потому что они говорили, из них террористы вырастут. Это прямо в центральных каналах. Когда убивали женщин, они говорили, что они рожают террористов, что это все правильно делалось. Вот представьте, вот, как с ними можно о чем-то договариваться. Да, но даже вот при таком отношении мы вообще не собираемся тут, да, ответ... Не собираем. Так, это у нас этот крестоносец, который, исламский крестоносец, непонятно, который провоцирует. Даже вот если говорить о этих одобрениях, то есть это ответ никто не собирается применять, да, то есть у нас нету такой культуры, чтобы там женщин, детей радоваться, злорадствовать. Там какие, я даже, если по-честному сказать, смотрю, как там, когда в Украине работают, да, там с дронами там, и так далее, вот этих солдатов, которых туда, хотя там в основном какие-то эти, да, всякие преступники, там, наемники, убийцы, ну, и нормальные тоже бывают среди них, да, которых туда в бой ведут. То есть даже смотря на них, как бы, блин, смотришь, и вот целыми, как стадо вот ведут там овец, прям на бойню, да, и с одной стороны, вот тебе жалко людей, это же все равно человек там где-то лежит, сам себя взял, там, гранатой подорвал, выстрелил. Не, жалко, что мало ведут. Это понятно, я вообще говорю, вот именно когда до этого это доходит, да, все равно человеческий фактор, и просто так там людей, зачем вот это нужно вообще русским самим, зачем вы не можете, я не знаю, русские у себя дома, в своей России, определить свои какие-то границы, свою русскую народную республику устанавливать, у вас там есть огромные богатства, там огромные ресурсы, все это как-то в порядок, где надо привести для народа, для людей, вот, идти и убивать украинцев и самим там помирать. Империи нет границ. Юрист, ты там что делаешь, чтобы вот, юрист, ты же грамотный, как ты судишь за это? Так, у нас чуть раньше тут одна тема промелькнула.
И я про нее что-то вылетела она. Леху, что у нас там? Тема, по-моему, о вхождении, выхождении, вот эта вот ситуация, да, там. Потом еще что-то у нас было, я так, наверное, вспомню потом. Опять возвращаясь к вот этим всем, провели договорились, да, вот, подписали федеративный договор. Тут же чеченцев взяли и туда записывают. Тупо в одностороннем порядке. То есть в современное время, в конце 20 века, у нас получается новая колониальная ситуация. Да? Если мы говорим о прошлом, о том, что там было там 100, 200, 300 лет, об этом весь мир, да, понятно, границы ворошить никто не хочет. И после Второй мировой об этом как бы на тех позициях, где все везде как бы уже расчерчено, короче, там расставлено, все не хотят к этому вопросу возвращаться. Но тут у нас что произошло? Тут русские вздумали расформировать Советский Союз, чтобы там переобуться. А мы тут при чем? Ну вот, расформировали, полностью дали всем свободу, законы. Мы этот закон, эту возможность, мы ее воспользовались. Чеченцы же из Советского Союза никакой, ни сепаратизмом, ничем не занимались же оттуда, зная, что оттуда не вылезти, ни по закону, никаким образом не удастся. А вот по закону, когда предоставилась возможность, да, вот по закону там и поступили. И поступили с надеждой, что мир, он как бы стал цивилизованным. Что мир, то, что мир декларирует сам, да, вот цивилизованные там страны мира, то, что декларируют, то, что приняли вот эти Женевские конвенции, международное право в целом, как бы основываясь на этом, чеченцы, если бы мы знали бы, что, я не знаю, там, русские, как бы в этом мире все еще существует право силы, да, там, тот, кто сильный, тот и прав, я бы думал, наверное, хотя и в такой ситуации у нас там каким-то образом каких-то шансов не было. Вообще мы-то никуда никому не лезли, просто просили нас оставить в покое. Оставить, дать нам быть государством. И при любом при какой-то договоренности, да, при любых интересах той же России на нашей территории или взаимных интересах, любые какие-то полезные для нас или общеполезные там договора, они приветствовались, но там речь об этом вообще и не шла. Речь шла заткнуться и полностью нагнуться, и, я не знаю, грубо говоря, и куда-то стоять в строю смирно и дышать ровно. Можно вопрос? Можно вопрос? Можно вопрос? Да, можно. Я вот слушал много информации с российской стороны, слышу там, вот смотрите, 95-я первая чеченская война, вы, в принципе, победили. Это соглашение Хасавюртовское, да, и как бы вас оставили в покое, и у вас там Стоп. Никакой спокоя не оставили никого. Ну, у вас свои законы были, то есть вы жили по законам шариата. Вас расстреливали на площади. Вот. Огромная вам благодарность, что вы это высказываете. Все чеченцы, слушайте, на что как я раз таки видел просто. Вот все. Подождите, я закончу. Один момент, я просто немного такая. Я закончу. Все, кто топит за шариат,
услышьте минутку. вот это. Все, кто за шариаты топят, можете теперь слушать дальше. Говорите, пожалуйста. Не, я хочу закончить, что я видел одну сторону, хочу другую сторону услышать. То, что показывали, когда там эти за шариат расстреливали на площади публично, там, по законам шариата и так далее. Это я видел видео. Вот. Когда в Чечне вот эти законы были и так далее. Вот после 95 года, когда победили там, чеченцы, у них свои законы были. Шариат типа. По законам шариата. Вот. И что мы там делали? Ну, расстреливали людей на площади публично. А вот на бутылки сажали мы людей? Я это не видел. Я А просто... вот как А в в России тюрьмах, на бутылку. а в тюрьмах палки в одно место засовывали где-то. У нас и тюрем, в принципе, не было. Нет, причем здесь это? У вас был там... Как причем? В России палки засовывают в тюрьмах. Да, в одно место. я же вопрос задаю. У них что там в России? Объясняю, вот Я вы там про вас вопросы задаю. задаете. Не, вы там вопросы задаете. Расстреляли даже неправильно, мы говорили, что это неправильно. Да, Расстреляли, причем- но, подождите, они были расстреляны за что? Слушайте, я Они не говорю, совершили да что, преступление. как, почему. Не, я объясняю вам. Я просто спрашиваю, было такое или нет. Нет, было это такое, другая не по тема. телевизору видели, можете посмотреть. Было, да, расстреляли. Но шариат кто нам принес? Просто литературу печатал. Питере, в Москве, Казани, Махачкале завозили эту литературу. Я пытаюсь услышать другое мнение. Да, говорите. Пытаюсь услышать другое мнение. Я всегда не верю одному источнику. Как юрист, я всегда пытаюсь слышать другое мнение и найти еще альтернативный источник. Поэтому я спрашиваю вас. Вот, слушай, Ибраим, объясни. Расстреляли за убийство мужа, жену, мужа. Они убили, это расстреляли. Давайте сейчас мы тут не собираемся оправдывать какие-то расстрелы в общественных местах. Это противоречие нашему самобытию, вообще мировоззрению, устройству и нашим государственным законам. То есть то, что было проведено, это все противоречило. Единственное, если говорить о вот этих двух преступлениях, которые были совершены, это убили семью, будучи в куре, состоянии, вплоть до ребенка, который там находится. И другой случай, когда вот эта женщина вместе там с этим любовником, убила своего мужа. То есть, если мы говорим о преступлении, то да, эти преступления, они были, и им как бы нет оправдания, и они были расследованы, и все как бы там четко в этом плане все было правильно сделано. Но вот методы, да, даже если у нас применялась бы смертная казнь, или, я не знаю, на тот период у нас же как бы постсоветская еще оставалось вот это уголовный кодекс, там 5-10. И если мы применяем смертную казнь даже, то она не такими методами проводится. Но из-за вот этих вот шариатских, вот этих вот религиозных вот этих тем, благодаря вот этому, это все-таки удалось осуществить, хотя это не до конца по шариату было проведено. Во главе с вот этим шариатским судьей Батукаевым, который в Турцию соскочил, один из самых первых. Вот все, кто вот это создавали вот такой плацдарм, вот такую ситуацию, чтобы нас потом всем миром осуждали, троллили, вот все вот эти деятели, Удугов, там,
какой-то Батукаев, там, тот же, к сожалению, Яндарбиев, который за этот шариат топил, Арсанов, вот эти все люди, они разбежались, к сожалению, самыми первыми. Хотя их там после этого там кого-то там убили, кого-то тех, кого убили, как раз таки это и можно сделать вывод, что это были те, кто являлись полезными идиотами. А те, кто по сей день как бы продолжают вот эту свою информационную и так далее деятельность, как раз таки это говорит о том, что это там свои люди, именно идеологически, умышленно действовавшие. То есть вот это преступление, ну не преступление, а за преступление вот это сделанные расстрелы, это, к сожалению, вот такая шариатская тема, которая Я вас понял, спасибо, я вас понял. Да, полностью осуждаю. Объясни, Ибраим, как это началось. Чеченцами осуждаемо, там чеченцы это и тогда осудили. И после этого и всегда эту тему осуждают, то есть в своей массе. Просто вот группе каких-то лиц удалось сделать. Я даже не говорю сейчас, что после этих действий полностью криминал, преступность сошли на ноль. То есть длительный срок после вот этих расстрелов, там, я бы сказал даже такой срок около года, полгода, год. Вообще не происходило, преступность была нулевая. Но это, тем не менее, не оправдывает вот эти действия, которые как раз-таки соответствуют русским обычаям, там, русским традициям, как раз применимы к ним. Вот сейчас они сегодня в Чеченской Республике применяют вот эту русскую культуру, когда еще там в Древней Руси на кол сажали людей, потом после того, как создали русские милицию, вот с этого момента у них это дело перешло в более такую лайт-версию, там, сажать на бутылки, насиловать дубинкой, шваброй там, и так далее. Плюс 32. Осуждаю это все, просто констатирую факты российских вот этих карательных, там, тюремных, там, каких-то их действий. То, что у них проходит вот их тюремная, там, судебная и так далее система. То есть вот этот вот русский мир нам сейчас притащили, и когда это, 18-й, по-моему, год, что-то около того, прилюдно парня чеченского вот по-русски посадили, как это в 6-м отделе русские практикуют, милиция. Это при Советском Союзе, я это еще помню прекрасно, когда об этом говорили, там, на бутылку и так далее. То есть вот этот метод, его на камеру применила вот эта оккупационная, русская оккупационная система, установленная. Я не видел. Ну вот вы не видели, вы будете видеть только то, что как бы дискредитируют, когда там чеченскую там независимость, вот такое. У меня доступ ко всем, извините меня, пожалуйста, у нас в Беларуси ничего не блокируют. Никакого интернета ничего не блокируют. У нас есть доступ к любым этим. Телеграм не блокируют, Ютуб не блокируют. У нас все не блокируют. Пока не блокируют. Нет. Пока вам повезло. У нас никогда не блокируют. Еще не вечер, да, не блокируют. Президент с автоматом бегает. Президент с автоматом бегает против митингующих. В Беларуси ничего не блокируют, но зато батька съездил в Северную Корею, и ему понравилось. Что он не будет сдаваться, и все. Не, батька, это же такой же диктатор. Добрый вечер, привет. Добрый вечер. Диктатор, диктатор розни. Как? Слушай, диктатор тот, который приходит к Путину и просит деньги, и с ним рассказывают байки, слушай. Так ты кто? И вы, белорусы, ему верите, этому усатому таракану? Ну, проиграл выборы, вывел войска и затопил. Ну да. И слышишь, им по кайфу. Им по кайфу, понимаешь? На сегодняшний день им по кайфу. Вы что, ребята? У вас с головами нормально все? Мы тут живем. Давно был в Беларуси?
Ну что, я не был ни разу в Беларуси и не поеду, Приедь. пока вот этот режим ваш, вот, что в России, что у вас, возможно, у вас жить. Закрыли, Европа закрыла границы. Про Россию я Беларусь это белорусская. Он открыл странам без участия Беларуси и все смотрят. Пожалуйста, приезжайте. Нет, у меня сказали, поехали на экскурсию. Сейчас вот это потока открыли, будет и Минск придет переименовать в Васюки, а Васюки вот это уже 6 лет прошло. Потом тихо подловить. Вот скажи, ты откуда сам? Я из России. Ну, скажи, откуда? Из России, из Москвы. Большая Москва. Москва это отдельное государство. Почему? А потому что я был в Москве и был... Ты ему квартиру еще скажи, улицу, дом, номер и квартиру скажи. Молодцова, дом 25. Молодцова, дом 25. Приезжай. Не надо мне говорить. Я был в Москве и был в Брянской области, Смоленской. Бранская и Смоленская, там дорогу сделали, нет еще? Ясно. Дороги сделали в Смоленске? Минск, а из какого ты города? Минск. Я из Минска, если написано. А ты кроме столицы нигде не был? Беларусь маленькая, везде был. Ну, тут перечислял Брест, как будто ты там один раз в жизни был. Брест. Ребята, мне про это рассказывали, про Беларусь. Гомель. А в Гомеле был Минск? В Гомеле. Расскажи, где границы открыты? Как я попаду из Беларуси в Европу? Я не могу попасть. А ну расскажи. Как мне из Гомеля попасть в Европу? Полгода в очереди. Извините. Только с мигрантами, которых они, как его, бульбакулер завез и через границу перебрасывает. Ну, кому? Минск, расскажи, как из Беларуси в Европу попасть. Хочу в Европу посмотреть. Визу получить надо. Полгода очередь. Заведенными сирийцами только можешь попасть. Так и, извините, это ж Европа закрыла такие ограничения. А Минск открыл 80 странам, больше даже, без виз. Почему Европа закрыла, а Минск открыл? Еще где? И где еще? С Ираном открыл он без виз. Где еще открыл он без виз? Слушай, Минск, мой друг с Литвы, из Каунаса, ехал в Минск. Раздели, татуировки искали на фильтрации. Он, к девушке ехал в Минск из Литвы. Его раздевали, такая фильтрация была. Ты знаешь, кто хочет? Ну, да, на границах был, и что? Ну так чего его раздеваться заставляли? Ну, подозрительно был, наверное. Ну так ты говоришь, что приглашаешь европейцев, кто ж поедет? Так ты открой интернетик и посмотри, сколько приезжает. Главное, язык за зубами держать, когда туда едешь. Телефон выбросить, да? Телефон выбросить. YouTube в России, который заблокировали. Посмотри, сколько приезжает людей здесь. Раздеться. Я поняла, надо раздеться, выбросить телефон и идти голым Васей, да? Слушай, если он подозрительно ехал, вез там неизвестно что, то, может, его и раздели. Это на любой границе может быть. Не надо судить сразу о Минске. Слышишь, я тебе так скажу. Если у тебя есть подписка на канал Next, то у тебя уже развернут. Понял, нет? Ты понял меня? Белорус ты. Белорус ты. Я знаю, и что? Безмозглый. Ну. Так, рассказали, посмеялись. Это экстремистский канал. Почему? Почему? Потому что его признали. Мне понравилось Беларусь. Ты не смотрел? Тут пару дней был Пашинян. И он этого Путина, вот это его по плешивой морде вот так вот размазывал такое дерьмо. У нас, говорит, Да. нету... А?
Я не знаю, не видел, не могу. А, ты не видел? Кстати, это интересная была вот эта встреча, да, где Пашинян как раз-таки именно на это педалировал, да, что нету запрета вот этого. Ну, Как расскажите. и Пашиняна показывали, в метро спустился, с женой пошел, букет цветов, там кому он выходит перед народом, и армяне мне, я с армянами разговариваю, я сегодня в спортзале с армяном встретился, ты говоришь, армянин, да. И он мне рассказывал это все, с живым человеком рассказывал, да, у нас, говорит, есть, он приходит, он перед народом, он не боится своего народа. Понимаешь? А Лука твой, это Путин этот, плешивый, они боятся своего народа. Они вот так вот защиты себе понаставили, они ссут, они боятся, то, что они натворили, им нет прощения в этой жизни. А кто не боится народа, скажите, в какой стране? А военную оборону, почему Лукашенко собрал всех, сказал, ты новости смотришь, Минск? Ну, да, Собрал смотрю. всех военных, генералов, Ну, и сказал, мобилизация, чтобы теперь какая все... мобилизация? Вы что, новости смотрите нормально? Никакой мобилизации нет. Он вокруг себя устраивает там такую охрану военную, он боится Лукашенко, блюди. Новости смотрите и понимаете их правильно, но не так, что... Он с этим, Лукашенко все еще с тюльпанчиком ходит, вот с этим укороченным автоматом. Нет, уже давно не ходит. Уже как бы прошло, да? Ну, а чем Лукашенко не нравится? Ну, Лукашенко вообще-то не никому нравится. в цивилизованном Потому что мире не Лукашенко нравится. шармута. Ты знаешь такое, Минск? Такое слово шармута? Не знаю, вот если честно. Нет, переведись. Я примерно подозреваю, что это. Мгм. Минск, не люблю ругаться. Вот Лукашенко чем мне нравится, он проститутка такая, хитрая лиса, Фокс. И причем тупая же. Знаете, все относительно. Для вас, может, хитрая, а для нас нормально. Слушай, Мы поняли, слушай, мы поняли. Слушай, Минск. Он делает Есть всё для путинизм страны, головного а мозга, а у для тебя того, что вам лукашизм нравится. головного мозга. Да, вот у тебя как раз это подходит. Лукашизм головного мозга. Лукашенко. А ты Азаронка смотришь? Азаронок у вас там мочит. Всех Нет, у мочит. нас его зовут Азиарона. Не, Азаронок, он друг Лукашенко. Ну, в народе он Азиарона. Ну. Не, ну это отдельная личность, и не будем судить. Да. Лукашенко Лукашенко хороший. стопроцентная явка, все приходят 100%. Последний раз у вас были выборы, так сказали, 100% явка, такого не бывает. Где И все за Лукашенко. Минск, как это так? Хоть одну эту ссылку приведите мне, пожалуйста, что 100% явка. Вы что, год тому назад? Вы что, не ходили на выборы? Когда, а что за выборы? год Что назад? Лукашенко не выбираете? Вот, видите, какая 100% явка. Минск даже не знает, что у него выборы. Да, там на Президент. выборы ходить нету необходимости. На месте просто кивнуть и достаточно. Да, возле телевизора встань, кивни и все. Ну, хорошо, где у вас выборы? Там прошлые? подсчитают без этого. А у вас Я говорю, есть не коровы верите в там? выборы Есть вообще. коровы, нет? Что? Коровы есть? Беларусь Или есть. порошковое молоко пьете? Ну, приедьте, Насчет этого у них попейте нормально. белорусское молоко. Масло, молоко у И них сравните. нормально. Нормально у Остальные- них масло, молоко, да. Ничего не имею против, да. Вот это да, там люди работают. Молочко, колбасная, мясная продукция у нас лучшая в мире. Ну, в мире даже? Ну, В можно. Украине самая вкусная. Да, в В Украине. Украине.
В Украине, да, согласен. Приезжайте, без виз открыт. Не-не-не, к вам в Меня тюрьму там не надо. разденут и телефон заберут. Моего друга Слушай, там на границе. Беларусь самая безопасная страна. Минск, в камеру я не хочу, в камеру не Ты хочу. смотри, моя соседка ехала с детьми. У вас ночью, вот где я езжу, границы не работают. Она с детьми простояла целую ночь. То есть пограничники идут ваши спать подло, и весь автобус с детьми не пропускают. Я много границ ездила, но такого беспредела я еще не видела. Слушайте, Ты я не что, знаю, почему насчет ночью не границы. работает Вы граница? приедете сюда, и Слышишь? посмотрите, и все. Да У не меня надо соседка сюда ехать. ездила. Беларусь, Откройте, Гомель. посмотрите, кто здесь ездит. Не пускают, пограничники ваши спят по ночам. У них дежурство такое, чтоб ты знал. Ну, они рассказывают. YouTube откройте. Поляки, немцы, французы, англичане, которые по безвизу сюда едут. Да, британцам нечего делать еще. Боже, не весели меня, Минск. Ой, откройте. Британцы даже не знают, где Беларусь на карте. Откройте YouTube, которые тоже не знали. И просто узнали, что безвиз существует, и они приехали. И вот послушайте, что они говорят. Британия это не Европа. Ты понимаешь? Ой, приедьте в Беларусь, увидите. Я была там раз 10, Минск. Да. Ну, Я конечно, была. До войны я была. И в Беларусь очень много в Украину ездили. Автобусами. Одесса, Крым. Рассказать дальше? Я Даже ездил моря в нету. Слушай, Украину другая последний раз, встречала знаете, когда? белорусов. Так Я любили был в ездить в Украину, 2004 Минск. Послушай, 2008 до войны 2012. вы в Украину ездили голодные, холодные. У нас тут весело. И колбаска, и море. Вы ж куда ездили? В Крым? Слушайте, в Одессу? Я в Украину ездил за Ага. месячную зарплату. Нравилось в Украину ездить? Конечно. И я офигевал, когда стоит этот обменный пункт в Украине, где валюты меняют. Стучите громче. Я стучу туда, и в соседнее кафе выбегает этот какой-то там обменник. Меняло. И я офигеваю, ёпта. Что-то страна, что ли? Блядь? У нас обменник это обменник. У вас не было, у вас все официально через сберкассу было. Я за номер, за отель не могла проплатить, я знаю. У вас взятки не брали. У вас меняло, и с ним можно курс устанавливать. У вас не было взяток тогда, да? У нас. Нет, ну это нормально же. Это же нормально. Нет, хорошо было в Минске. Я в Россию взяток приехал, не брали. в Белгород раз приехал, там уже кассы, где банки не работают. Еще обменники есть, обменников нету. Еще этих менял нету. Приговорю таксисту, на вот доллары возьми там, дай сдачу там. Он на меня такими глазами смотрит. Боятся в Беларуси, боятся. Я тоже нас так это была. было в 90-х Таксисты годах, боятся. после развала Союза, вот так вот. Сберкассы ваши закрыты, и что на улице не поедешь, не переночуешь. Да, просто боятся, видят валюту, Боятся. Да не боятся порядок, потому что это должно быть во всех странах, и везде. Порядок, что тот, там который у какой-то, вас, блядь, ну такой порядок, я не хочу порядок. Вы не хотите, тогда живите в своем порядке. У вас свою конституцию надо соблюдать. Прошли 2 раза выборы. Мы живем больше в своем выбирать порядке. нельзя. Для нас нравится этот порядок. Больше выбирать нельзя. А у вас там... Минск, смотри, я ездила в Беларусь, ребятам частное предпринимательство не давали развивать, понимаешь, порядок твой, слышишь? Ребята хотели бизнес, не откроешь порядок, Да, слышишь? пожалуйста, открывается любой бизнес. Мне ребята рассказывают. Это не по таким законам, как в Украине, где можно что-то... Не наматывай это самое. Ну не наматывай. Средний бизнес в России весь загасил Путин. Вот и все. А у вас что, лучше, что ли, там? У нас бизнес давай. на перекупах, там что-то где-то. Да. На производстве. Среднего бизнеса в России. Понимаешь? Я тебе еще раз объясню. У нас бизнес приветствуется, который ты производишь продукцию, а не купил там и продал здесь.
Да, у нас это не приветствуется. А, Если ты производишь свою производил продукцию, детскую обувь, это может быть, да, фабрику приветствуется. закрыли. А почему закрыли? Неплохую детскую обувь закрыли. Да. Ты не помнишь, ведь была такая фабрика у вас детской обуви? Закрыли. Еврей, кстати, хозяин был евреем. Да. Ты не помнишь, фабрика была детской обуви? Не знаю, не помню. Кац его фамилия, ты не помнишь, нет? Так, еще раз. Фамилия Кац. 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 Ну, еврейская фамилия. Да, он сейчас остался, там что-то преподает, там какую-то бизнес-школу открыл. Но была у него детская обувь, закрыли, и он еще и отсидел. Что-то не сказал не так, и это самое, да, и за слова его подтянул Лука, усатого чучела это. Минск до войны белорусы приезжали в Украину как в Европу. Голые, я вам тебе рассказываю, ехали на магазины, у вас нечего было купить. Только местного, ну как советское или вот это, импорта у вас не было. Неправда. Здравствуйте. Импорта у нас своем все было. Неправда. Это сейчас Я в было Украине был в такое 16 и 18 Сколько тебе году. лет? Что у вас миловица, что у вас есть? У нас все есть. Давайте я скажу, что у нас. Ну не все, не У нас дерзи тоже. свои велосипеды производят. Мотоциклов не тренди. Советская, ну подожди, Минск, подожди. Насчет мотоциклов я тебе скажу. Когда не прибивай. Слушай сюда дальше. Я тебе поясню. Послушайте меня. Свой Китайская, все из китайского. Что говорит? Сейчас техника белорусская, сельскохозяйственная. Ничего. Я видел это видео. Какие мотоциклы? Из Китая, да. Я 12 лет в агросекторе прослужил, я тебе расскажу, какая тоже наша. у нас производится. Что у вас производится? Штадлер? А что про них Штадлер закрыли? А, Минск, Работает, расскажи. не волнуйтесь, работает. Работают? Работают те поезда, которые изготовили 12 штук, и все, больше этого Скажите, нету? что, где производится другое? Не надо мне рассказывать. Так я тебе У нас расскажу, всё я же будет. белорус. От Я же белорус, я велосипеда тебе до, расскажу. практически Я самолета. тебе расскажу, где что производится. И про комбайны тебе расскажу, и про МТЗ тебе расскажу. Я 12 лет отхерячил в этой сфере по продаже именно полнокомплектной техники и запасных частей. Я тебе расскажу, из чего состоит комбайн. Веришь, нет? Давай, рассказывай. Что конкретно тебя интересует? Из скольки иностранных запчастей состоит комбайн белорусский? Слушай, да не надо... На 80% состоит. Там только самое железо. До Максимум. 99 пускай состоит. Пускай до 99 состоит. Он собирается в Беларуси. Это рабочие места, это зарплата, это все белорусское. Ты знаешь, что Гомсельмаш сейчас вообще в принципе банкрот? Гомсельмаш сейчас в принципе банкрот. Свои комбайны. Гомсельмаш в принципе банкрот. Ты успокоишься, нет? Гомсельмаш банкрот. Ты понимаешь, что субсидии дает государство Это я для того, слышу чтобы оно жило? давным-давно. Слышу давным-давно. Давным-давно. Нейм, ты мне ничего не докажешь. Он это, знаешь, как прямой, как угол. Минский дурачок просто, который работает где-то на заправке, и поэтому ему очень эта тема. Он говорил, что он юрист. Минск говорил, что он Слушай, юрист. а вы, Нейм, у меня товарищ, это, слушай, на этом заводе работал, они продавали эти, как его, автобусы в Россию. И он поехал, в Россию, он это, они там... А? Горят? Сказочники. Не, вот последние года, 23-й год. Ну, горят, я так понимаю, правильно? Да, два сгорело, два сгорело. Там смысл был, когда закупали немецкие двигателя и ставили на вот эти автобусы, тогда все было нормально. Когда ввели санкции, начали ставить китайские двигателя, и они мощности этой не выдерживали. То есть получается, что они начали гореть.
Они там форсунки пропускали, там топливные шланги и все остальное. То есть на такую мощность они не рассчитаны. А нагрузка большая была, допустим, час пик и так далее. Эти же последствия... А ты на этом заводе работал, да? Неоднократно горели автобусы и в Минске в том же. Ну, горит. Слушай, а ты на этом заводе работаешь, да? Слушайте, Нет, на каждом этом бывает эти... У меня товарищ там работал, тоже уже не работает. Там КГБ... Я работал в агросекторе, я обеспечил практически всю Витебскую область относительно полнокомплектной техники и всего остального. В том числе и россияне приезжали в 2014 году, забирали по дешевке трактора. Каких отзывов? Компании было отзывы партии этих. Чего ты чешешь? Партия ты недоделанная. Гурбиян, ты не умеешь общаться. Той, который этот, Лукашенко, этот усатая курица, этот как утка пришла и говорит, а что тут белорусская? Помнишь мотоцикл? Ну, он говорит, мотоцикл. А, и ты еще скажи, что у вас это... Наша сборка, он сказал. Не, подожди, экзиты, слушай, Минск, ты еще скажи, машины, экзиты у вас делают, китайские, да, собирают, поставили все оборудование китайское, контролируют китаец, блядь, только рабы из Белоруссии. Да. Я не знаю, как по-израильски, просто по-израильски написано. Тойота есть и Япония, есть Китай. Какая Можно я задам Минску вопрос? Пожалуйста, дайте мне задать вопрос. Скажи, пожалуйста, Минск, вот у нас было сборочное производство Форда под Минском, где оно сейчас? Было сборочное производство Саманда, где оно сейчас? Был Вильбинтам в Могилевской области, где оно сейчас? А я тебе расскажу. Нигде. И что? И это частные структуры были. Хорошо. Лука усатая пара. Рынок не выдержал. И что? Не рынок не выдержал. У меня зам мой говорил, он как бы был знаком в этой сфере с людьми, и ему сказали, вот, допустим, этому самому другу сказали, еще одна цистерна молока покинет Беларусь, не через государственную структуру, мы закроем ваш весь Вильбиндам. Так и было сделано. Мощности остались, выгнали и все. То же самое было и с Фордом, то же самое было с Самандом. То есть все должно было через управление, управление президентом. Откаты президенту, да. Но это ненормально. Компании вы разливаете на налоги. Мой сосед покупает, поехал, со своим другом купить машину в России. Вот, звонит мне такой, говорит, выйти там, то все, на улице стоим, а был где-то февраль, начало марта, где-то так. У нас здесь чеченец, организатор я хочу тебя познакомить, успокойся ты, потом скажешь. Говорит, я тебя хочу познакомить с одним человеком в России, там очень серьезно, там в агрокомплексе, там и горнодобывающей компанией, занимается. Помог мне машину купить. Мы вышли, он говорит, разговорились про запчасти, про полнокомплектную технику там, и так далее. И, среди прочего, он начал рассказывать, говорит, вот я не могу приехать, допустим, на БелАЗ и взять запасных частей. Ты берешь чемоданчик денег, для того, чтобы тебе в срок восстановить карьерную технику, берешь чемоданчик денег. Вот есть не управ делами президента, а Олимпийский комитет, он на Кирова находится, там, где Минэкономики. И рядом заносишь чемоданчик, все, хоть ты 10 грузовиков вывезешь этих запасных частей, так тебе хрен чего дадут. Вот покуда не занесешь, ничего у тебя не будет. Это его слова, я передаю из первых уст. Вот такой вот бизнес. Для этого есть правоохранительные органы, куда можно обратиться. Да, серьезно? На Диму Лукашенко пожалуешься? На Диму Лукашенко пожалуешься? А скажи, Минск, почему на сегодняшний день Александр Лукашенко, это внучок, которому 21 год,
в Орше получил 31 миллион от государства и будет строить предприятие по производству упаковки. В то время, когда само, там, ну, получается, свободная экономическая зона, она не облагается ни НДС, не облагается налогом на прибыль. А вот такой вот в 21 без образования получил 31 миллион управляющих компаний, собственно говоря, по производству упаковки. Ну, я Как тебе первый раз такой слышу, вариант? и первый раз слышу об этом. Ну, я Но- тебе говорю, что есть такой момент. Как ты это Ну, как- охарактеризуешь? Как ты к этому относишься? Что мне характеризовать, если я не знаю, правда это или нет? Правда. Вот. Это правда. Я на ему верю, а тебе нет. Ну, если это Я ж не правда, заставляю просто- никого верить мне. Никого. Просто если Да, ты это верь, правда, Лукашенко верь, он тебе к будущему Нет, выведет. Я никому не верю. Тут вопрос в чем стоит? Если это правда, вот нужно это прокомментировать. Я никому не верю. Я юрист. У меня вот... Смотри, если ты веришь в Вас Лукашенко, разве и не он же... закроют? и Он же- боится. У вас репрессия, он Минск, же- вы он боитесь. же- Скажи, он же Минск, вышел- честно, я боюсь сказать правду, потому Да, что он меня боится. закроют. Правду какую? И с другой стороны, он Боишься. зашоренный. Так вот, Минск, я тебе скажу, если Лукашенко выполз, жил среди растений и животных, жил среди мужиков, выходец из народа, почему он только себе благоденствие обеспечил и своим родственникам, а про остальных белорусов, ну выживете, так сказать, вытяните, Не, значит, и так далее. Так ты слышал вариант относительно того, что нам Витебская область не нужна? Нам не нужна Нет. Витебская область, нам надо там предприятия оставить, покуда они были, покуда они действовали. Тогда, когда налогоплательщики они были, тогда это было интересно. А сейчас пускай сколько заработают, Давайте я сколько вам себе скажу. и оставят. И Можно мне развивайтесь. сказать? Так Можно слушай, мне ты сказать? да слушай. Ты, конечно, Можно скажешь, мне ты сказать? прокомментируй, Я понял. пожалуйста, вот эти моменты. Ты можешь сказать что угодно. Ты прокомментируй моменты, что Витебская область нам не нужна, и я оставил Я вот разграбленное прокомментирую предприятие, свое уже, мнение. собственно, закрывшееся. Подождите, ну, заткни ты можно- лицо, а? Ну, Можно заткни свое ты лицо на мнение секунду, прокомментировать? а? Подожди, можно Слышишь свое ты, мнение? дядя, блядь? Дядя с заправки, с Ой, образованием ниже Он же плинтуса. не дает сказать. Не, ну тебе Я Нейм правильно говорит могу сказать. правильно, а ты слушай, впитывай. Может, как бы от Я свое от мнение Лукашенковского хочу сказать. этой болезни Ты освободить. скажешь даже свое не мнение, даете я же тебе сказать. не мешаю. Я же тебе не Не мешаю даете твое сказать. мнение сказать. Я тебе задаю неудобные вопросы, а ты как жучка, блин. Тебя указывай вот пальцем на солнце. Ты о Ну, ты ж- чем? или Я на говно. даже не Ты в ответил, любом ты случае мне только, будешь блин, видеть, кричишь. и в любом случае будешь видеть палец, разбирать, насколько пострижены ноги, Вот видишь, насколько там ты это коммунист? самое. Скажи, ты коммунист? Какой я коммунист, дурачок? Походу коммунист. Какой я коммунист? Э, Я не друзья, Просто твое мнение, это Друзья, одно правда. друзья, Все, кто не один прав, момент. с тобой, давайте- это наши враги. Правильно? Давайте я как бы чуть-чуть разрежу обстановку. А ты, Я- ладно, если я я вообще- коммунист, извини. Ну, Я вообще так, изначально как бы, прокомментировал вот эту вот ситуацию, да. Справедливости ради, все-таки Минск, он не на таких, не на равных условиях, да, чтобы вот с ним по-честному дискутировать. Все-таки там... Да, его его репрессируют и закроют. Не, Я надо- тоже не надо надо его его беречь. трогать. Да, Он да, боится. надо Не давите поберечь на надо него. его. Может, Да, ему да, да. опасно, потому что за эти вещи его там просто закроют. Действительно, там столько репрессированных закрывают за каждое слово. Он не может честно сказать. Ну, слушайте, я тоже белорус, я тоже живу в Николаевна, своей стране. я в России, я И, скажу, собственно говоря, я что, Я должен говорю, бояться ну, чего-то вот или так это далее. Я кого-то оскорбляю или как-то об этом Да. говорю плохо. Я констатирую факт, И который что, мне приносит ответить даже не общественность. дали. Оскорбили и все. Николаевна, я в России, я за Украину, Израиль, и Путин хуйло. Он втоптал всю Путин, Россию. конечно, хуйло. Так, а я в России. Путин я хуйло, в но России, Минск я не такое боюсь может говорить. сказать? Минск, Путин хуйло. Ты можешь такое сказать? Не может он сказать, оставьте его. Минск, Да, а что не ты трогайте. можешь? Минск, а что ты можешь сказать? Скажи, Я что не можешь. согласен с Путиным. Ну так, а хуйло можешь сказать? А зачем мне оскорблять? Ну, скажите, зачем вам оскорблять человека?
Да кто его Какой он оскорбляет? Это его человек? имя такое, Это имя не такое. человек. Это упырь, понимаете? Это как в анекдоте. А вы Это можете военный Минск, преступник, Минск. Вы Это можете военный это преступник, охранять, убийца. Ганав, Николаевна, это Ганав, Рацех. И тот же Вы Бензонаш, вообще Шарлута. оскорбляете Это Путин, человека. за Путин. Зачем это делать? Военный преступник Путин, так можешь сказать официально? Как ты можешь сказать? И если он будет признан преступником... Признан. Как Британия он его и не признан, да, на него признали. уголовное дело за 30 тысяч детей, Ну, которые стран признала. здесь Минск, сто воровали. стран признала. Давай признавай. Юрист, скажи, юрист, как, чтобы ты статью не заработал. Да, вот Минск, вы юрист, с точки зрения там, ну, с юридической точки Я зрения. против вот Путин, войны. например. Да, против Просто, войны. ну, нам нужна юридическая оценка. Вот Путин напал на Украину, за 3 дня грозился Киев взять. Вот оценка юридической этой ситуации. Это его была большая ошибочка. А что такое? Это вот так. Что такое война? Такая... Минск? Что такое война? Есть ли определение войны в настоящее время? Сейчас нету. А где она есть, определение войны? Раньше Какое? Есть определяли. резолюция 3314. Есть понятие военной агрессии. Агрессии, как таковой. Агрессия, все, ну что, война, есть такое понятие? Нету. Ну, можно называть войной, но не специальная военная операция. Хорошо, можно назвать, Германия напала на СССР. Да, специальная военная операция «Барбаросса» была называлась. Специальная военная операция «Барбаросса». СССР объявил войну в Германии? Нет. Нет. Ай, бля. Воевали. Людей разрушают жилье, уничтожают все. А Это не воевали война. сколько миллионов? А что это такое, да? А что Сегодня, ты ребята, знаете, какой день? Сегодня Экскурсии. 2 число. Сегодня день, как напали на Киевщину. Как 36 дней Киевщина, окраина Киева были в оккупации. Буча. И сегодня было у нас 530 шахедов, 37 баллистики. И сегодня очень памятный день, столько похороненных. Очень много сегодня день памяти Киевщина, как была в оккупации. То есть я не буду... Я чуть не встрял, думаю, как Россия никогда не Германия спорит. Этот перевели. позор, Оказывается, этот позор Германия и это давно. Я говорю про В сегодня. России все кладбища затопило. Сейчас Николаевна, сколько, слушай, Николаевна, сколько лет пройти должно, чтобы вот это все забылось? Я каждый день помню. Я из Киева, я каждый день помню. Из какого, левого берега? Да, Бровары, мое направление, колонны. Как мы Не, Радужную улицу. Ой, я как знаю, мы все. Притом территориальная оборона, хлопцы, простые ребята, территориальная оборона, пошли все, рядом военкомат, тогда еще не было, ночью нельзя ходить, сутками стояли очереди. Вот мы простые, территориальная оборона у нас была, вот это левое направление, Броварское, это другое чуть-чуть направление, Буча это правый берег, а это левый берег. Это где с Чернигова и шли, вот где с Белоруссии шли. Во, Минск, расскажу тебе чуть-чуть. Я знаю без вас. Знаешь, где у нас граница была с Минском? Чернигова. Знаю. Вот, с Белоруссии, потом Чернигов. Ирпень там, да? Там же Ирпень. Там 150 километров до Киева от Чернигова. Был я в Чернигове. И все колонны разбомбили. Вы пропустили все колонны. Минск, так как вы допустили? Минск, вы все-таки как бы постарайтесь предъявить. Вы же юрист, постарайтесь предъявить все-таки вот эти документы, откуда готовилось нападение на Беларусь. Карту с 4 сторон предоставьте. Карту покажем потом. А получилось наоборот, Минск, с вашей стороны. Ракеты летели. Почему Минск? Самолеты также летели. С Лунинца самолеты летели. МиГ, такие самолеты у вас есть, МиГи.
Не, эти россияне летали, россияне. Извините, это не наши летали. Вы делили, вы Ну вы место предоставили, да, есть. И Слушайте, нам, он такой юрист, пособники террорист. в последнее время он такой, наш президент слышь, Минск, сказал, ты такой юрист, как послушайте, я, он балерина. ничего не мог Дурачок, сделать. слушай, 33.14, почитай второй раздел, пункт F. Предоставление своей территории для нанесения ударов, или там пункт F или D. Я их уже не помню. Значит, слушайте сюда. Значит, для президента это было лучшее решение для нашего. Из всех возможностей. Я живу в этой стране, не президент. Ты дурачок, ты не понимаешь. Я живу в этой стране. При чем тут президент? Мне жить. Ему 70, мне 40. Какая нахрен это самое президенту так лучше было? Ты что, дурачок что ли, или что? Президент заботится о нашей стране. Он на тебя большой с прибором давным-давно. Нет. Ну какая же глупая вот это человечище вот это. Вот человек он или обезьяна, кто это такой? Минск, ты кто такой? Ты кто? Не до юриста. Не до юриста. Дон, где находишься, мы тебе сейчас найдем. Дайте задам. Юрист. Смотрите. Юрист, не надо объяснять. Можете чуть-чуть. Юрист. Юрист, для того, чтобы твою компетенцию подтвердить, что такое римское право? Юрист. Что такое римское ваше право? Смотрите. Что такое римское право? 10 секунд послушайте. Юрист. 10 Нет, секунд. заглушите его, чтобы на 10 секунд он себя осознал немножко. Что такое римское право? Ты же юрист. Не надо мне ваше римское право. Что-то не надо, конечно. Иногда в стране не до законов, как сказал Лукашенко, правильно? Да, иногда не до законов. Когда революция идет. Право Путина и все. Точка. Скажи, Минск. Вот самая свободная страна Украина была из советского пространства. Самая демократичная. Самая демократичная, где права, свободы всех соблюдали. Правильно? Ну да, у нас При Януковиче такого не было. И когда он попытался узурпировать власть, получила власть. Сейчас страна находится. Швеция, Янукович был, Дания. как у вас Лукашенко. Янукович. Подождите. У него тоже золотые унитазы были, как и Лукашенко. Хорошо, Януковича золотыми свергнули. Я тебе ответил на вопрос. Лучше Швеция, вам Ирландия, Дания. Это самые свободные Скажите, вам страны. лучше стало Норвегия. в Украине? Конечно. То есть ваше руководство, которое свергло Януковича, она думала... Ты дурачок, Да. ты даже не мы понимаешь, едем что его в никто не Британию, свергал. Сохранить да. Крым. Минск, Какой ты Минск, юрист? теперь я могу ехать куда хочу. Она думала, сохранить Донбасс. Ибрагим, пожалуйста, Когда там сделайте... противоречия были, все. Ибрагим, у меня обращение. Они все Ибрагим, думают, у меня правильно. обращение. Минск. У меня политика, обращение. Безвизовый режим. У меня обращение к Ибрагиму. Ибрагим, сделайте, пожалуйста, очередность высказываний, пожалуйста. Да, попрошу соблюдать. Я просто сам как бы на... Назначайте, пожалуйста, но из-за нарушения наказывайте. Назначайте, кто первый говорит, второй, третий, четвертый. Не надо, говорите. Давайте мы все тут, у нас 3 человека. Да. Минск вопрос сказал, в Украине Как это лучше, я говорю превращается все равно в лучше. базар? У нас евроинтеграция, у нас безвизовый, когда мы... Николаевна, Потом- давай помолчи, пусть скажет человек ему. Кто? Рядом с тобой. все вместе говорите, непонятно. Просто просьба, как бы, ну мы сами же тоже можем регулировать вот общение, да, там, когда один говорит, другой... Какие-то, что ли, сидим, будем друг друга перебивать. Уважение к друг другу. Смотри, вот какие у нас разные понимания того процесса, хотя мы живем в одной стране, ты и я. Минск, смотри, такой момент. Во-первых, Януковича никто не свергал, если ты, будучи юристом, оставался действующим президентом до выборов 15 мая 2014 года.
собственно, он сохранял свою президентскую власть. На свою каденцию он не подал никаких дополнительных возможностей для того, чтобы восстановить свои полномочия. Он не приехал. Опасаясь там за жизнь или за что-то, это уже совершенно другое. Он, наверное, также можно сказать, что он не хотел присесть. То же самое. То ли за жизнь, то ли не хотел присесть. А что касается присесть, это, в принципе, вся его жизнь не должна так было происходить. Воровавшийся чиновник страны покинул государство. Был временно исполняющий обязанности. Это как в постельцинскую, скажем так, парадигму встраивается тот момент, когда был полковник ФСБ назначен исполняющий обязанности президента в 2000 году. Хотя Ельцин был при власти, а Путин исполнял обязанности президента. Нет ничего плохого в исполнении его. Но если в тот момент назначения ИО в Украине, скажем так, он был ограничен конституционными полномочиями, то Путин себя не стеснял. Он начал интифаду, опять же, начал противоправное действие против независимого республика Ичкерия после договоров хасавюртовских в 1996 году. И на этом пришел к власти. Каждый приход власти Путина, он сопровождался какой-то интифадой. Он сопровождался кровопролитием и нападением на сопредельные страны. У меня вопрос к тебе. В свете высказанного, почему Америка никогда не захватывает Канаду? Можешь рассказать? В Крыму сесть и говорить, но это России невыгодно было бы, потому что перевыборы не выбрали бы его. А сейчас, видишь, незаконно захват власти, они находят вот так, как в Чечне, террористы. Да, говорите. Насчет Украины, смотрите, революция, как всегда, где происходила, Великая Октябрьская, для Российской империи закончилась потерей территории. Все государства соседи, воспользуясь слабостью, захватили там кто что мог. Правильно, Польша отделилась, захватила там польская война, половина Беларуси, Украины и так далее. Все воспользуются слабостью государства. В Украине произошла революция. Все воспользуются, кто воспользуется? Сильнейший. Захватила Крым, потому что в Крыму, я считаю, что в Крыму большинство населения было за Россию, я там был. Поэтому очень легко она отошла. Донбасс, там уже видно 50 на 50, поэтому там началась эта война. Вот и все. Слабостью государства. Подождите, слабостью государства воспользуются сильные. Какое большинство было? Там половина... Нет, смотри, ты разрешаешь... Крыму жили, подожди, ты разрешаешь Крыму разрешил там захват Крыма, там большинство были русские. Я ничего не разрешаю. Подожди. Ты отделяешь это, получаешь, что там большинство было. Я не разрешаю. Подожди. А в Чечне, почему ты говоришь, в Чечне там мы отделились по закону, а ты тут сидишь и говоришь, вы незаконно вышли. Вы ничего не Что-то двойные стандарты у тебя наблюдаются в голове. Есть в нашем мире, вам говорят, каком-то нет никакого международного права. Есть право сильного, и все. Вы живете в каких-то иллюзиях. Нет никакого и не было международного права. Право сильного, и все. Запомните об этом. Ты же оправдываешь, пока слабые были, Украина слабая была,
Да, они имели право, захватили Крым. Короче, вот... Они не имели права, они захватили право сильного, потому что там большинство населения было. Дайте я скажу слово. Вот смотри, право сильного. Ты завтра пойдешь по улице, ну, предположим, в столь охраняемой стране и так далее. Тебя встретили 3 гопника, отобрали у тебя кошелек, трахнули тебя в задницу, а дальше заговорили относительно того, что право сильного. Так вот, завтра ты будешь виноватый с отобранными деньгами и изнасилован в задницу, но ты присядешь, потому что есть право сильного. У нас милиция хорошо отработает. Очень грубо, да? Очень грубо, но их задержат такой и пример. посадят в тюрьму. Вот и все. Так тебя посадят в тюрьму из-за того, что есть право сильного. Посадят в тюрьму. Это у Не, нас если Беларусь. Лукашенко на тебя наедет, то ты сядешь в тюрьму. Насколько бы ты не был прав. Ты уже старый, Минск, а там 3 будет молодых. Скажут право сильного. Я молодой, сильный. Минск, слышишь? Не, эти 3 гопника могут быть Минск, какими-то... завтра один точно момент. придет сильный, молодой, и тебя стукнет, выебет и скажет право сильного, и отберет у тебя все. И вышвырнет. Он не пришел ко мне. Так, один момент. Я просто попрошу чуть-чуть, вот это, ну, у нас не приветствуется здесь на канале мат. Ну, это и у всех не приветствуется. Тем не менее, я понимаю, там на эмоциях кто-то высказывает, просто просьба в очередной раз чуть-чуть соблюдать это дело. А так вот, я просто подкорректировал бы этот пример. Вот эти 3 гопника могут быть с легкостью какие-то особо приближенные к Лукашенко, да, и если они по башке дубиной там и так далее, там изнасилуют там, и так далее, то, естественно, по праву это будет, ну, виновный будет... Минск Да, сядет. Минск сядет и надолго. По этим скажите, а в какой не так будет в стране? Ну вы в какой были еще, кроме, я не знаю. Ну я не России, уверен, там, что у нас, но а в какой не так будет? Ну в любой европейской стране, и в любой европейской стране такого не будет. Да, в любой. Какой? Кроме Венгрии, во всех остальных странах все нормально, да. Что ты, чертенок, бредишь относительно того, что в любой другой европейской стране не будет? Даже ты, тех же США, посмотри, вон, когда организовался этот культ БЛМ относительно того, что задушили там, может быть, он действительно был виноват, я склоняюсь к этому, но однако так поступать нельзя и превышать свои полномочия, что делает Губопик постоянно, превышая свои полномочия и инициируя какие-то повинности для белорусов. Тем более, что есть расследование относительно недобросовестных полицейских, у них есть люди, которые занимаются наблюдательным процессом, и, собственно говоря, коррумпированных чиновников, это называется коррупция, когда они наезжают на меньшинства, которые проживают в стране, там, или же действуют незаконно, относительно водителей и так далее. Это можно... договоров, допустим, ну, на 1000 дел, какой процент? И давай сделаем вывод относительно оправдательных договоров на 1000 дел в любой стране, которую ты предложишь европейской. Вот давай так, как ты юрист, обладаешь такими знаниями и познаниями в этой сфере, сделай вывод и расскажи. Это мне вопрос. Это тебе вопрос. Вот ты как юрист сделай количество отказных, там, допустим, это в я суде вот сейчас и в любом европейском. Я понял вопрос.
понял вопрос. Да? То есть я Давай. сейчас должен за секунду проанализировать здесь анализ всех отказных и у нас, и там, вывести процент и сообщить, да? Вот это вот я должен сейчас сделать. Да нет, это статистика есть, ты должен ей интересоваться. Это то есть если я ты должен человек сейчас своей- статистику Если ты изучить, человек и своей профессии, ты за понимаешь. какое время мне я должен дать ответ, скажи? Ты человек, который занят в этой профессии, ты примерно понимаешь, почему так происходит. Я и понимаю, это но происходит. я вопрос, за какое время мне тебе Хорошо. дать ответ? Сколько Минск, отказных ты вы получил? такой вопрос задаете Минску, он не был в Европе, он не жил в Европе, он не знает, что такое демократия. Он привык Да в это рабстве не в этом Беларуси. даже дело. А не что в этом такое даже демократия, дело. скажите мне? Нормальный. Нормальная Это- демократия Юрист, европейская, он не понимает. Объясните юристу, Ну, что скажите, такое подождите. демократия. А расшифруйте демократия, что такое значит? Власть народа. Демоскратос. Нет, Что не значит власть нет? народа. Власть большинства над меньшинством. Это власть большинства, возведенная в абсолют, когда тебе уголовным делом бьют прямо по морде. Нет, Вот это называется. демократия – это власть большинства над меньшинством. Голосует Ну, 51%. Так ты А закон себя Это вписываешь. марксизм, ленинизм. Дословно Минск, это- ты не то дословно- читаешь чуть-чуть. Например, Да, дословно 51% демократия проголосовало переводится- за, 49 против. 49 Это про, жопе, 51, ну, как обычно. Какие Ну, опционально разные есть стороны возможности, когда есть 49 против 51? Расскажи, В пожалуйста, разных ты как странах юрист. по-разному. Ну, не в разных, давай в Беларуси. Если мы говорим о дословном переводе, то демоскратос – это народ до власти, да? Если это в государственном устройстве, то да, это как бы большинство, которое там, скажем так, Так вот я задал наводящий вопрос для него. да, но какой еще? ну, вот интересно, например, во всем мире там какие-то мыслители там и так далее высказывают, что демократия это как бы не идеальный какой-то механизм. Не идеально, конечно. Да, не идеальный какой-то механизм, но человечество не придумало ничего лучше. Вот Минск, видимо, придумал что-то, что получше. Вот интересно, что лучше демократии? Демократия. Справедливый монарх, который думает о народе. Но справедливый. А как Градусником определяет он. Чем определяет? Например, этот там монархист, я не знаю, царь, барин или кто угодно, вот он несправедливым оказался. И что теперь делать? Значит, должен быть такой закон. Сразу правое превращается в левых. Правильно? Это идеальных не бывает, Минск. Подождите, ребята, это мое мнение. Я Слушай, не дурачок, против, я тебе объясняю, можно что Это человек менеджеры, не которые может быть. слушают народа, Не может меняются. быть. Дело в том, что Менеджеры наше могут общество ошибаться. довольно-таки должно и это сделало в плане социально-экономического развития, потенциальных прав и свобод, потенциальной возможности избирательного процесса и так далее. И тут начинаются качели. То ли правым, то ли к левым примкнуть, то ли либерализм право выбрать, то ли сделать монархию. Но это же дебилизм. Если, и, кстати, есть такая теория подковы, когда, собственно говоря, левое и правое намного находятся ближе к себе, нежели чем к центру. Центристская партия, наверное, было бы лучше. Так вот, в Китае есть центристская партия. Она обосновала свою роль, значимость и, собственно говоря, есть положительные моменты, есть отрицательные моменты. Положительных моментов в отрицательной монархии нет никаких. Монархия сама себя отрицает, и как это можно кому-то корону на голову одеть? Номинально сделать президентом, как это сделал Нурсултан Назарбаев в свое время, переименовав столицу Астану в Нур-Султан.
Ну, собственно говоря, практика показывает, что ее переименовывают обратно через несколько лет. Потому что людям не нравится монархия. Как это возможно, монархия на сегодняшний день и каким принципам она следует? Наследие или что-то такое? Номинальная монархия есть в Великобритании, она номинальная. В принципе, всем управляет генерал-губернатор относительно Commonwealth, Northern Islands и Великобритании. Великобритания, да, больше. Это единственное, где Кира получается, чтобы Дело власть... в том, что Минск, он не сведущий ни в одном вопросе, даже как юрист, я думаю, что его познание относительно к техникуму. Но Извините, у меня высшая юридическая. Есть высшее юридическое. Уголовное право. Какая у тебя практика относительно уголовного права и так далее? 28 Сколько? лет. 28 лет. А что ты выиграл в судах, бывал, или ты являешься как бы этим самым свидетелем рядом с трупом максимум? Что конкретно ты в юридической своей практике, какие суды Я в ты судах выиграл, только свидетелем был, да. Да, вот я же говорю, ты только свидетелем можешь быть. Так это может быть да. каждый гражданин. И, собственно говоря, для этого не нужно высшего юридического образования. Понимаешь, что в своей профессии ты швах, и, собственно говоря, на полях, скажем так, словесных сражений ты опять же швах. Я экономист по образованию. Экономист. А вы судите про юриста? Я не сужу про экономиста ничего. Конечно, я сужу про юриста. И взаимодействие между этими сферами в Беларуси как нельзя актуально. И более актуально, нежели твое уголовное право. Уголовников можно насобирать где угодно. Вот эти пьяные, которые ходят под домами, там, они потенциальные уголовники. Это как с Украины. Вот потенциально могла напасть на Россию. Ну так давайте их расстреливать, сразу сажать. Это какой-то бред несете. О чем? Ну так вот ты несешь бред относительно того, что Украина какой-то момент имела относительно России. В смысле? И оправдывая. Конкретный пример. Да даже если бы ты был юрист, хотя бы даже не в международном праве. Для этого люди уже давным-давно, не будучи юристами, разобрались. Уже десятки раз вам впихивают в лицо вот это вот говнецо и показывая пальцем, вон там солнце, но вы сквозь свои зинки пролупляя, вы смотрите на солнце. Кроме подожди, но вместе... Вообще не понял. Я тебе аналогию провожу, что тебе в говно вот макнули, вот, кошака помыйного, и показывают, вон там солнце, вон там, или вот там унитаз, вот там вон писи, вот там вот писи. Вообще не слышу ничего конкретики, никакой. Минск, у тебя право сильного, Минск. Вот у нас тоже будет право сильного, понимаешь, Минск? Я сейчас пользуюсь правом сильного. Минск, заткни свое ебло, то есть лицо, и, собственно говоря, слушай так. Я пользуюсь правом пальцем сильного. Палец вам показывает на вообще унитаз, никакого смысла вообще общаться. Смотри, никакого смысла общаться, дискутировать, вести какой-то там диалог. Вообще нету никакого смысла для человека, который вот придерживается вот такого, да, права сильного. То есть тогда какой смысл? Вы ж не поняли ничего, что я сказал право сильного. Это в мире сейчас существует право сильного. Я против этого права сильного. Но оно существует, и оно будет существовать еще неизвестно сколько. Понимаете? Потому что международное право, хотя оно должно быть, и его должны все страны придерживаться. Давайте я опишу этого деда. Его нету, понимаете? 55 лет, он всю жизнь прожил в России, не в России, а в Беларуси, где-то подвергся
вот этому правильному суждению, вышел на пенсию, сейчас где-то частным охранником подрабатывает, где-то работал в правоохранительных органах благодаря юридическому образованию. Все, у меня, в принципе, в чем я не прав, Минск, ответь. Тебе тоже 56 лет, да? Не, ошибся. 49. 9 это, в принципе, ну, где-то близко. И просто единственное, что ты зубы себе не Вот можешь... скажите, за в счет чем я не прав. Так ты во многом не прав. Ну, я объясняю. Ты же не еще раз. специалист. Ты же не специалист. Что тебе Я объяснить? за то, чтобы в мире существовало международное право. Чтобы все Так есть страны пингвином, его там международное придерживались. право можешь объявить. Но его нету и не будет в ближайшее Так время. есть Потому пингвином. Чё ты? что все право сильного. Китай свое, США свое, Это не Россия юрист, свое. это дебил. Всё. Это просто, ну, тебя выгнали из-за этого, у тебя законченное высшее образование. Я где-то не прав? Объясни. Конечно, не у тебя прав. У тебя закончено высшее юридическое? Еще как закончил. Это ты так привык жить сильного, Мне не права надо говорить, я сильного. не прав. Вы Украина скажите, что я живет- не прав конкретно. Ну, это у тебя мышление раба, понимаешь? Вот. Почему были вот вот объясните мне, где я не прав. США захотела на Иран напасть, ей до лампочки резолюции ООН. Россия захотела на Украину напасть, ей до лампочки резолюции ООН. Китай захотел на Тибет напасть, ей до лампочки резолюции ООН. Украина и Иран это не одно и то же. То есть Украина волынами никому не размахивала, там кого-то... Там, Ядерного в Украине да, нет. там каким-то не должны существовать Концепция какие-то другая. Израиль, там другие государства. Подождите, То есть этим Украина ядерных не не занималась. размазывала, это просто... Это не все рассказали разное, кому-то. Минск, не сравнивай. Ибрагим Николаевна, и это вы говорите юристы? Вы являетесь юристами? Не являетесь. Нет, я не юрист. Я тоже не юрист. Но он настолько тупые вещи говорит, что просто, ну... Я с вас, тебе экономиста, нужно- у этих наивных Слушай, людей я бы тебе офигеваю. разогрел бы лом. Вот знаешь, в печи такой лом, ну наполовину разогрел. И вставил бы... Ой, бля, какие вы наивные люди. Существует международное право, скажите? Существует. Оно действует? Действует. Где? В Украине, в Европе, везде. Пример. Единственный пример этого, как его, Милошевича Вот посадили. там, где Россия, да, вот там, где Россия, и Всё, ей где подобные, еще да, всякие международное право действует? Ираны, вот Скажите, Россия, везде. вот там всякие эти Где диктаторские по там международному режимы, праву кого-то вот там они привлекли? действуют, оно, к сожалению. Где, скажите, привлекли кого-то по международному праву? Где? Ты же юрист, ты должен понимать, что пример мне международное приведите. право – это горизонтальная прослойка, над которой нету уповающей силы, которая может это право определять. Это добровольное соглашение между сторонами, между странами. Да в ты том ерунду числе. такую несешь. Это... Что значит ерунду? Кто может покарать за международное право и так далее, за его неисполнение? Вот могут покарать те страны, которые... То есть заткни рот, пока слушай, и я тебя обучаю. ты юриста. нафиг, ты не умеешь разговаривать, я с тобой еще... Я тебя обучаю, Так вот, собственно говоря, международное право, оно имеет горизонтальную прослойку. Оно никем образом не превалируется или там возможности кого-то выше, ниже нету. Над ним, этим международным правом, нет превалирующего какого-то полицая, который стоит, собственно говоря, и упреждает эмоции определенных выскажусь. Ну, то есть все коллективным согласованием и, так сказать, коллективным голосованием происходит. Но ты как юрист это должен знать. И посему, да, какая-то страна может отказаться, естественно, ее накажут другими способами. И другие способы, поскольку вы не осознали эти способы, мы не осознали, в том числе и я не осознал до какого-то определенного момента,
Но ты, как юрист, должен понимать, что другими способами задушит. Ну хорошо, ты не понимаешь с первого раза, что так делать нельзя. Хорошо, мы тебе вот такие рестрикции наложим. А потом же многие страны имплементацию этих договоров имели на себя. Они принимали это и понимали, о чем они соглашаются. И, наверное, хорошего чего-то хотели для своей страны. А когда отказываются от своих договоренностей, от имплементации вот этих договоренностей, ну, собственно говоря, другое мировое сообщество по-другому воспринимает эти сентенции. Что касается Трампа, так вот, это недостойное поведение, да, этим должен заниматься тоже Международный уголовный суд. Я также говорю, что это действительно интифада какой-то, ну, Трамп себя возвеличил относительно там, для того, чтобы получить премию миротворца, но вместе с тем, так вот его и шатает. Он сегодня говорит одно, завтра делает другое. То, что можно ожидать от Трампа, если ты об этом хотел сказать. Но это не есть право сильного. Право сильного – это люди, которые определяют. И его в сентябре, я думаю, ну, как-то скажут ему: иди погуляй, парень, потому что ты надоел. И это скажут люди. Это скажут те люди, которые русскоязычные, даже которые проживают в США. Поэтому не возлагай особых надежд, но ты не юрист, по моему мнению, ты топливозаправщик какой-то. Ну, максимум, чтобы я тебе в своей компании, я бы доверил тебе, ну, вот смотри, распечатать бумажки где-нибудь. Хорошо. Я вот не сужу, какой ты экономист, вообще не сужу. Задавай вопросы по экономике, я тебе не надо мне по экономике, я вижу, ты юрист, экономист и все такое. Хотя я ни слова не понял, о чем ты сказал, так общие темы, блядь. Так ты ж дурачок, что тебе понимать? Ну, видишь, решил, что дурачок. Ну, я не буду оскорблять, вроде все понятно, вроде очень неплохо мысли излагает. Путину-то международный арест выписал этот уголовный суд, правильно? И что? Да, выписал. Ну и поэтому что? Он боится летать, он в бункере сидит. И что ему? А ты в Анкоре хочешь обсудить относительно того, что под гарантией США плевал он на этот международный суд, потому что он право сильного. Ты же юрист, как это соотносится с твоим мышлением? А потому что я еще раз говорю, не существует международного права. Я тебе скажу как экономист, это равносильно тому, что как пирамиду масла перевернуть сверх, ну то есть с вот головы я тебе на скажу, ноги. что ты ничего не понимаешь. Нет никакого международного права. Логично, Оно как бы переубеди меня в другом. И ООН существует, и все остальное как бы существует. Но оно все, да, лампочки всем, сильным державам. Никакими резолюциями для нападения на Россия не является сильной державой, дурачок. Дурачок, не является Россией. США и Китай самые сильные державы. И не плевать, ты знаешь, что одна резолюции по каким способам считается Россия сильной державой? Расскажи мне. А потому что она наплевала и напала на Украину. Вот и все. Наплевала? Ты как юрист оправдываешь этот момент? Ты как юрист оправдываешь этот момент? Слышь, я не оправдываю. Как юрист, нам нужна ваша оценка, да, как юриста вот этой Моя ситуации, оценка? когда Путин за 3 дня грозится захватить Киев, нападает на Украину. Вот оценка. Моя оценка? Нет, конечно, это войну нельзя начинать. Я даже не понял, почему он напал. Юридическая оценка произошедшего. Что произошло? Юридическое преступление. Против чего? То есть нормально. Не знаю, против людей. Переобулся быстро?
Я переобул, да я вам сразу сказал, ты не был. А где право сильного? А потому что право сильного, кто победит, тот и будет прав. Ты что, дурачок, что ли, или что? Ай, блядь, ты сам дурачок. Какой ты экономист? И откуда ты сам взялся? Так если бы Германия победила СССР, то что бы было? Все, она Право была сильного. сильная, и все. А для чего создан был ООН? Так он создан был после Германии в 49 году. Там, С Минском, честно говоря, несешь. согласен. Право Победила в мире Германия, она была существует права. момент, существует международное право, и по ему следуют там нормальные цивилизованные страны, но ему не следуют такие страны, там, как и ряд других вот таких там диктаторских там и т.д. и т.п. образований. Они диктаторские, к сильные, сожалению, всегда вот прав. надо с этим плевать на международным это. правом, да, необходимо что-то с этим делать, потому что после Второй мировой все вот это вот созданный новый мировой порядок, Так он человечество нефункциональный. пофиг, оно забивает, создали ООН, Он не оно не работает. действует. Он Оно не не работает. работает. Он работает, но не, Куда не в таких полной мере. То маленьких есть он странах, как работает. Беларусь, деваться, скажите? Она всегда на Ховаться в перекрестии, бульбу. блядь, деваться. Ховаться в бульбу. Вот мы ховаемся в бульбу, готовимся, блядь. Ну, я тебе рекомендую, ты ховайся в бульбу. Не будем мы ховаться, мы. Как А что ты зробив относно того, как не потрібно тебе было ховаться? Немцы напали, блядь, они контролировали Какие 30% немцы? территории. Какие Остальное, блядь, немцы? у этих были, блядь. Дурачок, с точки зрения экономического Сам ты смысла. дурачок, самое- экономисты хренов, Я не тебе знаешь экономики. 15 раз говорю, что ты дурачок. Чего? И только умеешь оскорблять людей, блядь, в чатах, блядь. Я Научись тебя общению, оскорбился. и Ты потом оскорбился. заходи. Дурачок, ты оскорбился. Я 15 раз. Научись тебе говорю. общению, и потом заходи сюда. Каким образом я должен, если ты рога нацепил, что ты должен с Херога. тобой... Учись уважать другое мнение. Если тебе не нравится, обоснуй. А не так. Я кричи, тебе дурачок, обосную. дурачок. Я ж тебе обосную. Двоечник ты, блядь, тебя не учили, блядь. Я же Где ты тебе учился? обосную. Научись общению сначала, Так, потом так, заходи. друзья, давайте, прошу, как бы. Так зачем здесь таких пускать сюда? У нас идет не совсем, я это изначально говорил, не честная, не равноправная такая дискуссия здесь, да, потому что все-таки там есть люди, которые не могут говорить правду. Тем не менее, вот это как бы переход на личности, просто прошу как бы не применять, да. Так, вот у нас еще кто-то просится, да, там какой-то Адам, вот Михаил. Так, Адам. Здравствуйте всем. Адам, приходи. Добро пожаловать, будучи свободным. Там сейчас с Минском Ави нами разговаривал, да? Здесь присутствуют, задавайте вопросы. Не вопрос, просто ситуация в том, что вы сейчас обсуждаете. Минск говорит, как есть. Ты говоришь, как должно быть. Он говорит, вот так есть, и что мне делать? Потому что я ничего не могу. Вы просто Минск, разные Минск. Минск, он как бы четкую какую-то свою позицию не отстаивает. То есть он, когда его прижмешь к стенке, он начинает становиться там, я не знаю, осуждать происходящее в мире, там право сильного, туда-сюда. Потом он опять на эту тему перепрыгивает. Нет, Потом неправда. Мы изначально говорили там о юридической составляющей, вот после развала Советского Союза, там о Чеченской Республике, там вот каких-то военных там ситуаций. И вы вроде там были сторонником права, сторонником там как Нет, бы вы юридической. неправильно поняли. Ага.
Что я тогда неправильно понял? Я что-то Ну, неправильно, сейчас могу любому этому сказать, где вы неправильно поняли. Ну, просто вот с вами, когда дискутируешь, вы сначала сторонник как бы права, да, сторонник Я, конечно, законов, сторонник права. сторонник там юридической вот этой составляющей. Да. А потом вы, когда, я не знаю, мы говорим о преступлениях России там и так далее, вы как Я бы объясняю, что право переходите право на может сторону действовать. права сильного. Подождите, в одной стране может там навести порядок с правом, и то не полностью. Но право международное не действует в мире. Оно может действовать для определенной маленькой страны. Ну, я согласен. Кого-то Я наказывать. согласен, что Но сильные- международное право, оно как бы может, да, там, Путина, скажем так, заочно... В международном праве одно право. Нет, заочно Путина может как бы привлечь, скажем так, ну, уже его осудить в чем-то там и так далее, но физически, чтобы это осуществить, вот когда... Один момент. Я вас понял, Кто не говорит, микрофоны на секундочку выключайте, а то шумы у вас там непонятно что. И это полностью сбивает, да, там, спикера говорящего. Короче, в мире вот существующее международное право, да, оно функционирует, оно действует, и поэтому у нас все еще все нормально. Но в случае вот с такими взбесившимися, как мы изначально говорили, режимами там, или образованиями, или в целом там нациями, народами, которые не смогли перешагнуть вот этот барьер, там, как бы перейти уже в ногу со всеми остальными, в ногу со временем, вот такое в новое вот это вот цивилизационное развитие человечества. Вот у нас вот такая вот теперь появилась проблемка, то есть вроде бы международное право есть, все обязуились его придерживаться, и у нас тут вот объявились те, кто, имея ядерное оружие, там, имея вот это население непонятное, там, которое готово там сидеть, страдать, короче, ну, грубо говоря, являться терпилами, да, там, и терпеть на себе эти режимы, потом погибать за них, не понимая за что. И вот как бы у нас, мы вошли вот в такой вот, я не знаю, когда и международное право вроде бы есть, было, а его применить, как бы, чтобы оно действовало, да, вот у нас это не получается. Поэтому вот что-то надо будет в дальнейшем все-таки делать. Но чтобы опять-таки это сделать, нужно, чтобы эти режимы сначала рухнули. То есть, когда эти режимы рухнут, нужно предпринимать что-то новое, чтобы вот такие режимы, они впредь не могли формироваться. То есть то, что вот сейчас Россия, когда на Украину нападала в 22 году, как Путин сел и делал заявление, что он, если кто-то вмешается, да, вот в это дело, он миру покажет то, что доселе вообще никто в мире не видел никогда. И с этим что-то, то есть не сработало международное право, не сработали вот эти законы, устои, то есть нужно что-то новое создавать, что предотвратит в будущем. Хотя вот с этим еще неизвестно, что будет. Потому что это же тоже надо решить каким-то образом. То, что мы уже имеем. А так впредь придется миру что-то новое, да, предпринимать, чтобы в дальнейшем такое не повторилось. Потому что Ибрагим, у меня есть сейчас... вопрос. Да. Ибрагим, что можно человеку пожелать на 73-летие? Так, я даже, здоровье уже человеку, который в возрасте, ему все всегда самое главное... Совершение успехов можно пожелать? Я думаю, что тоже можно. Хотя основное вот пожелание – это здоровье, наверное.
знаете, как в империи Цин хоронили, собственно говоря, императора вместе со своей армией. У меня такое ощущение, что император России, не это император такой маленький, хочет похоронить вместе с собой и побольше забрать жизни. Зачем им жить, если ему не остается многого? Зачем он обсуждает вопросы о том, что можно прожить до 150 лет? Зачем? Ну, если мы сейчас, речь идет о вот этом Пукине, да, то у Пукина нету заднего хода. Это мое стопроцентное убеждение. То есть уйти от этого трона куда-то в тень, куда-то на пенсию, в отставку, то есть у него такой опции там не существует. Я могу сказать, что существует такая опция. Сейчас скажут, что просто, Владимир Владимирович ввиду своего возраста был несколько слаб, он не применял все возможности нашей рашистской армии для того, чтобы осуществить полный контроль над Украиной. Давайте его пошлем в Барвиху, построим его еще очередной дом, хотя у него есть там и так далее, но это не суть. То есть отправим фонды ему, создадим, чтобы он ощущал себя кратно удовлетворенным, оставим его дочерей в покое сыновей от Алины Кабаевой. Собственно говоря, дадим полную вольницу. Но вместе с тем попросим Владимира Владимировича, отойти от дел. И преподнести это как слабый воин, допустим. То есть не слабый воин, а, скажем так, расчетливый, но, собственно говоря, учтивый, весьма учтивый в военном положении. То есть он хотел сохранять жизни украинцев, при этом используя всю армию, коллег даже, которых возвращают на фронт и, собственно, без ротации. То есть, сделать так, чтобы он отошел от дел. Такой же человек на некоторое время, они затихарятся, допустим, скажут, Путин так делал, да, допустим, мы пока не будем так делать. А потом все возобновится с новой скоростью, с новыми тенденциями, с новыми возможностями. И давайте отмените нам санкции, то, собственно говоря, мы не будем претендовать там и так далее. Мы использовали свою армию, та, которая неэффективна. И давайте попробуем по новой свою интифаду, так сказать, оправдать. Вот когда это случится, каждый человек поймет, что Россия – это совершенно недоговороспособная страна. Ввиду того, что у нее есть возможность развиваться, она не хоть какое-то время было у нее на территории возможность понятия технологий. Они думали, что переняли все? Да нет. И, собственно говоря, для того, чтобы держать народ в узде, обеспечивая царство определенному человеку, они занимаются пропагандистской деятельностью, это как минимум, и в том числе постоянно ведут к тому, чтобы эта пропагандистская деятельность не занималась той подоплекой, что им становится жить хуже. То есть становится жить хуже, высказался, завтра тебе будет хуже. Высказался еще, завтра посадим в тюрьму. Еще раз высказался, сел. Еще раз высказался, пошел на СВО. Других вариантов у России нет. У России есть принцип всегда воевать. Это не то, что месть, это заложено в пиетете права России и права сильного, о котором говорил Минск. Это действительно самый тупой вариант, который может быть в этом мире.
когда договаривались в 1956 году, когда обозначали границы в 1976 году, когда подтверждали границы относительно Украины в 2003 году, когда была интифада, нападение на свободную республику Ичкерия в 1994 году. Все это помнят. Когда под эгидой того, что чеченцы взрывают дома в России, Буйнакск, Каширск и так далее. Ну, это тоже было интифада. Это то есть никогда Россия со времен СССР не использовала принцип равноправия. Она всегда пыталась напасть. Я извиняюсь, что перебил по теме вот этих взрывов, да. Вот интересно, Минск, как считает? Я это часто русским обычно задаю этот вопрос. Как они считают, насколько они там патриоты или хоть как-то им дело в том, что важно, хоть как-то, да, насколько им важна вообще вот эта вот ситуация, да, вообще в целом по их стране, да, и вот, например, эти взрывы, да, серия взрывов, которая произошла, она закончилась. Ну, там сначала в Буйнакске было, потом 2 в Москве, потом 1 в Волгодонске, потом в Рязани нашли сахар. Да, да, вот, да. Патрушев потом разговаривал относительно того, что это учение. Да, да, ну сначала как его? Жириновский сидел и рассказывал, как это вы нас могли предупредить относительно взрывов. Ему отключили микрофон. Да, Рушаева, министр на тот момент Рушаева делает заявление и говорит, что предотвращен теракт. А потом, когда по подслушке телефонной взяли... Я понял вас. Момент. Перехватили вот этих вот, подозреваемых, да, подозреваемых взяли, и оказалось, что они сотрудники московского ФСБ, то есть из центра. И тут сразу встречное заявление делает Патрушев, что это были учения, там был сахар. Учения во время вот такой террористической угрозы, да, когда там люди дома не спят, где-то там у этих на лавочках, там, боятся. Да. В последующем об этом рассказывал. И в итоге эти учения засекретили на 75 лет. Это как вот с юридической точки зрения, Минск, вот к вам вопрос. Как это, вообще юридически оценку дайте этому, как можно засекретить учения, да, на 75 лет? Смотрите, как можно отвезти сахар на военный полигон и взорвать там? Давайте я вам юридическую оценку дам. Юридически должно провести расследование, собраны все информация, доказательства и так далее. На слухах никакое расследование на предположениях не основывается. А кто собирал доказательства? Есть подтверждение там? Я вам ничего по этому поводу не могу сказать, потому что я не знаю, кто собирал, как собирал это расследование. Я не в курсе вообще. Вы у меня спрашиваете то, что я не знаю. Как я вам могу на это ответить? Если ты практикующий юрист, значит, ты должен об этом знать. Значит, кому-то это было невыгодно. Это уголовное право. Это первое предположение. Вот и все. Кому-то было невыгодно из властей, которые не хотят проводить расследование. Если власть хочет провести расследование, он проведет и предоставит доказательства любые. Но
Я не знаю, я не специалист в этом, я не проводил расследование. Не Так, а изучал был запрос эту общества тему. для того, чтобы этот вопрос решался общественно, то есть, собственно говоря... Я не могу вам как-то на сказать, эту потому что не я можешь. не изучал А эту у нас тему. в Беларуси есть такие темы относительно того, что есть общественный запрос относительно уголовных дел? Какие, скажите? Какие В темы? смысле, какие? Ну, Относительно, Беларусь. допустим, неважно относительно кого, сколько оправдательных приговоров вы так и не нашли, я так полагаю, правильно? Я не искал. Все. Даже, ну, Все. зайдите в Все. интернет, ищите сами, я не знаю. 0,001 сотая. Это справедливая оценка, по-вашему? Как Я не юрист? знаю, сколько у нас оправдательных. Не, знаете, меня поражает, да, удивляет, там, вот в России сидят, за Трампа проголосовали, там, за какого-то Обаму, за 5-го, 10-го, то есть интересуются там в Сирии, там, наша Сирия, там, наш Израиль был исконно русским, там, я не знаю, египетские пирамиды русские строили, а каких-то вот таких там имперских, там, я не знаю, чаяния свои, это самое, их как бы оглашают, да, и на фоне вот этого всего ты когда спросишь, алло, вам не интересно, вот вас взрывали в ваших домах собственных, вам не интересно, почему засекретили это, вот это ваша, как бы, это же ваша жизнь, ваша страна, как вы можете, я не знаю, вот в этой всей ситуации, не выяснив, что там происходит, вам это вообще, как вы, это там какая-то пятая колонна внутри врага, там раскол пытаются, какую-то информацию, и все, им больше абсолютно не интересно. То есть и тебе извне больше интересно, как бы зачем вообще женщин, детей, гражданских людей в домах взрывали по ночам? Как Мне это вот так? интересно, почему в России взрывали там или не взрывали. Мне это с Беларуси надо расследовать что-то, проводить какие-то исследования. Скажи. Ну, и мне, например, как бы я все-таки считаю, что это неправильно. То есть как минимум это неправильно, и мне неприятно, я не знаю, я абсолютно осуждаю вот это вот дело. То есть почему в России, если там можно взрывать людей, и остальные все сидят душа там, куда-то в свою... У нас после взрывов в России этих домов у нас... Да, молчат все в подушку сидят, то это опасно для других. То есть для соседей это уже должно быть опасным сигналом. Ага, раз у них в своем государстве взрывают собственных граждан, еще вообще раз детей, женщин, у нас после взрывов безвинных людей. Смотри, безвинных людей убивают, взрывают в своих домах, то это завтра, представляете, для соседей тогда что там уготовлено. То есть у нас после этого во всех подъездах были домофоны установлены. Ну, каждый подъезд каждый это проверялся. Не так-то просто, думаете, у нас... Представь, там, через год, через два эти домофоны поломались, уже никто ими не пользовался. В принципе, в Рязани как... После этого домофоны нафиг не нужны, потому что это уже операция завершена, и все как бы благословили там вот это нападение на Чеченскую республику. Все благословили. Скажите, а что нам в Беларуси надо было делать? Да я не о вас конкретно, о Беларуси. Я сейчас вообще говорю, как это вот россиянам безразлично. Вот смотрите, всем было безразлично. Я вообще-то всем советую смотреть вот этот фильм про мышку, да, которая там жила у себя где-то в норке. Он думает, дурачок Минск, что я забыл первоначальный вопрос. Минск, у тебя был вопрос. Как ты юридически оцениваешь эти действия? Какие?
Там же Ты не опять лет, на 75 лет засекретили все. Опять шлангом прикидываешься. Ну, ты ж дурачок. Не, Не надо, оскорблять не надо. разговаривать. Не, Ты он дурачок. не оскорбляйте. Заяви на меня в суд. Дурачок даже в суде не признается оскорблением. Это Ты дело дурачок. по этим домам, это дело засекретили на 75 лет. А если бы ты был юрист, оскорбление? если бы ты был юрист, ты бы даже знал, что дурачок не является доказательством оскорбления в суде. Понимаешь? Из Дурачок. Беларуси или откуда? Я из Беларуси, я из Витебска. Витебска. Так я тебе объясню. говорите, Оскорбление откуда вы в не интернете говорите. это уголовная статья. Не говорите. Какая уголовная не статья? надо. По Я заявке статья. говорить не надо. Уголовная Нас статья. здесь запрещено. Если ты не знаешь об этом. Ты смешон. Вообще. Ты дискредитировал себя как юрист, открой. собственно говоря. Есть человек. уголовная преюдиция, оскорбление, это первое, Не административное. надо мне про... Второе, публичное оскорбление, это уже уголовное. Публичное в средствах оскорбление. массовой А информации, третье уже является расстрел. интернет. Уже Это расстрел, сразу скажи так, уголовное. окончательно. Так что ты в интернете. Так, дурачок, я и ты тебя не в с Витебска, общественном и месте ты не с говорю, что ты Витебска. дурачок. И ты не с Витебска. Я, Стопудово. дурачок, тебе объясняю, что это мое личное мнение Ты относительно не того, с что ты Витебска. дурачок. Я из Ты не с Витебска. Витебска. Стопудово. Я из Витебска. Я Нет, из, ты не не из с Витебска, а Ты- из Витебска, Ты правильно был говорю. в Витебске, может быть, но ты не с Витебска Ну, сейчас. не Ты факт, что живешь ты тоже из в Минска. Вообще не Беларуси. факт. Ты Да-да. не живешь сейчас в Беларуси. Не факт, что ты сам с Белоруссии. Минск написал, это не значит, что ты там живешь. Я с города Исключено, не Минска. исключено, что ты где-то в Мухасранске. Это легко проверить. Если вы не знаете, как это проверяется, я его не буду. Давай, рассказывать. расскажи, как это проверяется. Расскажи, Ну, где ты живешь в Минске. По это в интернете загуглите. как Пишется проверяется, письмо. где, Пишется откуда письмо есть- на деревню Да нет, дедушки. Это проверяется Письмо на прямо в деревню дедушки ТикТоке. пишется, и он тебе отвечает, откуда Прямо он. в ТикТоке это проверяется. Проверяется, конечно, проверяется. Ты тросянку свою закончи сначала. Или разговаривал на русском, коли И хочешь научись на с белорусском, мы с людьми тобой общаться поразмовляем. культурно общаться. Ты научись. культурно, ты Не грубить юридически, и людям, а культурно нормально никак общаться. не можешь. Не так. А не ты так, как никак. быдло, гопник общаешься. Правильно. Вот. Видишь, ну, собственно говоря, Тебя меня культура не удовлетворяет. учили общения. Ты не знаешь, что это такое. Откуда Нет, ты взялся, какой? я не знаю. И на Я из белоруса ты не Беларуси, похож, потому что белорусы так обычно не общаются. Только быдло и гопники. Вот так общаются со всеми. Как? Сидя, блядь. Задают это... тебе неудобные вопросы, правильно? А неудобный вопрос ты не задавал. Ты ни одно не услышал ответа. Тебе ни на один не ответил. Ответы не нужны. Тебе оскорбить человека, который не согласен с твоим мнением. Вот и все. Вот для тебя это главное. Пускай это будет на мнение общественности. Пускай я не задал ни одного вопроса, на который ты не ответил. Да. Пускай я тебя оскорбил, пускай другие люди скажут, ну, так это было или нет. Ну, вот а нет. поскольку они Кто-то, нас... что меня оскорблял. Я тебе вопросы задавал, ты ни на одного не ответил. Не, давай пока, свинья, я с тобой больше не буду. Видишь? Ну так давай встретимся, если ты Друзья, хочешь. Если ты друзья, прошу без этих, на личности не уходить. Ладно, давайте еще это самое. Кто хочет говорить. Эдам, ты что-нибудь хочешь сказать? Нет, мне этот белорус Ты тоже? заинтересовал. Ты тоже считаешь, что Украину можно брать за 3 дня? Киев. Эдам. Это мне вопрос? Не, здесь есть Адам Адамов.
Он воздержался. Так, Адам Адамов молчит. Полностью в молчанку играет. Давайте там, поднимайте спикеры. Что-то у нас все Кого-то разошлись. поднимите там. Да, что-то у нас разошлись тут, друзья. Это самое. Я хотел бы, чтобы вот этого пригласили туркмена, если есть возможность, нормально с ним поговорить, да, там, без этих лишних, просто по политической, историческим моментам пробежаться. Может, там у тебя лапша стоит? Лапша. Так, если знаете вот этого Абу Юсуф, или как его, вот этот туркмен, пригласите его. Нормально, без этих, без оскорблений, без перехода на личности. Если он хочет, даже без религиозной темы, чисто там политические, исторические моменты, немного вот эту вот ситуацию бы, скажем так, полностью вывернули бы наизнанку, да? Потому что, судя по его вот этим каким-то стримам, его дискуссиям, я вижу, что у него вообще информация отсутствует. И он явно, где можно вот этого взять за шкирку, там, мягко говоря, оппонента, у него нету там доводов, информации и так далее. При всем моем уважении, спасибо вам, мужчины, которые присутствовали здесь. Характеристику и убежденность, я думаю, что вы оставите, минимум, как минимум при себе оценку своих суждений, моих суждений, точнее, прошу прощения, вы сможете дать, и вместе с тем характеристику, кто из белорусов был более убедителен. Благодарю за общение. Я покину ваш чат. Вас тоже я благодарю. Про белорусов лично мне рассказывать не надо, потому что я вот в Австрии, в Вене проживаю, и когда в Беларуси вот эти волнения начались там после выборов, во время выборов, у нас тут много знакомых, как бы на этой теме мы познакомились там от начала до конца, на всех демонстрациях поддерживали, да, там вот эти происходящие процессы, то есть там достучаться до мира, чтобы как бы там незаконных каких-то действий и так далее, вот это все, не допускали. И так, знакомые по сей день есть, и с хорошей стороны, как бы, дружим, знаем. Так что, если там попадаются какие-то неадекваты там, и так далее, то это не должно делать оценку там вообще в целом народу и так далее. Простите за то, что я был неадекватным там. Не, нормально. Главное, не выражались. Вы там нормально у себя вели. Все нормально. Все нормально. Просто так. Иногда на эмоциях, когда на личности переходят, я просто пытаюсь как бы... Я ни разу не перешел на личности. Я назвал человека дураком, но это не является даже оскорблением. Даже в юридическом смысле, если он юрист. Больше ничего не было. Это является оскорблением в юридическом смысле. Особенно в средствах массовой информации, как интернет.
И за это Это не предусмотрена является средством уголовная массовой информации, это ответственность. является К публичным вашему пространством. сведению. Юрист, ну Вашему ты такой сведению. юрист. А вы имел в виду в юридическом смысле вы там что-то закончили, но вы не как-то прошли там по коридорам. Еще я раз имел в виду. объясняю, оскорбление в интернете является уголовным Это же наказанием. не оскорбление, он говорит, вы в юридическом смысле не подкованы. Ну, если вы подкованы, я не буду заявление писать в милицию на этого Да человека. напиши. Да Ну, нет, собственно говоря, это смотри, быстро все неизвестную мне личность. устанавливается и так далее. Но он Да просто ничего не в не Беларуси устанавливается. живет, поэтому он так свободно разговаривает и свободно оскорбляет У людей. тебя в нет интернете. возможности, я в Беларуси. Поэтому Попробуй, нет. инициируй процесс. Тебе Нет. скажут, тебе сразу же скажут в заявлении отвод. И скажут, что это невозможно расследовать, ну, если ты с этим сталкивался. Но ты же Я с этим юрист. сталкивался и знаю, как это моментом устанавливается в нас, республике. Так что не надо мне это рассказывать. Просто я если всё на понял. каждого писать Заявил, заявление, это не для меня. А. Если вы невоспитанный Сейчас человек и не в умеете в Д'Артаньяна разговаривать, сейчас играет. общаться, то тогда... Ты же мне вы угрожал. Ты же угрожал относительно заведения уголовного дела, относительно того, что я Угроза обжаловался. уголовного преследования за нарушение – это не угроза. Угроза А, это если не я угроза. тебя Ну, побью, так я же встречу говорю, и так дурачок- далее. Так дурачок что это тоже не угроза. юридически учитесь Юридически, да, дурачок это не угроза. Вот, да. Это не угроза, это оскорбление. Вот и все. Оскорбился. Ага. Ну, А угроза ну, обращению в правоохранительные органы – это не угроза. Так, это ладно, давайте уже. Учитесь. Все, всего хорошего, пошел я дальше. Давай. Счастливо. И не заходите. Всего хорошего. Ну, заходить или не заходить, это как бы Да, администрация. юрист, ну какой он юрист, ну о чем он знает? Не, он-то вообще ни капельки не юрист. Юрист у нас как раз таки вы, и очень себя не оправдали в этом деле. Пока что. Да, а в чем не оправдал, скажите? Ну вот в чем не оправдал? Ну, вот То, что я не когда мы согласен там с обсуждали некоторыми- какие-то юридические моменты. Ну какие юридические? Вы сразу как бы переходили на тему правого сильного, то есть и не давали каких-то оценок юридических. Так нет, Я юридических изначально, я оценок праву вообще-то, я вам сильному. изначально я вам сразу, скажем так, выделил вот этот кредит Давайте я вам скажу, вот смотрите, в государстве уголовного права. по вашей ситуации. Там есть по вашей все ситуации, понятно. что вы не можете в полной мере там обсуждать какие-то темы. Я поэтому вас не Есть буду международное поднимать. право. Знаете вы такое право? Международное. Международное право есть, которое вы говорите, что оно полностью не работает. действует. Не действует. Международное право рабочее, поэтому Оно может действовать между... Например, вот я с вами сейчас разговариваю, нахожусь в стране пребывания, политический вот, статус у меня убежища, например, да, изначально, когда я сюда приезжал, оно у меня в соответствии с международным правом. Как оно не действует, когда вот с вами я напрямую разговариваю? В этом оно действует. В этом действует, понимаете, на таком уровне бытовом оно действует. Ну, на когда- всех уровнях оно действует, просто когда есть ядерная какая-то вот такая ублюдочная страна, да, плюс 32, осуждаю грубость, просто констатирую. Вот тогда это международное право начало давать сбой, к сожалению. Так я вам про что и говорю. И в чем я не прав? Не, ну полностью нету такого, нет, что международного. Есть, оно есть, и Так на нормальные, бытовом уровне оно действует. адекватные страны придерживаются этого международного права в полной мере. За Какие исключением адекватные таких- страны? Ну вот все западноевропейские страны придерживаются Какие? международного права.
Все любой возьмите. придерживаются страны национальных Кто интересов. входит в Евросоюз, просто вам объяснить это, входят в Евросоюз. Объясняю, все страны они придерживаются придерживаются. национальных интересов. И им плевать на любое международное право. И еще раз повторяюсь, национальный интерес не противоречит международному праву. Противоречит. Наоборот, международное право предусматривает национальные интересы. А вот именно, Нет. опять-таки, возвращаемся к тому, что все, Оно должно все так адекватные, Оно все должно так адекватные быть. страны, участники и так далее, кто подпадает под это, они все придерживаются. За Все исключением малые страны за беззащитные исключением таких придерживаются. террористических, бандитских формирований, как Русская Федерация, как всякие Ираны, Хринраны, короче, и тому подобное. Вот они не придерживаются международного права. Иран на кого напал? Вы, я не пойму, вы мусульманин минский? Нет, Вот. да, и мусульманин. Но на Иран же напали. Я бы на вашем месте вообще переехал бы в шариатский Афганистан. Там и право сильного, и... Зачем? Они уже с Пакистаном воюют. Ну, вроде там же замяли они конфликт. Ну, так это на время. Мусульмане же не Так, могут вот смотрите, с кем вот как воевать. раз ваш единомышленник здесь просится, меч Аллаха какой-то. Куда он делся? Почему мой единомышленник вы решили? Ну, он тоже признает право сильного. Так я не признаю, еще раз вам объясняю, я не признаю право сильного. Я вам объясняю, что оно существует в мире, и им плевать сильным на международное право, как вы не поймете. Я вам уже сколько раз это говорил. Я за право международное, чтобы оно действовало на всей планете Земля. Но его не существует. И сильный тоже придерживается международного права. Какие? Да плевать сильным на международное право. Кроме руководства, где находится кооператив озера. Наши национальные интересы, им плевать на международное право. США захотела... Русские не придерживаются международного права. Беларусь не придерживается международного. Иран Беларусь не придерживается международного. Ряд потому арабских что она стран не маленькая придерживается. страна, она за международное право. Да ничего вы не придерживаетесь. Ну, вы, имеется в виду, ваш вот этот барин там не придерживается его. То есть он обходит его постоянно. Он все делает, чтобы мы не оказались в состоянии войны. Все он делает. Ну, с этой точки зрения я изначально же прокомментировал. Все относительно. Да, Он все делает для своей и страны. с одной стороны, я это тоже как бы понимаю, да, потому что если мы берем европейский, ну, вообще в целом поведение там всего мира, ну, оно так или иначе там основывается также на интересах внутринациональных. И то, что вот с Белоруссией, просто ситуация в Беларуси, она не столько, скажем так, вот этот ваш диктатор, он не столько его интересует Беларусь, да, вот как собственная личная его судьба. И там... Его Беларусь, это личная судьба, понимаешь? Нет. Он вам же виднее. Ну, не согласен я. Вы же там посмотрели это телевидение, и вам виднее. А нам тут не видно в Беларуси. Ну, в полной мере все равно осуждать я не берусь. Я это вам изначально сказал, потому что сейчас то, что происходит в Украине, да, вы могли бы спровоцировать на себя. Вот я не хотел бы спровоцировать то, что в Украине происходит. На себя. А потом как бы весь мир, когда сидит и рассуждает, да, там, кто прав, кто не прав, кому санкции включать, кому не включать, это тоже, да, я согласен, лицемерненько. Ну, то, что все
Тем не менее, то, что в мире не работает международное право, это неправда. Оно работает, ну, с оговоркой. Работает в отношении маленьких стран и на бытовом уровне. А тех, кто сильные страны, им плевать на международное право. И в чем я не прав. Опять вы не правы. Сильным странам, что не плевать, что, вернее, плевать на международное право, сильные страны тоже его придерживаются, кроме России. Нет, и США, и Китая. Ну, они как раз-таки намного больше придерживаются его. Кто? США? Да, оба. Да нет, США еще меньше, чем Россия. В чем? Плевать. Да плевать, вон, взяли Иран бомбят. Ну. Иран бомбит. Это... Первый пример, ну. Да, Иран. Почему бомбят Иран? Ну почему? Ультиматум какой-то выдвинули, еще что-то. Ну вопрос, почему санкции бомбят Иран? Есть на эту бомбежку. Нет, что произошло с Ираном? Что там не так? Ну что не так? Ну Я официально, с какой целью начали бомбить Иран? Так я не знаю, Ирак до этого был массовое, не нашли ничего, никакого оружия массового поражения. Ну ладно, разбомбили, ну ошиблись. Разбомбили. ИГИЛ создали там, ИГИЛ воевала. Кто создал ИГИЛ? Кто ИГИЛ создал? Кто создал? США создал. Ну, оно само создалось, потому что там бардак начался. Само теперь создалось, да? Ну, там бардак начался. Вот сам ИГИЛ создался. Там, да, где нет власти, там создаются. Ну, смотрите, поведение ИГИЛа. Давайте посмотрим, кто его создал. Скажи, Ирак был? Был. Давайте попробуем повесили Саддама, разбомбили Ирак, уничтожили государство. Что там образовалось? Кто в этом виноват? В беззаконии. Давайте попробуем выяснить, как появился ИГИЛ. Ну, давайте. И с кем он боролся. Ну, хорошо. Слушаю. Ну, слушаю ваше мнение. Так, сейчас я здесь чуть-чуть занят, извиняюсь. Что у нас за тема была еще раз? Мы разъясняем, да, вот ИГИЛ. Смотрите, что у нас происходит там, арабские весна, там туда-сюда. Где происходят арабские весны? Египет, чье влияние? Ну, я слушаю. Фараон на кого туда посадил? Мубарака. Не знаю. Каддафи чей братушка? Вы мне вопросы задаете, и не надо мне задавать. Ладно. То есть вот эти вот со времен Совка насаженные там режимы диктаторские. Каддафи. Он начал с Каддафи, ну. Да, Каддафи, Мадафи, вот этот, кто там, Мубарак. Потом все это пришло в Сирию. Сирию, там, Башар Асад и как его пахана звали? Хафиз Асад. Хафиз Асад тоже брат Совка, который там совместно... Нет, началось с Ирака, давайте начнем. Ну, в Ираке Саддам Хусейн, брат тоже русский. Ну, да. Началось оттуда. Да, и вот так прокатилось, да, в итоге пришло это в Сирию. Ну, то есть там диктаторы везде были. Да, диктаторы были. Хорошо, везде. Так а что не докатилось диктаторы Саудовской Аравии, Кувейте, и всех вот этих, ну, в том-то и дело, что Эмиратах, Омане, там везде в том-то и дело, что это братья русских, вот эти вот режимы, которые там были.
Не, ну По там ним братья там США, вот это Саудовская Аравия, Йемен, Ну, Кувейт, да, Катар. в том-то и дело, где в США там нормальная ситуация. Даже в диктаторской системе там как бы более-менее нормально. А вот если мы берем вот эти вот, да, братья русских, то у нас, то есть в итоге мы пришли... Ливия, причем здесь братья русские? В Каддафи, братан. О, Ливия. Он же там этого президента Франции, блядь, спонсировал на выборах. Ну так спонсировал, откуда? Со своего кармана платил деньги? Кого спрашивал? Ну, со своего. Как со своего кармана? Идем, давайте вот дальше, да? Так как бы проскочили, мы просто так отметили, да, арабские весны начались, дошли до Сирии, и тут полностью включились русские. Русские включились, потому что у них там базы были военные. Да, не отпускают, им это неприемлемо полностью отпустить вот эти режимы. Изначально сирийский вот этот вот диктаторский режим, там все началось от негодования вот этого населения. То есть там не было вообще вопроса каких-то исламских государств и так далее. То есть свержение диктаторского режима и установление со сменяемой властью вот такой системы. Там сейчас установилась власть со сменянием системы? Сейчас там не установилась. Но и она не установится никогда в этих странах. Алло. Да, слышу. Я вот общался с этими людьми, с египтянами, там, с этими сирийцами. Что у вас за ситуация, что вы хотите? То есть люди, которые, не про исламистов, про нормальное гражданское население, они говорят, что мы хотим вот как в нормальных странах, чтобы 4 года там президент посидел, ушел, и мы другого потом себя выбрали. И у нас до хрена ресурсов и всего, мы не можем нормально, вот как в европейских странах, это распределить для народа. То есть у нас как бы нечестным образом вот такая ситуация, да, когда мы полностью зажаты. Мы вот хотим поменять эту систему. И что, вот это как бы, да, волнения начались, народ встал, процесс пошел, и потом появляется, кто появляется потом? ИГИЛ. А вы знаете, что эти процессы изначально поддерживали европейские страны? То есть хорошо, что свергают. ИГИЛ с Ирака пришел. Да, все правильно. Все были рады, что в цивилизованном мире, что там начались процессы, и наконец-таки сменятся режимы, и эти люди тоже будут нормально жить. Поток беженцев, перестанет, сюда. И отсюда, из европейских, западных стран, и туда смогут ехать и нормально сосуществовать. А у нас что получилось? Вроде начали за здравие, а потом появляется ИГИЛ. То есть весь мир поддерживает вот это восстание. И все осуждают вот этого диктатора Асада. Но появляется ИГИЛ, который начинает почему-то воевать с американскими журналистами, с Красным Крестом, со всеми там правозащитниками. Это что такое? Это просто истинный ислам они исповедуют. Истинный ислам, да? Это истинный ислам у них. Если западный мир рад свержению русского диктаторского режима асадовского, то зачем появляться ИГИЛу и переворачивать вот эту вот всю ситуацию и доводить до того, что в итоге европейские страны, западные страны говорят, что лучше там Асад, чем вот это. Потому что я же объясняю, они хотели для этого Америка создает ИГИЛ, чтобы западный мир сказал: оставьте русского диктатора Асада. Вот так, что ли?
Это я вам не специалист в этой области. Вот вам надо как раз-таки изучать это дело, да? Откуда появились, ИГИЛ появился, кто там был, вот эта партия Баас, все вот эти генералы саддамовские, они как раз-таки оттуда и пошли, вот эти игиловцы. Зачем Америке, зачем Западу, который поддерживает, наоборот, это восстание, зачем им отрубать, чтобы они их, красным крестам, их всяким этим журналистам, которые туда, правозащитникам. Торговля оружием приносит большие деньги. Фуй, елки-палки, торговля оружием. Почему-то у всех там калаши. Какая разница? Калаши производят в Америке больше, чем в России, знаете? Что? Это не прав? Минск, знаете, торговля оружия, вот мы сейчас туда-сюда болтаемся, да, вот почему Россия именно гражданских бомбила. У меня с этих есть демонстрации, еще где-то видео, там фото, где вместе с сирийцами этими выходили. Там они раскладывают, здесь Штефансплац, есть такое в Вене, да, центр. Огромные там демонстрации, когда проводили, и всю вот эту площадь вот этими трупами, искалеченными там телами, которые... И они четко, сирийцы знали, кто бомбят. То есть, кто именно гражданских бомбит. И они сами, их лозунги, это были адресованы русским. То есть они русских и Асада, как бы вместе с Путина, Асада осуждали. Я много видел видео, то есть альтернативные тому, кто-то снимает и так далее, где прославляют русских, где... Нет, это было умышленно, то есть гражданских бомбили умышленно. Это было заваливание, я не знаю, заполонение Европы беженцами. То есть их там бомбили, потом подсказывали, куда надо бежать, и вот это Европу, когда уже заполнили, там через края начало все переливаться, уже надоело это местным, и весь Запад сказал, что пускай русский Асад, чем вот это. Смотри, как-то я смотрел до этого передачи, там BBC была про Сирию, просто передача про Сирию, там рассказывали, как люди живут, там культурные ценности и так далее. Там, наверное, 2008 год был, наверное, где-то так. Как-то, в принципе, жили люди хорошо, там зарплата, не самая богатая, не бедная страна была, все. И вот что люди променяли, на что не променяли? Сейчас лучше живут? Нет, дело не в этом. Дело в том, что люди хотели жить лучше, стремились. Вы сейчас говорите задним числом. На тот период, да, когда люди просто посчитали, что они смогут свергнуть вот этот режим, а они могли его свергнуть, если бы русские туда не вмешались. Это русские вмешались, как я не знаю, два пальца об асфальт. Они уже зажали вот этого Асада туда, вот эти вот, я не знаю, там... Начались в 2011, а русские вмешались там через 5 лет. Они зажали в Дамаске уже вот этих деятелей, и потом появляется ИГИЛ, и появляются русские, которые якобы спасают всех от ИГИЛа. Они зажали его через где-то 5 лет только. Да не правда, там на месте... В 16-м Россия вмешалась. Нет. Загугли в интернете. Да какой 16-й? 14-м на Украину напали уже после этого. Не. В 2016-м, по-моему, только русские вмешались, насколько я помню. Когда уже действительно зажали там Асада. Когда активно уже зажали, тогда уже активно. А так они вмешались, еще раньше вмешались. Это химическое оружие, типа они забирали. Асад начал химическим оружием
убивать своих людей. Химическое оружие ни одного видео не увидел, что он начал убивать. Ни одного. Так никак не увидел. Как не увидел. Постановочно, надо рассказывать постановочно. Химическим оружием начал закидывать. Даже потом международное сообщество сказало, надо забрать. Вмешался Смотри, Путин, подожди, сказал, я заберу оружие, и вмешался туда Путин. Ни одного видео я не видел, чтобы там действительно химическое оружие было. Только постановочные видео, где детей поливали водой. И то дети не понимали, что... Да вы тоже Бучи говорили эти постановки. Там он шевельнулся, там это то. Что вы мне рассказываете? Зачем ты ревешь? Ирпень, Буча, то же самое говорили. Они сами там устроили Бучи это. я видел видео, а там не видел. Что заявляла, это как ее, пресс-секретарь МИДа, что заявляла? Да мне без разницы, кто там что заявляет. Я смотрю... Я тебе говорю, ты смотрел других источников. Буча это было? Ну, Буча мы было просто там пытались, мы просто пытались выяснить, да, вот как может ИГИЛ, как может Запад, Америка создать ИГИЛ против самих себя, чтобы там закрепили русский режим. Просто вот я не пойму логику вот этого. Да, он не может понять это. А так подожди, а как может Америка, блядь, создать в Афганистане режим против русских, а потом еще 10 лет воевать с ним? Мы сейчас не про Америку. Ну, тоже логика где? И потом убежать оттуда. Я этот вопрос не изучал. Это нужно изучить. Так я вот понять изучал сначала. чуть-чуть. Вот они вот против СССР тогда вооружали этих всех. Потом сами туда... Ничего там не вооружали. СССР ничего не сказал, напало. Оно вот это начало, как раз все это начинало СССР в Афганистане. Ну, а потом США туда влезла на 10 лет, как СССР. И что? И тоже ушли оттуда. Они тоже пытались их людьми сделать, видят, это обезьяны уже. СССР пыталась построить социалистическое общество, там строила это, больницы там. Вы ушли сейчас на Афган. У нас просто мы хотели разъяснить афганскую тему. Нет, про ИГИЛ хотели разъяснить. Смысл, почему американцы создали ИГИЛ, или так и Россия, вот где смысл? Ну, мы смысла нету. Мы хотим понять. Мы хотим понять, вот смотрите, западный мир поддерживает арабскую весну, в частности в Сирии, чтобы свергли вот этого диктатора. Потом появляется ИГИЛ, который начинает гасить там американцев, объявлять им войны, короче. Вообще полностью с русских фокус переводится на западный мир, на Америку. Я понял, вы меня не поняли. Давайте я вам объясню чуть-чуть. Страны, которые не привыкли жить в демократии, которые не знают, что такое выборы, которые не знают, они только все жили при монархах, и им вдруг дается свобода европейская, например, приносится. У них не получается жить, у них получается хаос и бардак. Ничего подобного, ничего подобного. В Сирии, повторяюсь, в Сирии все начиналось с того, чтобы свергнуть диктаторский режим и установить демократическую власть. То есть со сменой режима. Не установили, потому что использовали инструмент вот это исламизма, как вот и в нашей республике то же самое. То есть именно использовав вот этот инструмент, на это можно педалировать, и можно вот таким образом создавать ситуацию, да, что весь мир будет как бы закрывать на все глаза. Не понимаю. Все, тут ничего, а? Вы не понимаете, что я хочу сказать. Вы не понимаете просто, что на самом деле, или притворяетесь, общество, которое не привыкло, не знаю, что только демократия. Да, ничего там не привыкло, это нормально, там люди вон цивилизованные, много грамотных людей.
много, короче, я лично доктора знал здесь, этого Так профессора. много грамотных, это единицы. Да, эти люди четко, у них позиция, чтобы их страна процветала, чтобы у них была смена. Да. Ну и что В процветает? стране смена власти, то есть у них вот такой настрой. Но им туда в задницу, извиняюсь за откровенность, суют ИГИЛ, который воюет против них, против всех. То есть объявляет вот это, да, там против Запада, против этого, Америки. Давайте установим халифаты. Да нафиг это нужно сирийскому народу? Они нормально хотят жить. Наоборот, от этого халифата избавиться, да, вечного царя. Халифат, это же истина ислама. Халифат на всей земле. Ну там как раз таки и был халифат. Вот с Асадом во главе. Они его хотели, они хотели его свергнуть, а им притащили другой халифат, вид сбоку. Вы мусульманин? Да это тут ни при чем мусульманин. Я 72% мусульманин. 72? Не может такого быть. Он или 100, или 0. В какой 100? 100 вообще нету таких. Мусульманин таких не может. Я чуть-чуть изучал мусульманство. Ну, вы вообще-то соответствуете ему. Вам только это самое, там, намаз прочитать, и все. В остальном у вас полное Намаз соответствие. вообще-то нигде не прописан. Где он намаз, как читать и где это написано, скажите мне. Нигде не написано. Без разницы. Все равно это читают, короче. И Нигде не написано, и он не обязательно. Осталось вам это произнести шахад. Давайте повторяйте за мной шахаду произнести. И шахаду нигде не прописано, как и вас вообще в исламском мире примут как этого. Можете даже халифом стать. Халифом все позволено, кстати, по-мусульмански. Я бы хотел стать. Да. Даже если вы бьете этих своих подопечных, там, по спине отбираете у них их имущество, против вас нельзя восставать. Пидорасом тоже можно быть халифом. Да, извиняюсь, да, это тоже там есть. То есть за вас нужно молиться. Не, ну я бы вас научил жить по-новому. Было процветающей страной. Так, что у нас? Спикеры замолкли. По-моему, где-то там параллельно эфиры, все туда сбежали. Есть мусульманская страна, вот видите, вот. Оман мне нравится. Так, а что писали в меня здесь? Микрофон. Это просили включить микрофон или у меня Катгиру? Короче, все спать пошли уже, наверное. Да нет, спать еще рановато. Видимо, где-то параллельно еще эфиры. Сколько у вас по времени? Мой микрофон кто-то выключил. У меня 21:46. У меня 20:46. Вот. Час разница. Так, Ибрагим, микрофон. Это чей? Это у меня включенно был. Я тут случайно это самое. Когда занят был, у меня не включенный, интересно, был микрофон. А где живешь сам? Вот, интересно, меч Аллаха. Заходите, давайте сейчас поговорим. Как раз интересно, где можно установить халифат. В Беларуси тоже вот халифат. Да, у нас не установишь халифат. Нет, почему? Вот Лукашенко там тоже намаз где-то читал. Я видел, показывал. У нас как нет? Все религии под контролем. И это правильно. Не, ну Лукашенко где-то в мечети намаз с кем. Я сейчас не помню. Не. Лукашенко То ли с Каддафи, с кем-то. Хоть раз видел, чтобы он перекрестился. Да, в том-то и дело, что он какой-то скрытный халиф, там, мусульманин. Нет, я считаю, что президент должен быть, как при Союзе, вне религии.
У нас вот есть Ну, вы-то можете считать, а он вот на город, самом-то деле... площадь центральная, город, площадь. На каждом краю площади вот синагога, мечеть и церковь. И все нормально живут. Ну, так и должно быть. И И церковь, и празднуют, буддийский храм пускай. эти там еврейские празднуют вместе, потом мусульманские вместе и христианские вместе. Так и должно быть. Просто Ну, как должно быть? Нет, по-мусульмански это не должно быть. по-мусульмански это как раз-таки запрещено. По-мусульмански нужно только, чтобы мусульмане были. Да. Ну, тут такое Всех остальных, да, всех остальных нужно как бы либо исламизировать, либо они должны платить дань, будучи униженными. Ну, дань платят у нас все государства. Ну вот я поэтому и говорю, халифат, он как бы живет. И, кстати, вот возвращаясь к Сирии, там был как раз-таки халифат. И зачем сирийцам другой халифат, если там и так халифат, они хотят свергнуть этот халифат, а тут им еще другой навязывают. Халифат, это все средневековье, уход. Ну, в России тоже халифат. И право сильного, да, это как раз-таки вот соответствует халифату, шариату, исламскому государству. Потому что выбор власти такое там не предусмотрено. То есть к власти приходят тремя способами. Это захват власти, да, там тупо просто захватить власть. Это передача власти по наследству, и это когда особо приближенные там к вот этому халифу, там после его гибели или и так далее, они выдвигают вот такой какой-то круг, да, там, они выдвигают следующего правителя, там, властителя. Вот такие три метода, которые и даже они не прописаны нигде, то есть они чисто на прецедентах. Так ты сам в Европе живешь, да? Я в Австрии живу. Я вижу, на час разницы, значит, где-то там. Я в Ну и Вене, как в в Австрии Австрии? живу. Вот на фотографии это я. Давно? С 2005 года. Давно. Как сюда приехал, вот через Польшу. Через Беларусь, кстати, проездом. Беларусь. У нас, я Ну, помню, Беларусь, чеченцев на белорусы, да. границе куча было. Да, я там и ночевал в Беларуси. Ну, там же помогал президент. вообще к белорусам никакого, вообще у меня самые хорошие только такие отношения. Да, к самому народу. Вроде я ж не тогда знаю. президент наш помогал вам на границе. Организовывал. Ну, я не знаю, эта помощь, она вообще-то была не совсем такой. То есть изначально даже из самой республики нас как бы умышленно там вытесняли. Я все-таки придерживаюсь этого мнения. Ну, что-то там я помню. Это, может, не в 2005-м, а позже еще. Да, как бы выдавить сначала всех инакомыслящих, потом оставшихся как бы полностью подвести под сапог, укрепить там вот эту систему, а потом уже тех, кто в Европе, их полностью через религиозных вот этих всяких проповедников аккуратно приструнить. Так, у нас зашел Хусейн какой-то F, я не знаю, что там дальше написано. Хусейн, еще одна попытка, чтобы ты нормально как бы себя вел.
это приму, нормально попробуй свою мысль изложить без мата, без грубости, там, без дерзкости. И нормально как бы попробуем подискутировать. Ассаламу алейкум ва баракатуху. Вот Минск как раз тебя, Подожди, брат. С вами в каком языке надо говорить? И по-чеченски, или по-русски, или каком? На английском можно. По-английски тоже можно это, в моем случае тоже можно. А ты в каком языке понимаешь просто, или болтать умеешь? Ты там на кухне работаешь, там посуду. Да, как ты, как шныр, да? Брат, просто у меня шум. Я тебя попросил нормально пообщаться. Я нормально, просто ты намекаешь, я тебе отвечаю. Ну, я тебе хочу дать знать, что у тебя шумно, чуть-чуть поменяй место хотя бы. Ну, ты же просто подожди, ты же через намеку ответил, я тебе ответил сразу. Ты сказал, на кухне работаешь, я тебе сказал, как ты, как шнырь, да, и все. Но в чем тогда проблема? Ну, Зачем ты зашел? Если ты это не занимаешь, подожди, если ты это не занимаешь, ты своему брату это тоже не сказал бы. Если ты считаешь себя чеченцем, да, или там какой нации тебе, интересно, Ну, если да? я по твоему разговору, судя по вообще твоей риторике, я понимаю, что ты намного младше меня по возрасту. И если я тебе такое скажу, ты Брат, послушай, это не младше, не старше, там, это не имеет значения, потому что я могу больше, чем ты, знать про свою историю, да? Все, давай, вот тебе полностью микрофон. Подожди, ты же меньше знаешь про свою историю. Один момент. Леху, ты когда зашел, я у тебя микрофон выключаю, когда ты заходишь, но ты его можешь включить сам. Так что... Ну, послушай, так я сам понял. Чем больше я знаю. Я просто не интересуюсь, потому что ты знаешь, ты какой-то сказочник. Я просто интересуюсь, какой у вас там политика, там что-то чем вы занимаетесь. Ну, мне интересно, сейчас какой у вас разговор, какой там что-то не поделились, или там какой-то политику, или там какой-то чем-то вы просто... Сейчас, если хочешь, мы можем про ислам поговорить. Давай поговорим про ислам, или там мусульманин? Вашему религию, там, что не дадет с вами. Ты мусульманин? Альхамдулилла, я мусульманин. Ты какой мусульманин? Ваххабист, ты суфист, хабашист? Брат, ты с намеком хочешь, да? Не, я не с намеком, я спрашиваю. Да, ну давай. Ваххабист? Ваххабист или кто? Нет, я не ваххабист. Ваххабист это что? Это ваш... Это не... Подожди, это ваххабист, это ваша ты история. университет Патриса Лумумбы заканчивал, нет? Это не ваххабист. Ты университет Патриса Лумумбы заканчивал или нет? В Москве. Не слышал. Ладно, давай я тебе чуть-чуть вопрос, скажем так, подкорректирую. Ты какого вирда Не, брат, это вирды, это которые отдельные дни, отдельные донесения, потому что у тебя это ничего нету, ты это не знаешь. Тебя там косишь про ногти, Еще раз повторяю, ты какого вирда, мусульманин? Ну, хаджи вирда. Ты делаешь зикр? Что делаю? Поддерживаю, делаю. Окей. Я зумсо, брат. Как ты к ваххабистам относишься?
как ты через заднюю мысль. Кто такие? Ваххабиты, кто такие вообще? Это твои родственники, твои поколения, твои фамилии. Наверное, дискутировать, да, Дискутировать, освободи. Это тебя просто знаешь, я тебя знаю, ты знаешь какой. Ты просто не поддерживаешь это в сторону, а другой. Чили у нас они. А хуй упустили, блядь. Так, поехали, ушел. Следующий, так, у нас гость. Это что за это самое? Маски шоу или что? Машо. Там хат решили. Скучал очень, любой очень, один валишь. Минск, ты здесь? Ну, 1 на 1 я понял, остальное не знаю. Не, Астамбул, конечно. Можешь вот этому товарищу визу прислать? Хоть одного туда, в Минск себя пригласить. Любой Хоть это самое. Может там, короче, вот в Минске там. Модели кархо, иглюш истхала, не кархо, иглюш лусал. А ты переводить цешку, истхала, один, она, это nog чему, просто дырц дует объекты, так что любой чё. Еще. Главное, ниндзя пёркан, да? Любой охиру кашаш должен метик, любой метик, любой любой нагухсок, это боец без правил, любой чавор шутане. Шутак просто, я да, тикток, эра дойла, وتيك شو الآرة دويلا آرة وشخ كتن أدين والوري أنت يجي свободно давает мегион هاي ميتال любой Рилта слушай, го со угр мискна го кито, со угр рилна го, шу цайне любой чин цайне, ади шу просто я да алта на озо кито, мори анте и шу цайне, али шу. Сай метен, сай, короче, секундант, твой мек шу. Хай ла, секретарша ита метен. Просто мори анте и ала. Не, вариант, сейчас я твоя корова, али обличите да юбчувал. Муга? Не, просто боула боас. Та нохче, мадуишу, нохче, дех найна хадойла, мадуишу боас, боула реально. Не, что бол, Один момент. Это панику здесь не создавай. Что тебя тревожит? Что с тобой случилось? Что с тобой случилось? Спортивный интерес. Что? Нет, что с тобой? Вот готовы ли вы отстоять за свое до конца, босс? Что с тобой произошло? Спортивный. Валлахи, биллахи, таллах. Что любой гонорар мало, что любой гум мало, просто что я да, гучел, та аборжа еще больше, там собой, та честь, та достоинство. Он година, он шишам цадуэлна, шишам цадуэлна. Хайн дина гнахан, дина мамота, Ибраим. Та он хухилласо просто цадуэлна. Хаджа сохин сохубич, хуис. Харифи латин вистолч ашу санаят. Чу вел, хунаден любой один. Боржа. Худина, хумам цадуэлна он сам. Боржа ла мои микрофон ждал. Борщ. Боржа, шела, та боас, да мои микрофон ждал. Тани, любой الشيخ سيداخر سيشامل دوهم واحد يوصل شو تحنتجي تاني أدين والو وري أنتي Не переводишь.
Шабардяк, перевод есть для Минска. Минск, он говорит, я балангер. Я говорю, балангер, есть еще у вас какой-то баланг, есть у вас, говорит. حاجة один момент. هون تسوال ما تجيه شو يعطى تسوال إيش. ها سو إننا شو تاني شو توبنا تاني وين شو تاني. هو خير Что это Что тебя тревожит? Меня ничто не тревожит. Именно спортивный интерес, просто стойк целая. Ну, у меня, например, нету интереса с тобой абсолютно. А нету интереса? Вот хала и ваши штаты ахуйсисун. Абсолютно. Нету интереса, так просто это вариант, это ток-шоу, и сюда один уж любой человек. Ну, я лишь ухо научусь. Шо тани, просто борж, уя, бои на кулаках, не на кулаках. Шун, бадагдич, шун. Просто мастерство сочетание. У меня вообще нет интереса с какими-то шнырями, с какими-то вообще какой у меня интерес? У меня другие цели. То есть я себе поставил другие цели. Я все свое личное как бы на задний план отодвинул. И у меня есть цель. Цель как бы, ну, скажем так. Все, проблемы, окей, хорошо, это проблема. Да. А то бы не очень ценно, он ахует кончаря, قون خل قوسة برج القوسة لتر قوسة وريات قون просто один уайлмастер сам объясни дон чеченский нохчехум дуишца қонах чо лечо гуать он просто қонах щемоства милуху шагу это не простые слова, знаешь. Это когда кто-то заходит один на один и сразу духа вообще полностью пустышки. То есть уже иштамел дошел шагуй, вот ты зашел, и это уже говорит о твоей полной пустоте. Ты где-то себя как будто бы за все это время у тебя не было места себя где-то в чем-то проявить. Ты сюда заходишь, и здесь там петушица, да, и один на один, он абсолютно серьезно, А кто это был? Да хрен его знает, кто это. А кто тут есть больной человек был. Тут есть эти всякие, короче, я которые... Я так понял, один на один, что-то там вот... Нет, тут, короче, вот эти международные исламские террористы, да, которых там полностью сеть по всей Европе, по всему миру. Ну, мы, в принципе, работаем, да, над выявлением там. И вот какие-то там самые дебильные, там, полезные идиоты, их как бы вперед вот так вот гонят. И вот, скажем так, такое, пытаясь создать давление, там где-то в норке своей сидит какой-то человек, и оттуда там один на один какие-то, как будто бы у него один на один выйти в какой-то ситуации нет. Я понял. Короче, вообще, я это называю петушня, да, которая петушится просто. Ну да, где-то живешь, где-то. Да. Абсолютно ничего серьезного для меня. Вот. Просто вот вы слышали, что здесь в Европе есть люди нетрадиционной ориентации, да? Да, они везде есть. Да, они везде есть, но так в Европе их как бы не гоняют, как в других местах, скажем так. И вот такие люди, это как бы даже для них посмешище, когда человек заходит там куда-то в интернет и начинает вот так петушиться. Потому что даже эти люди с открытыми лицами могут отстаивать свои какие-то интересы своего собственного мягкого места. А человек, который вообще ему по барабану, да, там какая-то ситуация там, с его народом, в его обществе там, и так далее, там, куда-то заходит в интернет
и в какой-то это непонятный там аватар ставит, какая-то хрень непонятная, завернутая вот во что-то, и начинает петушиться там 1 на 1, не 1, не 1. Вашего главного, кто у вас там, Путин, Кадыров, вот его приведите 1 на 1, тогда я еще подумаю. А с вами... Он там, перепутал... Да, с вами, с перепутал прокладками. ночные клубы перепутал. В Да, Москве с в 35 часов. с прокладками, со всякими там шнырями, грубо говоря, в какой-то 10-й, 20-й степени шнырь там какой-то, шнырь, шныря, сюда заскакивает там 1 на 1, 2 на 1, да в очередь вон становись, вас 150 миллионов русни. 1 на 1. Посмотрим, 1 на 1, не 1 на 1. Вас тут днем с фонариками и так ищут, да? Просто любое какое-то проявление вот такой какой-то петушиной террористической агрессии, и вся ваша сеть потихоньку будет вот так выявляться. Ну, вот мой старший сын ездил в Европу. Говорит, сколько, 10 дней там, ну, просто экскурсия катался. Вот Польша понравилась ему. А дальше, говорит, мусульман засилье. И на улицу без газа баллончика, говорит, местные не ходят. Это правда? Я, смотря какой регион, где он был, вот я в Вене, в Австрии живу с 2005 года, мусульмане, не мусульмане, я не знаю, я, честно говоря, по каким-то местам, там, по клубам, по всякой наркоте, по вот такому не шастаю, да, там. Ну, он был свободно, да, свободно передвигаюсь, общаюсь там на каких-то мероприятиях по мере возможности присутствую, на работе там и так далее. То какие-то... Он был Литва, Польша, Германия, Франция и Испания. Ну. Не знаю, я такого еще не видел, чего-то, скажем так. Ну, смотря где круг общения, да, там, если среди какой-то шпаны, наверное, постоянно, как говорится, тасоваться. Он там был в гостях, там в гостях. Он у меня программист, он путешествует, он каждый месяц куда-то летает. Просто вот ему интересно. Вот на 10 летал вот в Европу, там. Вот Польша ему понравилась, а остальные нет. В Польше, как бы говорят, не пускают этих всяких, ну, мало этих иностранцев. Всяких. А там, говорит, там выйдешь, страшно. Телефоны лучше не носить в руках, в кармане и так далее. Ну, в Барселоне, например, вот про Испанию говорят. У нас телефон можешь оставить на скамейке, и тебе позвонят, и телефон забыл. Так, что это здесь пишут? Мы до вас доберемся. Это кому обращаться? Ибрагим, ты не мужчина, пишет Рабаним. Ну, мужчина или нет? Вот я вот здесь, ты меня на картинке видишь. Я занимаюсь своей общественной, там, политической какой-то деятельностью, да, информационной. А ты какая-то, непонятная он, я не знаю, аватарка, да, Рабани 20. Вот что ты такая есть. И ты вот это непонятное что-то мне пишешь. Мужчина я или кто-то. Кстати, я тут немного обращусь. Ночью матависта русу. Хочу петушиться дешевле. Хаули. Юхтер тиза рушу тизши велши да цунядин агисун матюгери сунядин дери. Хочу лило что лук а петушиться деш лило что это шаю русский террористический система. Дохал
общественный, политический, информационный, площадки, соответствующий орган, цундел, просто кучуал дебил, петушица, денух РЛ, цана даурю болдат, кино хай хузар цогон кел хуматюан цанаца, хажин цана Украине, джихадо, чукую сечух, цахоюэл гариоч, хайн байл бирбоч, цахум мадуэлка, милла кучуала, да? Вообще не исчех, цахай чон. Так, извиняюсь, надо было высказаться. Ну, что ты сказал? Какой-то Булат там, мы до вас доберемся, Бог. Кисака. Наверное, Булатю, Хамулатю, вообще, куза, добирается, да, петушица, да, дебил, что ли. Ах, чучу я лезу, хошая, мичарю, хапу кувата, мю пробитен, на карандаше, ашарю, кучур, даю, хумнештаючи. До цер дюнда, чегатер кэш, ничи, ацари шукуза, казахюш, тия, короче, хумшаруч. Шучулел гатарах, цэн хирба даци зию, шуел гарю. Ясно. Ладно. Успехов вам в вашем нелегком труде. Пойду. Спасибо за внимание. Благодарим за это самое, то, что участвовали. Да, здесь, короче, были разные мнения и так далее, где-то грубости, но я максимально пытался, чтобы люди не переходили на личности, если там что-то не так. Надо уважать любое мнение и слушать его. Вдруг оно окажется правдой, а твое неправдой. Так что я всегда слушаю другие мнения. В любом случае, соблюдать культуру общения – это важно. Да, все, счастливо. Всего хорошего. Приходите свободны. Так, офф у нас зашел. Офф машуал, чеченское традиционное приветствие. Приходите, будучи свободным. Офф вышел. Так, кроме петушни, есть нормальное, кто хочет подискутировать, у кого есть альтернативное какое-то мнение, как Ичкерия. Ичкерия, ты непонятно кто ты. Так, я тебя... Короче, перезайди. Так, если есть эти самые, кто хочет подискутировать, кто хочет какую-то свою альтернативную точку зрения высказать, политическую свою точку зрения, религиозную, можно сюда зайти, нормально ее высказать, нормально подискутировать и нормально разойтись, даже если мы останемся при разных там мнениях, разных позициях. А вот это вот петушиное, да, катух, петушатник, вот этот курятник, вот это вот просим здесь, пожалуйста, будьте добры, не потом завтра сами будете ныть, самим же как бы будет всем хуже только. От того, что вы сюда зашли, попетушились и вышли, на этом это не заканчивается. То есть вот этот петушатник, он... Мы тут не этим занимаемся делом. То есть всем, кто хочет петушиться, заниматься вот такой вот деятельностью, сюда просьба не сюда заходить, а там в своем собственном вот этом курятнике там, короче, там заниматься этим делом.
Масна интернет, что, я просто вот эти там видео, какие-то эфиры, не любитель снимать, сидеть, короче, потом сюда вот с этой физиономией, короче, перед этим. Ну, это тоже не проблема, где надо, можно и видеоэфир. У меня там есть дофига видео, всего что угодно в интернете. Я вообще открытая личность, абсолютно ни от кого не пытаюсь не шифроваться. У меня вообще нету врагов личных, абсолютно. Я ни с кем не враждую. Единственное, мое государство находится в состоянии войны с Русней. Соответственно, официальные представители вот этого русского мира, они являются моими врагами. Пока они не откажутся от вот этого злодейства, которое они над моим народом проводят. И вот только в их адрес весь вот этот русский международный исламский терроризм, который они над нашим народом постоянно применяют. Вот эти все оккупационный режим, который они там установили. Там то, что они в других точках мира творят, я это все осуждаю, противник этого. И вот в информационном пространстве и в любом другом месте, чем я могу, я вот буду бороться против этого. Остальное, какие-то петухи, петушатник, который сюда заскакивает, там, это вообще не моя тема. То есть, если тебя там кто-то за хвостик взял, за задницу и против меня использует, то мне как бы без разницы, ты какой-то Абдул-Худуз, короче, или ты напрямую Путин, или ты его марионетка какая-то. То есть ты для меня как бы вражеский, скажем так, элемент. Если ты с вот этой подачей там гобни, там пытаешься ко мне проявить какую-то агрессию. В остальном личных каких-то врагов, тем более среди чеченского народа, у меня, к счастью, абсолютно не существует. Так, у нас, по всей видимости, все наши эти участники ушли, по-моему, там Пармати на эфир, если я не ошибаюсь, у него по пятницу вечером бывает. На этой ноте тогда, наверное, завершим сегодняшнее это. И просьба, вот здесь 10 участников, кто знает, вот приведите этого как его уже забыл, да. Короче, туркменец вот этот там парень, абсолютно я к нему не враждебно, никак не отношусь, но хотелось бы с ним чуть-чуть подискутировать. Просто вот там он чеченскую политическую ситуацию пытался отстоять, да, там, с вот этими дискуссиями там, с россиянами какими-то. Поэтому хотелось бы ему тоже там разъяснить или там через него другим вот этим вот его оппонентам передать каким-то образом, если они не хотят сами выходить на дискус. Потому что у него, насколько я вот его посмотрел, у него отсутствует информация. Абу Юсуф, по-моему, да? Абу Юсуф, что-то такое. Короче, Машол, если что, приходи свободным, Абу Юсуф, или как тебя, вот из Туркмении. У меня лично там к тебе каких-то агрессивных, там у тебя с вендеттой, короче, что-то у вас было. Ну, я лично не собираюсь там какие-то эти записи и так далее, батлы устраивать. Просто вот хотелось бы чуть-чуть разъяснить ситуацию, если интересно, как бы поделиться друг с другом и так далее. Короче, эфир остался. Все, что он за подарки благодарю. Соухачтарн дайре схылдался. Кучу абью абаг мялие, мялие яшвег, мялие рага эмин обратно. Эл душун кучу ишти осал
هم نشي بيوه بدي وينوقع حزوياج مي تيوقع участвовать مدي بايد بوش مالي لتوي كم بقول كيجي هو بوش وشات سجيم كيجي شانا حقيقة وش تاشتم دي زوي كروتش كوشوا لايك مال خوات كنشان داف مال ليشان ديريس هو تهدى بيختيو خداي أصدق مشغول Рамштерн, армати там и юмор чмауса стремятся